Япония. Китай, брат, Китай, да, Китай единственное, но они Если будут... какие-то миллиарды там, что значит? В Китае психушки есть, прикинь. А Ну, ты они, знаешь, они Маша, стену прикинь? китайскую построили, от всех спрятались, чтобы Мартин, их... секунду, Это подожди, на Маша. Вы знаешь это, Ази- Маршо, Азике это Мартин, построили. точнее, подожди. Маша, ты знаешь, в Китае есть больницы, которые конкретно психушки, если ты приезжаешь и говоришь, что мусульманин, то тебя туда, короче, ложат, сразу лечат от ислама. Наводка. Да, да, Серьезно? уйгуров Да, Да, Китай. Таблетки дают. да, Убивают да, даже. лечат, даже бывает, если не. Вот, серьезно говорю? А я Нашел еще нас. больше скажу. А когда тебя с больницы снимают, да, ты типа излечен еще это 2 месяца или 3, к тебе ставят одного человека, чтобы он следил, делаешь ты намаз, читаешь ты Коран или что-то делаешь. Да? Конечно. Китайцы А, жесткие, эти они- криминалы. А почему, ну, знаешь? да, Потому что это китайцы прочитали Коран и охуели, сказали, что ебаный, что это такое? Люди, которые по цивилизации сказали, что это продвинулись, прикинь, психическая это болезнь. люди, которые как минимум 50 лет вперед идут перед всем миром по цивилизации, по науке, короче, и в космосе, и все видят всю картину, эти говорят, что мы на какой-то ките находимся, короче, прикинь картину, на двоюродных можно, то можно, верблюжью мочу можно, короче, те вообще охренели, короче, надо, говорить, не только отойти, надо лечить этих людей, короче, знаешь, если в нашу страну Да, представь, вот, чтобы китаец был мусульманин. Там это вообще жесть, короче, да. Но ради справедливости я еще хочу сказать, вот между всеми религиями единственный Бог, ну, по Писаниям, это Иисус, который, это единственный Бог, который вот реально, вот, ну, как бы Добрый, сказал, да, Да. прости своего врага. Другие боги говорят, ебошьте, глаз выкалывайте, там, бейте, и так далее. Ну, по-правильнее, скажи, будь терпилой, сказал, да? Ну, да, ну, по-нашему, да, так, чтобы, ну, как По бы, нашим понятиям, быть терпилой надо, получается. Да. Если, например, твою Да, мать 100%. сосед изнасилует, ты должен быть терпилой и простить да, его. Да, Вот. 100%. Ты Вот должен это тоже нам не подходит, найти, понимаешь, это Маша, сделать. ты его это Прости. понимаешь, нам это Всё. не подходит. Понимаешь? Ты должен, короче, прощать. Точка. Да, а у вас тут эти последние эти 3 дня? Амина, а где Ну, этот что, чё? МС? Где МЛ? Че у него, как он? Я не знаю, я его не видела давно. Нормально все у него? Что-то его давно, он вроде одно время... Вообще-то он на моих эфирах бывает часто. Он вроде, не знаю, блядь, что Знаешь, с ним? знаешь, в Раз, чем блядь, теряются Америку, на кого Такой- я что ли... Ну ладно, Георгий, Георгий, брат. Брат, Знаешь, сейчас, брат, тапайте. блядь, Смотри, ну этого только ты, я знаю, тебе не пидора понравится. меня, блядь, ругаешь, здесь говоришь, брат. Не, я тебя не ругаю. Смотри, Ну ислам. так это, раб, смотри, когда перед тобой ругают меня эти слова, не говоришь, значит, ты с ним согласен, что я пидор, что я то, что я все. Брат, ты их с утра до вечера ругаешь. Я куда они идут, за тебя говорят. Я не могу я с пол их ни разу толком. не ругаю. Я ругаю Коран, потому что Коран меня оскорбляет. Они для них Поэтому- это как святое, понимаешь? И они Да все я тебя клал на ругают. их, блядь, святой. Что значит? Я не могу Его- сотнями Его тут святой ругать. меня оскорбляет, и мой народ, блядь, оскорбляет. Пускай не оскорбляет, мне вообще похеру на эти Знаешь, святой. что, ислам, ты тут, брат, ведущий? Насчет, Да, я тут. насчет этого вспомнил, короче. Тут несколько азербайджанцев христиан. Рома Есть. Мотес Ганум. Говорит, Да. Петка, я Вот эти несколько... Подожди, Георгий, брат, сейчас скажу. 3 короче, христиан, азербайджанцев, вот это антихадис тоже, короче, ну их 3 тут есть таких, короче. Я их как-то спросил, говорю, вот если бы христиане воевали с мусульманами, ну вот азербайджанцы и армяне воевали, да, армяне христиане, твои братья христиане, да, во Христе, а эти мусульмане, ты за кого был бы? Он говорит, за Азербайджан. Я говорю, как так? Если, клянусь тебе, я Я не удивлен, но, блин, это, прикинь, будучи христианином, так, блин, это да, вообще... я говорю, как не... Он говорит, это политическое. Я говорю, так все равно среди этих умерших армян больше христиан. Ты согласен, чем с той стороны? Гораздо больше.
ну вообще, которые истинно там молились Христу в этот момент. Он говорит, ну, типа, да, ну, я же Азербайджан. Я говорю, какой ты? Хайрен Чигидем карта О чем тут вообще дальше вообще говорить? Я не знаю, сейчас это капец. Я думал про верочный вопрос такой Всем задам. здрасте. Мартин, Ну, как ты умудряешься столько лиц иметь, а? Я сказал им, ну все, ладно, уже знаем. Что я? Не, мне просто интересно. Не в этом. Как ты умудряешься вот Аба одновременно... сколько столько лет живет лиц иметь? в России, Аба что хочет? Так и, ну Смотри, и что, я тоже много лет живу. Ну, ты, что ты я- живешь, он живет в этом, в севере, мозги уже это, заморозили. Я тебя не трогал вообще нигде, наоборот, за тебя всегда хорошо. Говорю, что случилось? Не, я не говорю, что ты Ее меня брата трогал. трогаешь. Тебя ты тоже моего я не брата трогаю. действительно- Они трогают, я там сижу, они мне говорят, что Нет, вот он. я... Потому Вот что это здесь, меня да, здесь это осветленно. бесит, когда они меня трогают, и ты Тебе нужно было сначала молчишь, вертушку прокрасить, я подержать понимаю, ее что ты, подольше, а знаете, потом... Выключите микрофон девушки, у нее ничего. Поэтому она у тебя светлее, чем низ. У тебя низ Она осветленный, случайно поэтому тебе подняла. нужно было вот это. Она Я не не знает. могу выключить тебе микрофон. не могу выключить. Ни ноль, ни нель. У тебя микрофон Я просто выключить человек, можешь? который ты? закрашивал блок. Да, а то потом Ай, поднимешься блядь, вообще. закрашивала, тут что вообще. она? У меня нет к тебе претензий. фигураж? А что я сказал? Напомните мне, клянусь, я не... это старое видео, вы берете, которое Рома не открывает эфир уже 2 недели. Это старое, я у Это него. Рома, это не у Ромы. А где? Это не у Ромы. Это не у Ромы. у Это вы этого сидели видео. втроем. Истина или как Дунядар, там ты его? это прошмандовка. Дунядар, да, Дунядар. А это Слушай, Юлада, Дунядар вообще не разговаривает, он уже 2 недели как вообще микрофон закрытым сидит. Ни с его кем что, не- парализовало? Я не знаю, он поднимается и Дунядар. включает Ой, микрофон. у него. Да, Ну, правильно, он там и не разговаривал. Разговаривал ты, вот это вот безроды шавка, безроды бесплеменный. Нет, он разговаривал, он меня оскорбил, а ты, ну, типа, промолчал. Значит, ты с ним Я согласен? не помню, Я я так- не помню, брат. Вот, Это- зайди, у я- кого в эфире было? Чей стрим был? Этого пидора. Алло, говорю, Дунечки, Дунядар. Дунечки, секретуточки. А Вот Дуня, эти да это год назад ты вообще... Я Какой скажу, год назад? ребята, Ты мне эту лапшу девушку Какой год поднимите, назад? пожалуйста. Мозги не бегают. Ну не год, Два дня. месяц назад или 2. Он эфир не открывает. А, не я с ним гони, поругался. это вот недавно Ва. было. А я Два- вспомнил, я вспомнил, когда это было. Второго Я Карла. вспомнил. Там был этот азербайджанец, мужик старый этот, как его? Да. Да. Босс-Мерик. Да, Он тут- это Да, было- там он вам салюты Л- включает. Не, не, у себя Надо микрофон, да, выключи, если А, не ну, говоришь. я что всё шум. LA-13 только защику можете взять у LA-13. И больше ничего. И то, если LA-13 захочет вам показать своего... Это знаешь, когда было? В тот день, когда я эфир открыл, когда ко мне Рома пришел, этого когда Кикаса это заблокировал. В формате рассуждал, что он деньги за... Ты говорил, сколько он зарабатывает. Вы сидели, считали чужие деньги. Кто Вот вам зарабатывает? это надо? Ну, вы Я сидели, говорю считали. про формата, Только сказали, что... зарабатывал Вы за 75 формата аккаунтов, говорили, забудьте. что на Ютубе по-любому деньги за это. Они, Не ну, правильно делают, да. не Ну, строил. тебе, подожди, давай так А вы скажем. иду. Вот я, например, до того, чем этим заниматься, я зарабатывал в месяц спокойно 7-8 тысяч евро, я жил охрененно. Я сейчас не могу даже, еле как 2 тысяч зарабатываю, не могу работать, ничего не могу, я от этого ничего тут не получаю, как бы, что он зарабатывает. Хуйней не там страдайте. речь была, брат. В чем смысл Хуйней не смотреть? страдайте, никто, блин, нахуй, это что вообще, блин, человек не может Стримами, спокойно Мартин, выйти из деньги дома, не пойти заработаешь. работать и что-то еще, блин, Это не ему ладно. чужого Нет, там копейки была речь, какие-то они снимаешь, говорят, как считают. будто А вообще интерес не у него стыдно. есть. Он типа деньги зарабатывает. Там эта Я тема. тебе говорю, Они эту тему... Охренеть тоже. Заработаешь. Я Она не может, что кто-то, что-то где-то, она чужие заработки считает. Это Точно овца не миллионер, строила. точно не миллионер. Да, завистливый ходит, какую-то пургу несет. Социологический опрос. Какой опрос? Ты по-русски говорить не можешь, блин. Что Что, ты Эллада? несешь? Да, курица я её не пропал. строевая. Это вообще Овца. никто, блядь. Она еще на турецком так разговаривает без акцента. Потому что она подстилка Цацум турецкий. окурков. Турецкая подстилка. Поэтому и В этот день я она вспомнил. должна знать язык своих хозяев.
Рома заблокировал Кикаса в этот день. Такой дебош подняли у меня в эфире. Я закрыл после этого вот эту Дуню. Да, но это было недели где-то, даже больше уже назад. Вы рассказываете, что Кикас... Вот, например, Мартин, ты работаешь сейчас? Да. Какая зарплата примерно? Примерно. 200 Брат, тысяч. я не один, у меня Сколько? Подождите секунду. Сколько? нормально, короче, нормально. Ну, евро 5 будет. Выше среднего. Подожди, я одно Я в сравнение России хочу. живу, Да. здесь зарплата. Подожди, хорошо, теперь возьми с нормальной зарплатой. А резко у тебя не зарплата, ты не можешь нормально выйти, тебя везде ищут, тебя могут любой, кто узнает, нож засадить, убить, там, что угодно. И ты, и тебя точно, ты сможешь, и там, ведя блог или что-то, думаешь, сможешь зарабатывать столько, сколько, как ты зарабатывал, спокойно, когда до этого жил. Смотря Как сколько у думаешь? тебя просмотров, брат. Если ты контент Ну и снимаешь. сколько у него просмотров, ты думаешь, это же вообще ему, если даже на квартиру или на еду хватает, это даже чудо. Дай бог, брат, чтобы миллион зарабатывал. Я не там просто Даже речь если шла. 10 миллионов, зачем чужие деньги считать? Вот это я Да, не там понимаю. речь, там мусульмане. Ну, Ну даже, доверие да, от смотри, модела. подожди. Лишний Даже не если, да, он заработал, нисколько бы не зарабатывал, если он спокойно не может жить, это зачем эти деньги? Понятно. Ну, спокойно он не может выйти, никуда что-то сделать, съездить или что-либо еще. Любой момент, где любого, и у чеченцев везде, и мусульман везде, в любой момент его могут где-то зачечь. В любой момент. И его, и меня. Вот и ты Да, думаешь, и согласен. хоть сколько бы денег не было, что с этими В деньгами Европе делать? опасно, да. Что с этими деньгами делать? Ну вот поэтому как бы это даже считать глупо, что бы сколько было или не было, с ими ни хрена делать ты Последний не раз можешь. ходят от пустого пару этот колорист цар, Дуньядар, два слова, что-то сидит там, б. Это банд, гнумез, Рома эмот, Иран ковара, кайфен, барнум, Да, я за тебя, когда лысни, хорошая кезин делаю. масум. Это дувор, гнумез, Գյոթերանդեղ ծիծաղում են կովորա բան։ Կլարի Չեմ էթեմ, ապե, դրամոտել էր չեմ էթեմ։ Չեմ էթեմ էլ։ Իրանց բոզեր են սաղ, Ուդեմ, ապե։ գյոթ են, բոզեր են ժաշտամ իրանց մոր Турքերի բերան։ կոմից են, брат։ 100%-ն։ Ես քեզի 100 անգամ մի գնա կլարիդ պետք է իրանք մարդ չեն, իրանք Ես քո մասին լավ բաներ Ինչ ասում եմ։ բաճ։ ախպերի մասին պետք չի, ես Էդի քեզի չեմ դիվարգում, այդ ես վիդեոները ումին քեզի պետք է չեմ։ ես մենակով ծծծտեմ, նենց որ Больше войнишь будет. Да, когда ладно, whatever, сам Вот, знаешь. Давай, каждый на своем языке, давай. Что нам, кстати, ешь, Ты хабаришь, этот, Леонора, давай сейчас мы тоже с тобой. Ты хабари, бирорка. Не, Альхас, ну, ладно. Спрашиваешь еще, Захарка? Больше. Давайте ага. это мусульман поднимем, а то каша кто-то на разные языки, кто-то на чеченском говорит. Не, Давайте мусульман я просто поднимем. это такой, так. Нет, тут Опа, еще- 69 у нас, Я любимое хочу число сказать, я пророка. за тебя хорошее, 59. если говорю, тебе это видео не отправляет никто, бля. А Теперь что-то не кто-то надо, что-то... смотри, ты Мартин. лучше знаешь, что говорит? Мартин, Когда всё, кто-то за- тебе- Оставь, не надо, я сам. Ты- Да, все, давайте ты лучше закрыли. ты Ну, не- нельзя, не некрасиво поступил, чтоб ты знал. Ну, он тебе, вот видишь, поднялся, объяснил, что вот так не делается. Ну, на самом деле не Я делается. тебе скажу, Мартин, Как одно. минимум, если не хочешь с ними Он говорит, ругаться или при что-то, мне выйди и ругали, все. да. При мне ругали, он говорит, его. Я бы сказал, Я да. ничего не сказал плохое, такое, не ругал. Нет, ты вообще промолчал. Ты Брат, должен ну, сказать, это мой брат, и закрой Ты должен свой сказать, рот. гнасы кохемзер, мамой Беряна, плохой, хороший мой. ну Всё, я в точно. тот день тоже к тебе тоже захожу, ты мне я тебе запрос дал, ты меня не поднимаешь тоже. Я со всеми тут, Лаверды сделал. я живу, Пожалуйста. понимаешь, здесь даже за это конкретно есть статья, Я- если ты будешь ислам оскорблять, за это статья есть. Я не конкретно. говорю же тебе оскорбляй, я говорю, что ты они меня там просто так мусолят, ты когда молчишь, я это воспринимаю, что ты с ними Ну, согласен. я выйду в следующий раз, хорошо. Или Вот, скажу. смотри, если я буду на каком-то стриме, и там будут оскорблять Локи, и я буду молчать, и Локи увидит, Локи мне скажет, ты что, охуел, Гандо, ты мне говоришь, брат, меня там оскорбляют, а ты слова не сказал, ты, значит, с ними. Элэ, тебя не слышно. Леонора, допустим, вот я где-то сижу, кто-то ее оскорбляет, и я просто промолчал. Она услышит, она не скажет,
Мечем тунес, блядь, и тоже будет права, понимаешь? Понятно, Вот брат. Ну, я если я сейчас буду своим- ходить всех своим ругать, буду... молчанием, я не говорю ругать, просто своим молчанием, значит, я согласен с тем, что говорят там про Леонору, про Локи. А я им потом в лицо говорю, сестра, брат, ну как так, Я, блядь? я за Леонору, за тебя столько раз у Ромы там им сказал конкретно. Я тебе что говорю, ты мне что отвечаешь, ладно? Ну, я понял тебя, брат, я понял. Просто... Я слышала. Все, я это. тебя услышал, я скажу, где ты постараешь. Ну, просто ты их религию, да, Я трогаешь. Я не могу, что бы я ни сказал, Я за тебе тебя... не говорю, трогай Ахпер их Только религию. религию трогают, они их. Их религия Мы же трогает меня аккуратно, и мы мой же народ. аккуратно, мы аккуратно трогаем. Аккуратно. И смотри, булки их трогаем. религия трогает Булки меня и трогаем, мой Аллах, народ. аккуратно. Понимаешь, если их религия меня и мой народ не трогал бы, жажда миран зверен. Пусть хотят своих детей имеют, хотят своих сестер. Вообще колористчи. Пусть мой народ и меня не трогает, жажда миран зверен. И все. Они со своей религии заходили, и не только 7 октября, и там в 1915 году. да, это Свои уже. религии заходили и обнуляли. И вот недавно, это последние события 23 года, тоже со своей религией. Я их имела, крутила, вертела и видела это самое в процессе. Мне плевать на их чувства. 100%. Их чувства, мои чувства, моего ребенка чувства, не чувства, Калира Стацин, как меня Сура 98.6 оскорбляет от А до Я меня и всех моих мертвых, живых, как? Нихуя себе, что значит Если религия? бы она просто на бумаге оскорбляла, Да они похеру, же да. с писаниями ходят мразоты и людей обнуляют. О чем ты говоришь? Посмотри курдов. Далеко ходить недавно. Вот недавно. Вот полгода назад женщин под этим делом сколько обнулили? 40 тысяч угнали в рабство сексуальное. Девочек, детей. Какая разница? Если это смрад, который надо уничтожить, потому что если мы это не сделаем, они нас уничтожат. Что они показывают Вы своим подписаны? поведением, действиями. Да, Жанора подписана. Лола, ты спишь, Лолико? Лола. Очередь, когда дойдет, тогда открою, сижу скромно. Вот всех слушаю Да, потихоньку. Подпишись. знаешь, Марк, Ты я раньше Не, я думала, подписана, меня- да. ладно. Мы давно подписались, Элай. Мартин, Да. я раньше думала, меня это Мои никак не сестрички вы. коснется. Понимаешь? Да. А вот настал тот день, когда коснулось. Отсюда я не Мою могу семью ничего это делать, горе стандарты зашло. не могу. Понимаешь? С Кораном заходили и уничтожали всех. Детей, Да женщин. знает он все, слушай. А я знаю насчет твоей родственницы тоже, что там слышал. Дело не Просто в этом. браво. Дело в том, Ну, что понятно, это... да, я знаю это так. Там нас ругают, Амина, на вашем. Братва, тапайте, давайте, братва. 30 тысяч И только, ты лайк, думаешь, 80 я человек. буду сидеть и слушать это, что ли? Такого мнения? Ругают требовать, они, да? да? Ругают Нет, они? конечно. Если они так будут делать, я буду их на армянском нахер посылать. Так что... Слышишь, помнишь, ведущий, тут у тебя один чеченец был смешной, какие он шутки делал, тут как-то угорали. Волк там какой-то. Про Вендетта говоришь, нет? Не, Борз, какой-то Борз, не помню. А, Борс, да, Борс, наш да. легенда, Да. да, наш легенда. Бор, знаешь, этот маршал, генерал Симус, Да, он красавчик. Генерал Симус красавчик. Брат, один раз Бухает, ночью. правда. Да. Много, такой да, он бухает тоже. Он, да, вечно в умате, тоже бедолага. Он Но он такие этот, истории да, рассказывает. нормальный мужик, да, он хороший мужик. Он такой, блин, ногти такой. Да, На 24 на 7 Мерседесе. он, блин, На уже на своей Мерседесе волне Наташа, бывает помнишь? всегда. На Это Мерседесе во говорит. Вот. Франции живет, да? Да, он сильный клиент. Как он Да. включает камеру, показывает балкон, говорит, видишь, Мерседес? Да. Ага, вижу. Наташа за мной Сейчас приехала. они меня украдут, говорит. Смотри, говорит, украдут. Наташа меня сейчас похитит. Он рассказывает, за сестру, говорит, пошел, вступился, где-то ее по пути в школу оскорбили или что-то. Вас надо уничтожать, как собак. У нас Как надо твои дела, защиту брать. Леонора?
Хиар защик убирай, хиар, у тебя ник хиар, ай калорис царь, как ты должен нас уничтожить, ара? Да, не сников, я, да, еще, блядь. Она кохе мора да берница, калира за мама и да вора. Элла, Она как же калира- много ты болтаешь. она Никому калира слова за мама сказать не даешь. берница, боже ты мой. Постоянно бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне говорит? Что ты сказал? Да, она что-то Мне говорит, а мне? Я сказала, Леонора, как твои дела? Ну ты не даешь мне, Нормально. Ара, два Аря, слова ладно, сказать. все, ладно. Нормально все. Давайте Сейчас про тут ислам всё поговорим, а то люди Давайте. уходят уже, да, неинтересно. Локи, у людям. меня вопрос. Я тут в Инстаграме запустилась с одним мусульманином по видео Хармаку. И он мне начал, залечивать, что есть хадис, где рассказывается о том, что пророк был очень добрым и милостливым, что он кормил какого-то слепого иудея. Я ему задаю вопрос, говорю, ты мне номер хадиса скинь, пожалуйста, я хочу прочитать. Он мне скидывает типа с какого-то сайта, Пикабу и все такое прочее. Я ему говорю, нет, ты мне номер хадиса, чтобы он был достоверным. Есть Нет, такой ты же- хадис, но насчет достоверности я, честно, врать не буду, но или он слабый, или он хороший. Когда им надо, они Ну, то хоть есть он пытается этим хадисом доказать, да, вот типа, да, да, когда они применяются, и когда им выгодно, применяют они. Потому что я ему начала приводить хадисы более такие достаточно весомые. Ни в какую, Ну, я его короче. Он по-другому прям слышал, не всячески. знаю. Мы его слышали вот так, он получается. Пророк кормил одного слепого бедняка, который, старика одного старца слепого, который не видел никого, он его своими руками кормил, эту еду отламывал аккуратно, короче. И молчал, а тот оскорблял рядом, когда пророк его, Мухаммад его кормил, а тот оскорблял Мухаммада, не зная, что это он. И когда он умер, короче, один, не помню, Умар или кто, короче, ходил, спрашивал, чем еще помимо ислама любил заниматься пророк. И ему Айша рассказала, короче, вот есть один бедняк возле рынка, который сидит, и пророк ему каждый раз такое-то время приходил, и от своих рук давал еду, типа, кормил. Вот, узнав это, он пошел, короче, взял еду, короче, сел, как он, и начал его кормить. Как только он ему с руки дал, короче, тот понял, что это не тот же человек. И, типа, тот спросил, а где тот человек, который, типа, меня кормил? И тогда он рассказал, короче, что это был пророк туда-сюда. А тот, якобы, старец заплакал и принял ислам. Но это недостоверный хадис. Это хрень какая-то. Думала, потому что Да, это более бред, он это да, ничего не нам смог это привести. придумывали, это нам заносили, чтобы мы якобы ислам принимали. Это откуда-то взятая история, короче, не помню сейчас точно, точно. Я когда изучал, она как бы заимствована от уже истории, которая была, не знаю, где это было, вот такая история была, от нее заимствована, в GPT даже это скажет. Ну, я говорю, он начал, типа, он прям скопировал, и там было написано Пикабу. То есть, это даже не с сайта исламского, это непонятно с какого-то сайта. Для чего? Да, Я для говорю, чего? ты мне конкретно давай приведи. Потому что я тебе привожу хадисы, где пророк, допустим, он Маша. является не таким. Да, не, каким придумывает, а источник не приводит, да, тут вчера меня тоже ставил поднимался видео, ставит, чувак ни один источник не приводит видео, и мне верить надо его словам, просто так. А вы христианство- Хотя мусульманин поверил, его брат мусульманин поверил, который, Эдисон, помнишь, он смотрит, короче, верит в него, Да. хотя тот не приводит ни один источник, и мне говорит, поверь, и нам говорит, точнее, поверь, поверьте тоже. Я у вас Маршал, сидел, да. Маршал, приветствую. Маршал, брат, маршал. Насчет этого хадиса, это как раз то, с чем я столкнулся, да, когда мне там будулаки пересылали всякие хадисы, и мне вдруг это скинули. Они же как бы вообще не анализируя, вот так перекидывают это все. А я заинтересовался и начал ковырять. Я говорю, это что такое? Здесь пророк хает какой-то, человек ходит. Тут у нас будулаки там,
грозятся голову там откручивать. А здесь, видите ли, на базаре какой-то слепой, и это еще когда пророк мощно был, то есть это не где-то на старте, потому что после его смерти Абу Бакр, согласно вот этому хадису, Абу Бакр спросил у своей дочери Айши, чем занимался пророк, вот его сунна, то, чего я не знаю, скажи мне. И она говорит, он ходил на базар и кормил какого-то слепого. То есть это уже после смерти пророка, и он этим занимался уже перед своей смертью. И Абу Бакр идет, туда на базар, находит этого слепого еврея, что подчеркивается, которого начинает кормить с руки. И тот говорит, типа, он не смягчил еду, да, потому что он узнал из-за того, что этот не смягчил, как Мухаммад, еду, и дал ему такой, да. Да, он его узнал, говорит, ты не тот, и потом этот ему в оконцовке говорит, а знаешь, кто был тот? Кто тот пророк Мухаммад, которого ты ходил, хаил постоянно? И он там, заплакал, перекрестился и шагаду произнес. Ибрагим, самое интересное, хочешь? Самое... Перекрестился и шахаду произнес. Самое интересное, хотите? Аль-Байхаки, Хажла, Аль-Байхаки, Аль-Асма вас Сифат. Номер 938. Сахих хадис. Сейчас почитаю, секунду. Я потом начал ковырять, это полный бред, без какого-либо этого, потому что там достоверный... Ажла. Не, это достоверный, еще источников я тебе дам, этот один из источников дал. Внешность Аллаха, Посланник Аллаха сказал, прикиньте внимательно теперь, я увидел моего Господа в образе безбородого молодого человека с густыми кудрявыми волосами в зеленом саду. Хадис приводит Ибн Ади, Аль-Камиль, Аль-Байхаки, Абу Я'ля. 4-5 источников есть. Хадис, достоверный хадис до пророка. GPT тебе приводит, что Ибн Таймия тоже передает его Баян Тальбис Аль-Джахмия, 7 том, 290, где он оценивается и приводит все передатчики до пророка Мухаммада. Вот, достоверный хадис, представить, да? Очень интересно это. Ну-ка номер скажи, просто запомни. Вот Ибн Таймия, например, возьмем. Баян Тальбис Аль-Джахмия, 7 том, 290. Например, вот Аль-Байхаки, сборник он приводит, Аль-Асма Вассифат, номер хадиса 938. Ибн Ади приводит его тоже, Аль-Калим Фид-Дуафа, 2 том, 260-261 страница. Абу Я'ля его приводит. Я так понимаю, вот эти вот хадисы сначала людей недостоверными цепляют. Когда по чувствам пытаются проехать, да, там какие-то, хадисы, которые там до слезы могут довести. Видишь, вот этот еврей, и у тебя раз такое, все внутри переворачивается. Смотри, он ходил его, хаил, там, проклинал. Представьте, там, кто-то ходит, проклинает пророка, еврей какой-то там, слепой, да, его никто по башке еще не осуждают, Как он, Аллах его, наверное, там сохранил. То есть, судя по другим вот этим достоверным источникам, да, где кто-то там стишок какой-то против пророка и так далее придумывает, его сразу обнуляют. Такое, чтобы зацепить за чувство сначала людей, которые охать, ахать начинают, смотрите. И вот эти, там как раз таки чувства верующего и зарождаются, так называемые.
Потом уже эти чувства полностью вверх тормашками переворачивают и полностью тобой начинают управлять. Какое там, это недостоверно, достоверно. И ты все твои вот эти там воспоминания, когда ты плакал, короче, слушая эти хадисы, оказывается вообще полным фуфлом, извиняюсь. Ибрахим, не знаю, здравствуйте, как у вас в Чечне, да, на Кавказе. Вот, например, в Центральной Азии, там есть много хадисов, которые вас до слез доведут, прям до сердца самого тронут, а потом вы остальное можете все узнать, понимаете? О жизни пророка, о том, о сём. Потом у наших мусульман Это реклама, может быть в это голове когда обложку не красиво, складывается. да, это дизайнер красиво нарисовал обложку. Да, это мулы, вы знаете, у нас мусульмане не читают Коран же, Локи. У нас все время слушают вот этих имамов, мул, которые что говорят красиво, напевают, они раз, завербованные уже. А когда ты, например, мы сядем или что-то, какой-то хадис или то откроем, вот они начинают оскорблять. Вот этот парень сейчас заходил, вот он сейчас уже 2 дня, 3 дня меня слушал. Вчера ночью вышел с ислама, тоже чеченец, короче. Ну, он с Чечни тоже сейчас там находится. Вот, короче, он в шоке был, он ничего этого. Он от того, что он женился на 9-летнем, он от этого уже ему дальше не надо было. Я ему еще показал. У него 0 сомнений осталось. Как бы человек, если чуть-чуть мозги включает, как бы он поймет. Ну, видишь, он в шоке был, он слушал, не поднимался, смотрел, записывал. Все записал, все послушал, сам проверил и пришел, короче. Как бы еще есть там моменты, спрашивают. Такие да, обратно еще начал могут приводить. возвратиться, Локи. Такие еще обратно могут зайти обратно, ты знаешь? Которые под шоком Нет, не выходят. могут. Нет, Бывает он и сам такое. все проверил, сам все изучил, поэтому как бы он сделал. Ему не то, что я или кто-то говорил выйти, он даже не поднимался, он снизу записывал, а сам все проверил. Потому что мечети тебя никогда не скажет. Ты даже сейчас этот вопрос задашь, ты тебе скажешь, это не твое дело, молись и постись, и все, тебе хватает этого. Не задавайся этими вопросами. Да, не задавай лишних вопросов, 100 пудов так скажут. А то выйдешь с имана и со всего, ну, как Во бы имя станешь Аллаха, кафиром. Кингс Маршал. Да. Ахмад, как ты? Мархаба, хабиби. Алейкум ассаламу рахматуллах. Кайф алика, я ахи? Тоже хорошо, алхамдулилlah. Сидим тут вот. Суннитов не ждем, пока боятся подняться. Мусульман уже почти нет, да, кстати, Локи, вот я что Очень заметила мало в эфирах, осталось. да, Вот, очень мало, Да. которые смелые поднимаются, вот говорят, доказывают, что ислам не такой, а такая вера, опровергают это или то. Таких мало, я вообще не вижу почти в эфирах. Да, уже намного меньше стало, короче. Я раньше, наоборот, каждый там эфир открываешь, плюс 100 сразу, короче, я помню, формата раньше, когда 2 года назад, плюс 100 запросов, и все мусульмане мы поднимали, выборочно я их поднимал, смотрел там профиль, открываешь, смотришь, что у него в профиле, есть более там видео про ислам, есть вот таких только. А сейчас уже, даже и таких, не таких нету, короче. Да, очень мало. Вообще не поднимаются. Тем более, когда начинаешь говорить о религии, раз, нету уже. Я им казалось, что она истина, ее можно легко защитить. Наверное, сейчас уже шпаклевать не осталось, мне кажется. Нет таких шпаклевок. Да, они видят, даже самые ихние ученые, за которым они следуют, вообще не могут, не увозят вообще. Один раз здесь и даже придут, с позором уходят и больше не появляются. Сколько их там таких блогеров, у которых подписчиков все до 0 упало, аккаунт, группы удалились. Даже этого Шамиля Скайповского, такой хайп у него был, такой везде в интернете. Я его просто обнулил. Под конец у него сидели 10-15 человек, которые его оскорбляли и материли. Вот в итоге ему пришлось полностью все закрыть, исчезнуть. Ты знаешь, уже полгода. Локи, ты знаешь, я еще в такие эфиры попадала, где мусульмане друг другу говорят, вот типа мы такие мусульмане правильные,
таким, как они, не надо подниматься. Ты знаешь, у них такие тоже разговоры были. Слышал, нет такие эфиры? Да, они каждый раз к нам заходят, сюда заходят, армату везде. Братья, вежливо, если вы не знаете религию, не поднимайтесь, они могут вас в заблуждение вести, они могут вас из религии. А как можно с Кораном и с хадисами вести в заблуждение, если ты источник все даешь? Как можно вести в заблуждение? Я не могу. Они в своем Алейкум в салам. своей религии они очень слабые, да, они не верят в это все, понимаешь? Поэтому Потому что и не не могут до изучают. конца. Да, до конца Не- доказать не могут. Не хадисы, ничего, не аяты, ничего не читают, просто аль-фатиха учат и перевод даже не знают этому аль-фатиху. Стоят, намаз делают, потом ты спрашиваешь, а что ты зачитал, короче, красиво читаешь, машаллах, брат. А перевод можешь сказать? Не, брат, я только на арабском. А в смысле, ты не знаешь, что ты просил и что ты сейчас делал, короче? Как это хотя бы, этого перевод не знать? Я же не говорю тебе весь арабский знать. Аят, ты стих выучил на арабском, хотя бы смысл, перевод этого стиха знаешь? Нет, не знаю. Это как это, эти люди, больные. И потом идут, кого-то там, толпу переедут, короче. Где-то кто-то, кровь кусить и залетят. Да. Короче, Даже вот мусульманок такие шутки. девочек мало осталось, которые вот прямо аж за ислам умирали, которым даже поднимаются, когда говорить начинаешь, вот ты говорил, как мусульманка, должна будешь разрешить своему мужу, жениться там по сунне пророка 4 раза, что он имеет право жениться. Она Я Аллахе тут вижу, валлахе когда в говорят. хиджабе кто-то стримит, я офигеваю, потому что настолько их редко тут. Видишь, когда я офигеваю даже. Одна там одежду показывала, думал подняться сейчас, нарезку сделаю для себя, никакой там подняться. Там поднимаются. чуть мне шариат наказание чуть мне не сделали там на месте. Я говорю, я по исламу хотел вопрос задать, короче, вы же в хиджабе, видимо, изучив религию, вы одели хиджаб. Дайте, поднимите один вопрос. Нельзя, да, короче, Не, даже им, охреневаешь, когда короче. внизу комментарии пишешь, вот по какому Корану аяту или... Потому что Хай- я вчера к девочке к одной пыталась зайти. Не, даже им элементарный вопрос задаешь, а по какому аяту и суре ты должна вот это носить? Где это сказано? Вот, начинает говорить, вот, атеистка пришла. Вы, кстати, Сразу смотрели удаляют. перевод этого одного суннита, одного араба, алжирца одного, короче, в ТикТоке на французском, короче. Он, Ахмад, прикинь, у меня там есть видео, там две части на русский я перевел, посмотришь в профиле. Он 15 минут оправдывал педофилию. То, что, прикинь, то, что нормально, что на 9-летний жениться, если Мухаммад это сделал. Представляешь картину? 15 минут он не оправдывал это. Смотри, Я Влад, потом один вопрос задал, один вопрос я ему, под конец, он оправдывал, я ему говорю, а почему, я говорю, тогда он просил у него, пришел, когда просит у Абу Бакра Айшу, он сказал, я же твой брат, как такое ты, я ведь твой брат, сказал Абу Бакр ему, а он сказал, что касается нашего братства, мы братья с тобой по религии Аллаха, а Айша мне дозволена Аллахом, короче, представь. Он меня выкинул. Луки, к тебе гость поднялся. Абу Бакр же ничего не говорил про возраст. А смотри, открой этот. Давай, мы вчера читали. Окей, открой Ибн Таймию, Баян Тальбис Аль-Джахмия. Открой 7 том, 290 страница. Знаешь там, что говорится? Что говорится? Посланник Аллаха сказал, я увидел моего Господа в образе безбородого молодого человека с густыми кудрявыми волосами в зеленом саду. Я теперь могу отвечать на это? Аль-Байхаки передает его, Абу Я'ля передает его, Ибн Таймия его передает. Он достоверность возведена до пророка, цепочка. Да, теперь я могу на это ответить. Да. Да, это достоверная история, но сам же Ибн Таймия говорит о том, что это было во сне. То, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, увидел Аллаха во сне. А он что, он ложные сны видел, что ли? Подожди, он же ложные сны. О, Ахмад, секунду. Давай. Ислам, я отвечу на него, пожалуйста. Смотри, окей. А вашу религию не взять во сне? Что-то? Что взято, я не понял.
Но они верят во сне или Он не говорит, верят? твоя религия взята Не, из смотри. сна, из снов, что ли? Нет, Спрашивает нет, тебя. Послушай. Мы не Вот верим в то, что когда- Аллах в вот- своем истинном Вот образе, у он вас как бы юноша какой-то ваше там. таухид, смотри, окей, ваше таухид, если была камера, я тебе показал, у вас, да, как у Аллаха есть 5 пальцев, на один палец пол, на второй палец там море, на 3 палец. Да, это И известный еврейский- хадис. Это был спор, не спор, разговор с иудеем, где иудей об этом говорил ему. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, подтвердил это все. Но у вас это религия, это верно, что у вас есть такое. Смотри, вот вы говорили про сны. Дело в том, что согласно убеждениям Ахля Сунна валь Джамаа, то есть каждый человек, каждый мусульманин может увидеть Бога во сне в каком-то образе, в каком-то красивом образе. Но сам этот образ не является истинным образом Бога. Сам истинный образ Бога никто не знает, кроме него самого. А все верующие увидят... Ну-ка, подожди, тут я скажу, Ахмад, секунду. А где говорит Мухаммад, не побивайте лицо человека, ибо Аллах сотворил Адама по образу своему. И еще второй хадис, где он говорит тоже, не проклинайте человека, неверного человека даже лицо, ибо Аллах сотворил Адама по образу своему. 2 хадиса сахих, куда деваем тогда? Да, все верно. Если Наоборот, никто не знает. эти хадисы, эти хадисы... Ассаляму алейкум. Алейкум. Эти хадисы, наоборот, всегда использовали салафиты, Ахля Сунна валь Джамаа, чтобы опровергать джахмитов, опровергать ашаритов, которые отрицают лик Бога, отрицают сифаты Бога. Потому что когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что Адам сотворен по образу Бога, имеется в виду то, что одинаковые названия атрибутов. То есть у Бога есть лицо, у человека есть лицо. У Ну, это человека есть джахмия, рука, да? у Бога есть рука. Человек там может быть мудрым, Бог тоже является мудрым и так далее. То есть это является схожестью в атрибутах, которые сказали Ахля Сунна валь Джамаа. И этими хадисами мы опровергали ашаритов, джахмитов всегда. То, что спасибо тебе. Вот насчет лица ты прав. Я правда хотел сказать, что у Мухаммеда мозгов нету, а так ты в основном... Да, у тебя тоже нет. Да не надо сейчас, алло. Исправляй Да, Мухаммед, короче, видео. иди гуляй. Исправляй Иди гуляй, Мухаммед. да. Ахмад, я его выкинул, оставь, да, короче. Да, не обращай внимания, блин, на таких больных людей. Блин, нахрен вы сюда поднимаетесь, я не могу понять, если вы такое говорите. Нормально люди тут разговаривают, блин, дебилы, блин. Вот что, зачем я это делаю? Окей, Лу, Ахмаду наш брат, окей, задавай. Хайла, Лу, Ахмад можно, если хочешь, ему тоже задавай. Ну, Ахмад, Ахмад, вы араб, да, получается? Да. А вы к какой сейчас религии относитесь? Муслиман, шиит. Кто вы? Я шиит, муслиман. Шиит. Да. Ничего себе. Слышишь, окей. Да. Вот ты мусульманин же, да? Да, я мусульманин. Вот скажи, а зачем Аллах создал людей? Чтобы они ему поклонялись. Как сам Аллах говорит в Зачем они Коране. ему поклоняются? Аллах говорит в Коране, я не создал людей ни для чего, кроме чтобы они поклонялись мне, чтобы они Вот, служили собственно, мне. вопрос, а зачем ему поклонение? Но ему-то не нужно поклонение, нам же нужно поклонение, чтобы идти в Ну, рай. он же дал нам эту нужду. Он создал нас, дал Ну, вот нужду именно, да, поклоняться. дал нам нужду, чтобы мы нуждались в этом, все верно. Но он же не нуждается. зачем он дал нам нужду, я спрашиваю? Зачем он дал нужду? Да, он создал нас, дал нам нужду молиться, чтобы попали в рай. Ну, пожелал, потому что создал для нас испытание. Кто хочет служить ему, войдет в рай. Кто не хочет ему служить, войдет в ад. зачем испытание? А почему он пожелал? Ну, потому что он так пожелал. Он пожелал сделать испытание для людей. Вот, а ты не отвечаешь на вопрос. Смотри, ты говоришь, потому что он пожелал. Ты просто буквально говоришь, потому Но он что захотел. Ну, смотри, ты когда хочешь покушать, ты же не говоришь, я не знаю, там, мне Нет, кто-то там я доставил. говорю, когда я захочу кушать, я говорю, я кушаю, потому что я голодный, потому что мой организм не сможет прожить без еды. Понимаешь? Не обязательно, ты можешь быть не голодным, но захотеть кушать там, не знаю, какую-то сладость. Не, но это не учитывается. Почему не учитывается? Бог тоже имеет желание сотворить что-либо, что он пожелает. Он сотворил Не, у людей него для же испытания. должно быть Он сотворил логическое джиннов для объяснение. испытания. Он не человек, он не может, захотел, не захотел. Короче, там голод, это самое... Например, вы же тоже верите, вы тоже... Аслам, Вы тоже... секунду, окей. Секунду, пожалуйста. Аслам, я тебе отправил фотки, сможешь проводить, пожалуйста, фотографии. Сейчас ты мне в профиль, блин, я сейчас не смогу открыть, Ахмад. Не текри только, но ты сможешь проводить там, считать, что они скажут. То Аллах есть 5 пальцев. По личку мне отправил, да?
Да. Блин, сейчас как я... Блин, не получится у меня. Через компьютер был бы, Погодите, я я смог бы в ответа так и телефона не зайти. получил от окея. Гос, вы верите в Бога? Нет, я атеист. А, вы атеист. Да. Но дело в том, что тут практически все верят в Бога. Не, так ты что- не подумай, что я исламофоб. Я вообще этот вопрос могу любому задать, кто исповедует авраамическую религию. Тот, кто говорит, что Бог есть, вот Он создал все, вот ему я это говорю, не только тебе. Ну зачем он создал? يعبدون وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. Да, всё طبعا верно. اشتغل عباد الله. Все. Все верно. Аллах сотворил джиннов и людей, чтобы ему поклонялись. Вот, Вот. видишь? А я говорю, зачем поклонение? Вот, а тут еще раз, окей, в моем арабском будешь сомневаться, если, окей, еще раз в моем арабском будешь сомневаться, на бутылку посажу. А я что-то говорил про арабский, что ли? Вчера ты же поднимался, или Эдисон это был, говорил, что я не знаю. Ну так что, окей, есть ответ, нету? Есть Какой ответ ответ? у меня. Я же тебе дал ответ. Ну ты скажи еще раз, может ты То, не что знал. Бог пожелал так сделать испытание для людей. Не, ну это не Испытать ответ, людей. ты обходишь. Кто будет покорным ему, тот того он Ты вознаградит. говоришь просто Правильно. Аллаху Алам. Я тебе отвечу, что там происходит, как это работает система. Вот у человека, у него такая психология, да, что он хочет познать вообще, зачем это все, какой смысл во всем этом. И вот это его постоянно, эти вопросы, они у него в голове крутятся. И тут появляется жрец какой-то. Он говорит, у меня есть ответы на все ваши вопросы. Единственное, что ты мог бы сказать, что я сказал бы вместо окей на этот вопрос, я сказал бы Аллаху Алам. Вот это было бы. Почему Аллах Алям? Почему Аллах Алям? Давай я отвечу вас, пожалуйста. Давай. Аллах, Появляется, Аллах, ладно, меня не Аллах слышно. создал нас, чтобы мы поклонялись, да, и чтобы сделали шариат. Ну, Ну, а для... Не, он понимает, а для чего он Давай, это сделал, давай, он давай. говорит. Не, я Ахмад. вообще Давай, говорю, давай, для чего давай, все я это отвечу до конца, начиналось. пожалуйста. Послушайте, Вот. И Аллах оставил нас закон, да, чтобы мы попадали или в рай, или в джаханнам. Вот. Тебе дал мозгов. Ты будешь выбирать. Или пойдешь в джаханнам, или пойдешь в рай, в джанна. Вот, например, тебе дал мозгов. Ты будешь убывать, ты будешь в джаханнам, или ты будешь мирный человек и попадешь в рай. Ты женщина, будешь изменить твою мужа, или будешь нормальная женщина и попадала в рай. Вот так. Аллах создал людей, создал им мозгов, чтобы они думали. Нет, как Амат, это ты создано, сейчас как говоришь это- про мораль. Мы тут не про мораль. Почему Аллах их создал? Почему Аллах нас создал? Да. Чтобы с тобой разговаривали и сказали, что Бог есть. Ой, молодец. Амат, тебе нету никаких претензий. Молодец. Ну, у суннитов такого нету. Да. Суннит тебя такой ответ не даст. Потому что это честно, сейчас будет окей обидеться. Смотри, у нас шиит называется акл, смотри. У суннит они должны верить в что написано, в хадис. И называется, что у них мозгов не работает. Что в этом дело. Но не работает в хадис. То, что видит в хадис, он должен верить и сделать как и оно есть в хадис. А у шиит нету. Если хадис не будет против Коран, то мы кинем хадис. Хадис нам не нужен. Так вы сами против Для Корана? этого- Да подожди, Ахмед. Вы же сами против Корана идете, когда Аллах заявляет о том, что у него есть рука, вы говорите, у него нет рука. Это аллегорическое А у толкование. нас, смотри. У нас ты говорим, что у Аллаха есть рука. Аллах лейса камитляху шей, брат. То он не похож ни ничего. انظر نحن كذلك نقول أن ليس له يعني ليس كمثله شيء نحن نقول أن يده كيده وليس كيد الإنسان. Смотри, ислам, давай судить между нами. Аллах есть руки, 5 палец, но он не как у человека, как это можно? نعم, да.
Подожди, Я секунду. смеюсь, сижу тоже. Это анекдот. Аллах есть руки, но руки не похожи на руки, которые у нас. هل الله يسمع هل الله يبصر. Смотри, у Аллах есть рука, но они два правые, не левые. Два рука правые и два нога правые. И как это? Аллах не стукамент له شيء. Аллах не похож ни на что. Брат, пожалуйста. Миши если говорит, что Аллах не Во-первых, у похож Аллаха ни одна на что. правая, одна левая. Одна правая, одна левая у него рука. Нет, у вас в книге, у вас в книге, есть такое, что Аллах два руки правые. Не левый, не один левый. Да, в Сахи Бухари посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал то, что у Аллаха две руки правые, имея в виду то, что и левая рука его является подобно правой. То есть у нас, как мы понимаем, что левая рука, она имеет слабость какую-то, она слабее, чем правая, а у Аллаха рука две одинаковые. Ты же сам это понимаешь прекрасно. Кто такой, сможешь объяснить нас, кто такой Сахих аль-Бухари? Сможешь нас объяснить, пожалуйста? Мухаддис, ученый, он был с Мухаммеда, или он как, или после сколько времени? نسأل كل الأحاديث التي أخرج بخاري تكون في مسند الإمام أحمد. هل أنت يعني تصدق هذا؟ Я не верю им, потому что они врет. لماذا تقول عن بخاري كأنه اخترع هذه الأحاديث، كأنه أخذ هذه الأحاديث من أقله، وإنه أخذ الأحاديث من إمام أحمد رحمه الله. Сколько лет, Не Шепелев хотя бы чуть-чуть. Сколько лет он собрал хадис? Сколько лет он собрал хадис? Всю свою жизнь почти, он с 13-10 лет он собрал хадисы. 10 лет? Да, 10 лет я тебе начал я сейчас тебе дам камел. Камел, как называется по-русски? Камель? Ислам. Верблюд. Верблюд, да? Да. И тебе говорю, давай, иди собирай нам хадис. И ты пойдешь 10 лет на верблюд, да, и соберешь 600 тысяч хадис. И в Сирии, в Ираке, и где в Марокко, где-то в Египте. 600 тысяч хадис. Как это можно собрать? А что в этом невозможно? И каждый хадис на верблюде передвигаясь, ты прикинь картину, ты смеешься да, сейчас? Вот, 600 тысяч хадис. И эти 600 тысяч хадис, каждый хадис есть 10 человек. И ты должен собирать информацию про эти 10 человек. Но, Ахмед, эти хадисы не являются все разные. Есть хадисы повторяющиеся, есть риджали, снады, которые тоже являются повторяющимися. Давай, брат, сейчас тебе сбрасываю тебе один вопрос, да, и будем знать, что ты мусульманин или нет. Вот один вопрос. Если кто-то будет оторвать твой отец, ты будешь его любить или не любить? Любишь или не любишь? Кто-то убьет моего отца, ты сказал, я не понял. Да. Если кто-то отравит твоего отца? Конечно, не буду его любить. Вот. А почему тогда ты любишь Аиша? А так Аиша, что ли, отравила пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Да. А где есть хадис об этом? Есть что она хотела дать лекарство, как раз таки были другие сподвижники, которые хотели дать ему лекарство. Он не хотел брать лекарство, потому что не хотел. Поэтому после этого он наказал их. Как наказал? Дал это им лекарство попробовать, чтобы они почувствовали то, что он почувствовал. То, что он не хотел этого делать. И они били это хадис? А? И они выпили это лекарство? Я не знаю, но он просто повелел им выпить. Наверное, выпили, скорее всего. А тогда почему он сказали, что он умер зато отравила женщина еврейская 3 года назад? Да, потому что еврейка же отравила его, после этого симптомы продолжались несколько лет у него. А что стоящие рядом не выпили лекарство, когда он сказал Айше, передай тому-то, Омару дай лекарство, чтобы он ее выпил, чтобы он лечился с ним. Тот отказался его выпить. Зачем? Причем Айша сказала, Айша на то сказала, ибо больной всегда отказывается от лекарства. Да, все верно. Поэтому а тот же якобы она и защитила Омара этим, сказав, что он не больной, поэтому он не пьет, а ты больной, поэтому не пьешь. Вот и все. Честно, я вообще не понял. Если можешь повторить. Смотри, Мухаммад отказался пить, сказал, а ну-ка Омару дай, который там стоит. Омар говорит, я не буду пить. Айша говорит, зачем ему пить, он же не больной, только больной отказывается от лекарства, якобы, который лежишь, больной ты. Поэтому ты отказываешь, а он не больной, чтобы его пить.
Почему тут вообще Умара? Там же вообще даже нету Умара в хадисе этом. Умар или в смысле? Нет, есть? Подожди. Там была есть, Айша, там была есть. Хафса, и там была... Пока Илья ты такой. издеваешься. Я извиняюсь, Есть, пока там. ищете, можно 10 секунд времени займу. А почему заходит этот мусульманин и пишет мне: хочешь отсосать, ты гей? Блять, он что за повадки? Он познакомиться хочет или что? Потому что их религия вот так. Потому что их Он мне дин так. пишет: привет, там, хочешь отсосать? Кто спрашивает такой вопрос? Ты я у гей? него ручку Типа я взяла, тоже гей, Макс. давай познакомимся, блядь. Нормально, не Доктор, умеет общаться, что ли? Доктор Ахмед, вы верите в книги такие шиитские, как Аль-Кафи? Шиитские сборники, Аль-Кафи, например. Смотри, да, я верю, конечно, но у нас есть имам Садик такое сказал, что если хадис будет против Коран, то это хадис скинем в туалет. Он нам не нужен. Хорошо, но дело в том, что большинство Аль-Кафи хадисов, там даже иснадов нету достоверных, нормальных. То сами шиитские ученые говорят о том, что там не полные иснады, доходят только до имамов по типу Ас-Сиддика и так далее. Нету полных иснадов до пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давай я тебе слушай один вопрос логичный вопрос. Окей? Логичный, пожалуйста, послушай меня. Логичный вопрос. Сейчас у меня проблема с тобой. Да? У меня проблема с тобой. Я иду спрашивать твою сосед. Да? Буду верить там соседа твоего или буду верить твои родители. Еще, если будет у тебя, мне с тобой какая-то проблема, например, да? Буду спрашивать тебе сосед или друг, или буду спрашивать твой брат. Ахмед, честно, я не понял, честно говоря, не понял. Аслам, можешь ему объяснить, пожалуйста? Потому что ты меня не понимаешь. Извини, что я русский не хорошо разговариваю. Еще раз повтори, я отходил, еще раз повтори. Я говорю, если у меня окей, вопрос. Буду спрашивать его родители или буду спрашивать его друг? А про меня есть, да? Про мою личность, родителей? Да, про тебя. Кто лучше расскажет? Родители? Да, конечно, друзья родители, которые со мной живут, да, все верно. Вот, родители. Имам Садик с родителей Мухаммед. Абу Хурайра, его отец никто не знает, его вообще никто не знает. Не, смотри, а сколько лет? Послушай, до конца. Аиша и Хафса хотели убивать Мухаммеда в хадис Акаба, да? И они его оторвили, и Умар Гаем, вот есть хадис, что он лечился с бирма мужиков, да? Я буду взять из этим хадис, اللي بيدوك его родители, имам Садик, имам Джафар, имам Бакир, имам Аль-Хасан, имам Аль-Хусейн. Я пойду к его родители, اللي спрашивают люди, левые люди, которые вообще или бедики, или проститутки. Я кому буду спрашивать? Хорошо, смотри. Имам Асади, когда он жил? Он жил во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Нет. Он жил спустя сколько? 70 лет, да? Или 80 лет после него? Но он Откуда взял он может знать что-либо? смотри, он взял имам Хасан, он взял имам Али, потом после имам Али, имам Хасан, после имам Хасан, имам кто? Хусейн, после имам Хусейн кто? Зейн аль-Абидин, Саджад, после... Послушайте, пожалуйста. Да, хорошо. Это, как знаешь, имамат имам. Имам Али, потом имам Хасан, потом имам Хусейн, потом имам Саджад Зейн аль-Абидин, потом имам Садик, потом имам Бакир, потом имам Каظم, потом имам Хади, потом имам Хасан Аскари, потом имам Mahdi. Вот ты понимаешь? Вот то это, каждый человек с его отец взят и нас дает. Если его отец взят... Имам Аль-Хасан и Аль-Хусейн, сколько им лет было, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умер? Вот, например, даже если примем такой снад. Сколько им лет было? Вот. Они были маленькие подростки, пацаны. Подожди, но они взяли с имама Али. Ну хорошо, а где доказали, что они взяли с имама Али? Когда умер имам Али... На имама Сидик, на другом имаме каком-то. У вас нету полного иснада. Подожди. Когда имам Али, когда Мухаммед умер, после него имам Али. Когда имам Али умер, было 25 или 30 лет имам Хасан. После того имам Хусейн, после того имам Зейн аль-Абидин. То это, это никто не может сказать ни одно слово про шиитскую религию, потому что мы взяли все от Мухаммеда. А вы взяли от, знаешь кого? Взяли от Аиша, которая она вообще, как умер Мухаммед, она пошла, подруга Салим Сублан, сначала шбили-мели, потом взяли с Абу Хурайра, который его отец, я сейчас хочу знать, как его мама, как его имя полное, нету.
Никто ее не знает. Доктор Ахмед, а как Айша это могла сделать, если сам Аллах оправдывает в Коране? Вы о чем? Как это? Давай. أن تتوبا إلى الله أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وأن تظاهرتما عليه فإن الله وجبريل والملائكة وصالح ظهيره صالح وصالح المؤمن. Ты Суру Нун читал, Суру Нун? Что? Сура Нун, Аллах оправдывает Айшу, ради Аллаху анха. Какой ради Аллаха анха? Она же проститутка, что ты? Окей, Значит, Аллах женил пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на проститутке, да? То есть вот такой вот Аллах. Давай, вот кто такая Зейнаб бинт Джахаш? Давай, кто такая Зейнаб бинт Джахаш? Жена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Жена, после как Умар Мухаммед, где она стала? А что она стала? Ну, стала его жена или что? Кого жена стала? Она была женой пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, все верно. Когда Умар Мухаммед, где она ушла, где? Ну, к кому она ушла? Ты хочешь сказать, что она к какому-то мужику ушла? Она вернулась с ее брата, стала христианкой. Где источники? Где источники? Это опять шиитский источник, что ли? То после как умер наш Мухаммед, да? Зейнаб бинт Джахаш вернулась, стала христианкой. А Айша стала проституткой. Где довод? Что где довод? Довод, я не знаю, хадис, в какой твоей книге он написан? Сейчас. Вы шиитские какой-то книги? Не, Ты понимаешь, это насколько глупо, когда Аллах говорит этих женщин, как, что они являются уммуль-му'минин, уммухатуль-му'минин, матери правоверных, потом занимаются проституцией, потом принимают христианство. То есть ты такого Бога, что ли, веришь? Такого пророка веришь, который женился на таких, а после его смерти они там совершают такие вот, получается, дела. Всем известно же, когда Айша замуж выходила, что она была невинным ребенком. Она была девственницей, да? Она была единственной девственницей. Единственной девственницей в его жизни. Смотри, а дальше, может быть, и было что? То, что он рассказывает. Может, нужно проверить себе, наверное. Ну, Лола, знаете, женщины там могут иногда по своим каким-то вот, знаете, критериям оценивать. То есть женщины там любят как бы совершать такие измены, как, например, вы. Но это не надо, значит, перекидывать на правоверных женщин. Как Айша, меня оскорбляете сейчас? Это окей, я не знаю. Но вы меня оскорбляете, вы говорите без Я никого не источника оскорбила, я даже. что сказала? Мы все знаем, что Айша была девственницей. Это оскорбление для Айши? Не, ну вы же говорите, Я после извиняюсь, я смерти больше там так не могло буду быть что-то говорить. произойти. А что дальше было, вы должны перепроверить, я сказала. Ну, я же Окей, не говорю. истери. Окей, давай в спокойном тоне разговаривай с тобой. Смотри, Слава, ты сможешь показать рисат Катиля бинт Кайс? Что еще Хадис показать? Брат, сейчас после обеда смогу, к вечеру я запишу, тогда смогу с компьютера. Сейчас я с телефона только запустил, брат. Вечером смогу. Ты мне в личку скинь, я подготовлю, запустим эфир, окей, придет, мы ему покажем, все на месте. Смотри, брат, окей. المحدث ابن دقيق الراوي عبد الله بن عباس المصدر الاقتراح في بيان الإصلاح. Ты сможешь такой писать? اقتراح في بيان الإصلاح. Еще раз, махва маздар. Повтори еще раз, Ахмед, пожалуйста, еще раз повтори. الاقتراح في بيان الإصلاح. شو من مؤلف؟ الراوي ابن عباس المحدث ابن دقيق. давай حكم الحديث صحيح. давай. Еще раз, как? Ибн кто там? Ибн кто? ابن عباس. Нет, я говорю, да, мухаддис кто, я говорю. محدث ابن دقيق العيد. Ибн Дакик? Да. Страница 101.08. 108, да, страница. Окей, ты не должен психовать, ты спасибо должен говорить тебе твою религию, помогает изучить люди. Какую религию мне? Ты говоришь про шиита, которую религию мне помогает? Нет, про твою, в сахих хадисе, твои от Ибн Аббаса, которые передаются. Смотри, а что шииты мужики? Шииту застали за Мухаммеда, а вы что стали? Он тебе ни один шиитский хадис не привел, он тебе ни одно шиитское толкование сейчас не привел, ни аяту, ничему. Он чисто по сахих суннитским хадисам.
Да, он тебя по сахих, суннитским сахих хадисам двигается, с тебя Хорошо, выдает. Зачем? Хорошо, сахих хадисы, где Что посланник ты Аллаха- хочешь сейчас? Смотри, хорошо, смотри, Сейчас вот, внизу люди сидят, подумают из-за твоих слов, что он приводит шиитские. Нет, он приводит суннитские хадисы из Хорошо, Сахих Бухари, смотри, Муслима, суннитские, да. или из других сборников от передатчиков Ибн Аббаса, Абу Бакра, от Айши. Понимаешь, ты что говоришь? Хорошо, сахих хадисы, вот. Бухари вывел хадис, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если не ошибаюсь, Бухари вывел. То, что Айша одна из лучших женщин в исламе, в принципе, считается. Это хадис, достоверный хадис. Да. Смотри, самые лучшие 4 женщины в мире кто? Хадиджа, Асия и Айша уже упомянулась, если не ошибаюсь. Что не забудь Марьям. Ой, блин, Марьям. да, Марьям, это лучше во всем. Это самый Марьям лучший, Аллах является اصطفاها من العالمين. неприкосновенной. واصطفى الله مريم من عن العالمين. Что самая лучшая женщина во всем мире, это Да, Марьям. да, всего мира до суда. Я не говорю, подожди, я не говорю, что Айша Покажи лучшая нас, женщина. Одна из лучших слушай, женщин. покажи нас, где сказал Аллах, что Айша самая лучшая женщина. Давай. Я сказал, одна из лучших женщин, одна из проверенных Где женщин. сказал эту бред? Где? Без проблем, без проблем. Давай. Аллах сказал, что она кушает как мансеф. И Хаусу ее ругает Аллах в Коране по нескольким аятам. Ты что говоришь? Что много, там несколько аятов, где Аллах их ругает наоборот. Что они отклонились от ислама, от истинного пути. И если они покаются в этом, Аллах прощающий. Чтобы они знали, что помощник и творцом Аллаха Мухаммада является Аллах. И он будет на стороне своего пророка, и помощь ему есть все ангелы еще, которые на небесах и на земле. И Аллах их ругал конкретно, чтобы они покаялись, понимаешь? Что ты говоришь? Где он сказал, что она наилучшая женщина, Айша или Хавса? Почему ты сейчас придумываешь? Есть Да, хадис, где... без проблем. Смотри, подожди Сразу. секунду. Ахмад, ты слышал же? Ты 100% слышал хадис, где женщины пророка Мухаммада ему забастовку сделали Мухаммаду. И сказали, ему не дадут секса, короче. Из-за того, что он им не дает деньги на карманные расходы. И там стоял Абу Бакр и отец Хавсы, короче, как его там? Умар, да? Да, вот. Отец Хавсы, Умар стоят и видят эту картину, жены не дают, вышли толпой, ругают Мухаммада, и стоят Абу Бакр и Умар. И Умар говорит, клянусь Аллахом, говорит, если это была бы моя жена или мои жены, я бы их раскупорил бы на части. Ну, куски сделал. И Абу Бакр говорит, клянусь Аллахом, я тоже. Прикинь, 2 барана стоят, у них 2 дочери, его жены, и они такую дичь говорят. И Мухаммад говорит им, короче, а вы не хотите загробной жизни, рай не хотите после смерти? Или Локи, вам подожди, мирское Локи. надо? Локи, ну зачем ты врешь? Где Айша сказал, что она не будет совершать половой акт после этого? Окей, он не врет. Давай, пиши, давай. Сахих Муслим. Слушай, у нас сейчас тема про Айшу, да? Пиши. Это без проблем. Бухари. Пожалуйста, И что ты сейчас сказал, Ислам? У меня сейчас в хадис. Сахих Муслим 1479. Хорошо, я могу сейчас хадис сказать? Бухари 3770. Я точно не помню. Фадлю Айша аля ниса и там дальше хадис. 1479 Муслим, да, Ахмад? Муслим, да? Ислам. секунду, пожалуйста. فضل حديث على النساء كفضل الثريد على سائر النساء. Да. Вот значит, Allah никто. Что это thread? Ты знаешь, что такое thread? Хочешь сказать тебе, Аслам, что такое thread? Ну, одна из какой-то еда, которую арабы ели, которая была наилучшей едой. Арабы, которые кусочки хлеб. Ты что? Ну, это было наилучшей, подожди, это был наилучшей едой, которую арабы ели. Не была наилучшей. Давай считай эту хадис, еще сказал Ислам сейчас. Сахих Муслим. Да, я читаю. 7-9 дальше. Да. Вот, я сейчас считаю тоже. Сказал наш пророк, зачем тебе женщина, которая тебе изменила и меня позорила? Зачем тебе женщина, он говорит про Аиша, зачем тебе женщина, которая тебя позорила, тебя изменила и меня позорила? Еще раз, что? Какой это хадис?
Сахих Муслим 1.4.7.9. И что там сказано? 1.4.7.9. Давай ты посчитай и вернись. Зачем تلك التي خانتك وفضحتني. Доктор Ахмад, а можно вас кое-что спросить? Простите. Вот вы знаете, после того, как говорят, Айша вот изменила, пришло это, то, что наказание вот Зина, обкидывание камнями и вот 4 свидетеля. Из-за того, что 4 свидетеля не нашли, так Айшу не стали побивать камнями. Это тоже правда? Ну, это в суннитские говорят не так. Говорят, что Муавия сделал такое большое в Бало, как называется, в Бор. Но они тоже, кладбище, она живая, ставила на нее это, песок. Она тоже убила ее, она не умерла, она ее убили даже. Не смотрите, доктор Ахмед, я же вам сказал уже хадис о том, что Айша, она превосходит там женщин, да? Как вы отвечаете на этот хадис? То есть это прямой хадис, достоверный от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где он упоминает про самых таких лучших женщин, как Асия, Марьям, Хадиджа, и говорит, что фадлу Айша аля ниса катариди аля туам. Вот этот туам, который была наилучшей... Ну, как понять, какой кусочек? Это наилучшая еда была у арабов в то время. Царит. Да, как люди лучше, да, что ты говоришь? Это получается как сейчас. Давай, читай, пожалуйста, читай. Читай хадис, который 1.4.7.9. Да, Сахих Муслим читай, да, и после скажешь, короче. Лучшая женщина Айша или нет. Не то в Коране точно не найдешь, хотя бы в хадисах, смотри. Смотрите, Ахмед, я просто только посмотрел в источнике, то, что действительно царит это еда, которую почитал среди арабов. Которую они постоянно... Ты сказал, наилучшая еда была. Почитать это можно что угодно. Ну, наилучшая еда, ты сказал. Ну да, которая была у арабов, которую они как бы любили сильно. Смотри, брат, смотри, Мухаммед, когда хотел сказать, что лучше 4 женщины в мире, он сказал, лучше 4 женщины в мире, это Асия бинт Музахим, это Марьям аль-Азра, это Фатима, это Хадиджа. Почему он не сказал Аиша? Ну смотри, ну что он потом сказал? Он сказал, фадлю Айша аля ниса катарида аля таам. То есть это градские слова восхваления Айши, ради Аллаху анха, среди женщин. Вы придумали такой хадис, потому что он... А теперь мы его придумали. Ты же сам сказал, что я беру... Я же тебе дал хадис. Ты говоришь, что ты берешь из суннитских хадисов. Смотри. Я тебе привел суннитские хадисы. Умар говорит Айша, что Расулилlah, Мухаммед, он тебя не любит. И если я бы не я, он бы тебе разводился с тобой. Считай хадис. Почему ты не считаешь хадис? Что, где хадис, где он его не любит? Сахих Муслим 1.4.7.9. Ну, да, он длинный хадис, да, который? Да, длинный хадис. А где именно? В середине, в начале, где читать? Да, надо читать тебе точную строку, не скажет человек тебе. Источник дал, не издевайся, пожалуйста. Прочитай, елки-палки. Прочитай, ну, что с тобой? Издеваешься? Когда тебе полный хадис, источник дали, ты говоришь, какая строка? Да, издеваешься, что ли? Ну, это хадис как минимум минут 3-4 читать надо. Я не знаю, какая строка, не знаю, в начале, в конце, в середине. Я хотя бы сам зачитай. Ты посчитай это потом. И перед Аллахом скажи. Полностью читай. Да, и потом, когда ты будешь дома, сидишь дома сам, скажи, почему я веру эту сука. Зачем? Что она сделала в Расулиллах? Она его оторвила, манула, изменила. Ахмад. Ты знаешь заидитов, которые не оскорбляют Айшу, которые говорят, что она была хорошей женщиной, благочестивой женщиной была? Шиитский нету зайди. Это в Йемен, хусиин, ты думаешь? Ну, заидиты, шииты же, это ветвь шиизма же. 12 Джафари, только эти шииты, а вторые шииты. Значит, все они кафиры, получается. Заидиты кафиры, да, получается? Я не говорю, что это смотри, кто ты говорит. Они с вами источники принимают. Послушай меня. Шиит не говорят ни на кто, что он кафир. Понимаешь? Вот ислам, можешь сказать хадис имам Али, пожалуйста?
что он, если, или Аллах сотворил тебя людьми, твоими братьями, или по вере твоей, или по сотворению они являются твоими братьями и сестрами, или по твоей вере, или по сотворению Бога. Ну, получается. вот, спасибо, Ислам. То эту мою религию. И что евреи у меня они не кафир, и христиане они меня не кафир. Подожди, Айша была кафиркой? Айша была кафиркой? Кафир, конечно кафир. Значит, иудеи мусульмане, христиане иудеи, а Айша она была... Нет, смотри. У евреев есть книга, Таурат, есть Таурат. Да, которую они исказили. Кто им создал этот Таурат? Они купили... Он только что сказал, не уходи, смотри, он только что сказал, что люди изменили Писание Аллаха, Тору. Он только что это сказал. Сейчас я объясню. Смотри, окей, пожалуйста. У евреев есть Таурат. Этот Таурат, кто им создал эту книгу? Анзал Аллах, не спасал Аллах. Вот. Христиан есть Библия. Инджиль, который Аллах не спасал. Но это не является то, что у них сейчас на руках. Кто им создал? Инджиль, изначально Иисуса не спасал Всевышний Бог, Аллах. Аллах, вот, смотри. Они не кафир, потому что они веруют в книгу, которую им Аллах создал. А теперь Аллах говорит, хорошо, Аллах говорит... Подожди, пожалуйста. يوم ندعو كل إناس بإمامهم. يوم ندعو كل إناس بكتابهم. Значит что? Значит, каждая религия будет свой пророк и свою книгу. Не сказал Аллах только мусульманам я буду звать. Нет, сказал كل إناس بإمامهم. كل إناس بكتابهم. Значит, каждый люди вера будет их пророк. И будет в их книгу Библия. Да, а теперь في سورة البينة يقول الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم في الجحنم. تقريبا الله يقول هكذا. وهم شر برية. Сейчас, секунду. То есть, смотрите, Аллах говорит, подождите, Аллах говорит в Коране, то, что иудеи и христиане, я расскажу. Ахмед, он от тему убегает. Ахмед, он от тему убегает. Аиша наилучшая женщина или нет? Окей. Ислам, пожалуйста. Можно я поговорю, Локи? Ислам, пожалуйста, Ислам. Окей, пожалуйста. Давай, гость, или это, Манилка, Эттилуля. Вы христиане или евреи? Кто из вас, евреи или христиане? Или сображиваем? Вот есть. Вот Нинелька христианка, мне кажется, если не ошибаюсь. Да. Если она может открыть это. Смотри, она верит в Бога или не верит? То она не мушрик. Она говорит, что Бог один. Она верит в Троицу. Аллах говорит, инна Аллаха лейса каталит салят. Где, смотри, вот. И где христиане, скажи, что они верят в три Бога. Давай, покажи из книги. Их книга, давай покажи. Давай. Подожди, смотри, Аллах говорит, как он говорит, сура Аль-Маида. Покажи мне, где в их книге, что они верят в три Бога. Покажет. Покажи мне. Где они сказали, что мы верим в три Бога. Иди ищи. Смотри, у арабов не было выражения, у арабов во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не было выражения на арабском языке, который сейчас есть, Троица. Они называли Аллаха Талиту Салята, то есть это у них означало Троица. Брат, пожалуйста, я тебя прошу. При этом они заявляли о единстве Бога, они заявляли об этом. Смотри, если я сейчас тебе сказал один хадис, ты сразу скажешь мне, иди, где это хадис, я тебе дам номер, и дам номер страницу, правильно? Все верно. Правильно? Да. Вот сейчас я тебе скажу, я вместе христиан, и скажу тебе, иди, пожалуйста, и найди меня, где они сказали, что они веруют в три Бога. Иди ищи. Подожди, доктор Ахмед. Не, Оки, тормози. Ты конкретно темы меняешь. Да, вот сейчас приведи хадис. Да я меняю, я ничего не меняю. Можно договориться. Ну вот тебе вопрос задали. Ты еще 3 вопроса получил, ни на один не ответил. Вот давай сейчас на этом остановимся вопросом. Макс, можешь, пожалуйста, я же не с тобой разговариваю. Ты потом поднимешься и поговоришь. Я понимаю, я просто хочу... Я с Ахмедом говорю. Я хочу тоже... Да, хорошо, ты услышишь. Я понимаю. Ты можешь посидеть, ты услышишь потом. Нет, я хочу разобраться. Я хочу разобраться в этом. Поэтому, может быть, ты что-то умное скажешь. Доктор Ахмед, заявляют христиане о том, что...
Христиане Нет, ты заявляют, подожди, подожди. Подожди, Макс, Секунду, дай мне окей, сказать. пожалуйста, Не-не-не. секунду, подождите, Макс, подождите, я скажу. Макс, тебе говорит, ты накидываешь, Ахмаду без конца вопросы задаешь. Ну, ты ни на один не отвечаешь аргумент. Нам всем ему интересно, отвечаю, я ему Ахмаду отвечаю, и в я том хотел числе, нам, подожди, интересно конкретно от тебя тоже услышать. Вот, не убегай от темы. Я не убегаю, Вот я не убегаю. я больше не буду мешать. Вот сейчас тебе Ахмад задал вопрос. Ответь, пожалуйста, на него, и я уйду сразу. Смотри, его вопрос заключается в том, что они верят, и верят ли христиане в одного Нет, Бога? он вопрос задал 3 бога, да, правильно? Да. Где они? Да, Я вообще не где это заявлял о 3 написано? башках. Я вообще не заявлял о 3 башках. Я вообще не заявлял об этом. Вы вот не то, что там полностью разочарались, и фу на тебя вообще. Макс, можешь Ты микрофон выключить, петляешь, пожалуйста? жестко Пожалуйста. петляешь. Что? Можешь микрофон выключить, пожалуйста? Я договорюсь с ним. Прекрасно, сильная. В смысле им микрофон выключить? Ты можешь Себе тоже диалог выключить, себе вести? выключить. Я дай договорю. Так ты отвечай на вопросы, ты Да я петляешь отвечаю на полчаса вопросы. уже. Вот мы по теме говорим, по теме Да троицы. ты ни одну тему еще не обсудил. Ты чисто раз влево, Я раз наоборот, вправо. я- Тебе говорят, читай, Подожди, Ой, там да. большой хадис, какая строка там. Вот возьми 2 Я его, минуты, я его потрать, прочитаю без прочитай. проблем. Я его прочитаю. Ок, Ты я можешь- тебе говорю, выслушай меня секунду. Я хочу тоже в этом разобраться, понимаешь? И я хочу от тебя тоже какие-то аргументы услышать, с которыми я могу согласиться. Все, хорошо. Все, Смотри, спасибо. Смотри, доктор Ахмед, вы говорите о том, что христиане верят в одного Бога с нами. Но Аллах же Да. говорит, то, что Иисус не является Богом, а христиане верят, что Иисус является Богом. Подожди. Я сейчас пойду к христиан и скажу, идите сюда, бляди. И где у вас 3 бога? Они будут показывать мне Библию и говорят, вот ты дурак, смотри в наша книга. У нас мы не верим в 3 бога, мы верим в 1 Бог. И вот наша книга, ищи. Я искал, не нашел. Вот, и верил, что они верят в 1 Бог. Я сейчас не говорю про 3 Бога, я говорю то, что они верят, то, что Иисус является Богом, а мы в это не верим. Кто говорит, что Иисус является Богом? Аллах говорит, они «Уляйка говорят, что хумуль он кафирун». дух Аллах, дух Аллах, душа Аллах. Какой дух Аллах? Они говорят, что он Бог, он Бог. Он не говорит, что он Бог. Где они писали, что он христиане Бог? не говорят то, что он Бог, что ли? Нет, иди ищи, где они Ты сказали, серьезно, что он что Бог. ли? Давай. Христиане, Иисус является Богом или нет? Пожалуйста, напишите. Нет, он дух Аллаха, дух Аллах. Но они говорят, дух- что он Бог. Они говорят, что он Бог является. Давай, дай мне хадисы, где они сказали, что Иисус это Бог. Давай. Тебе христиане сейчас скажут, Нинелька, напишите, Давай. вы верите, что Ты Иисус Бог? смотри, я Так, уже... выбирай это 50 конца на хадис. 50, либо Макс, звонок брат, другу. Макс, брат, пожалуйста, дай мне секунду, чтобы я заканчивал все. Вот, пожалуйста, братья и мусульман, суннит, не слушайте шейх, и не слушайте в телевизоре, что говорят про других религий. Это неуважение. Если ты хочешь знать христианство, или значит еврейское, или значит шиитское, ты же должен искать и читать книгу. Они Я как это и делаю, я это и смотрят делаю. по телевизору, кто его шейхи говорят по телевизору, что христиан должны умереть, потому что они не верят в Бог, что евреи должны умереть, потому что они не хорошие люди, что шииты Как раз таки должны шииты умереть, убивают потому евреев, что шииты они убивают говорят об Ааша, что она проститутка. Вот, это его не верите, потому что они не считают... Пожалуйста, не умеют- христианка Нинелька, вы верите в то, что Иисус является Богом? Нет, не верю. Нинелька, является Иисус Богом? Да ты зачем помощь зала-то берешь? Добрый Ты день. Можно я скажу 2 слова? Да, можно. В Библии написано, что сам Христос говорит, я и Отец одно. И христиане воспринимают Христа именно как своего личного Господа и Спасителя. А он является Богом? Для христиан, да. Вот, доктор Ахмед, теперь они являются неверующими или нет? Да, смотри. Пусть она покажет, где в ее книге, что Иисус Христос сказал, что я Бог. Пусть она Вот покажет, именно, даст номер. вот именно Иисус не Пусть говорил, она что даст он Бог. Смотри, я шару в христианстве и мусульман, да? Пусть она покажет нам один хадис, что Иисус Христос сказал, что я Бог. Давай. Смотри, нет, такого нету, как бы, аята или не знаю, стиха в Инджиле, такого Хадис нету. есть Лука, смотри, есть Лука, есть Ханна, есть В Новом Библия Ханна, есть Завете Лука. есть, где Христос говорит, я и Отец одно.
Я человек, Это- имеющий... Можно Потому я что он дух Аллах, но он не сказал, что я Ты Бог. мусульманин, да, Ахмед, правильно? Я мусульман, но он не сказал, что я Бог. Не, он не мусульманин. Вот он не Да, мусульманин. не вмешивайтесь. Я мусульман, Эльнара, шиит, смотри. пожалуйста. И кто из них, смотри, Ислам, пожалуйста, это последние 3 слова. и всё. Кто из них я не мусульман? Да, говоришь, окей. Я мусульман, и я шиит, да? И я знаю Коран и все, я знаю хадис и все. И я могу защищать мой Мухаммед, и могу защищать мою веру. Давайте, сейчас я оставлю тебе с ислама 5 минут. 5 минут. Ты не можешь ничего защищать. Ничего защищать. Как я не могу защищать? могу Смотри, защищать что вместо нее христианство. Библию я могу защищать. Но она тоже не может защищать, как и я защищаю. Да, Так что смотри, я что пример ты ему мусульман? покажу. Кто является наилучшим толкователем Корана? Ибн Аббас. Ибн Аббас толкует, что земля находится на спине кита, сура Аль-Калам, 1 аят. Так у него другое толкование есть, как минимум. Нет, как минимум. Смотри, можно- Его достоверное давай, толкование, хорошо. единственное его достоверное по цепочкам переданное толкование, это что земля находится на спине Что кита, ты хочешь, ну, ты на сейчас хочешь, большой рыбы. ты сейчас хочешь со мной эту тему, да, обсудить, получается? Давай. Без проблем, значит, все у нас тема нун. Все, мы эту тему принимаем. Давай, все. Смотри, сам Ибн Аббас в достоверном хадисе говорит о том, что каждый человек ошибается. Да, Сахих Бухари. А он наилучший толкователь Корана Хорошо, ошибается, да, я получается, да? Получается, Да, подожди, потому что он сам секунду, признал свою стоп. ошибку, он сам признал свою ошибку. Не, подожди, ну сила Аллаха слабая получается, по-твоему он ему дал наилучшее толкование, где потраивает по вашей логике получается. Смотри, можно да? я, пожалуйста, до конца скажу? До Ты конца скажу, Аллаха пожалуйста. оскорбляешь этим. Я не сейчас. оскорбляю А, никого. походишь? Можно я скажу до конца, пожалуйста? 3 минуты хотя бы, пожалуйста, чтобы тебе... Хорошо, Ахмад, спасибо большое. Приходи еще. Смотри, я теперь могу, да, говорить, надеюсь? Сам Ибн Аббас Да, говорит, Сам Ибн Аббас говорит, что все люди ошибаются помимо посланника Аллаха в религии. То есть в религии каждый человек ошибается. Теперь мы берем вот этот аят, вот эту суру. Сам Ибн Аббас берет это толкование, как об этом сказал Ибн Каthир, Ад-Захаби, от Кааба ибн Ахбар, который был бывшим иудеем, принявшим ислам. Умар ибн Хаттаб сказал то, что Кааб ибн Ахбар... Открой 21 суру, 21, это смысла не имеет, потому что есть у тебя другая сура в Коране. Ты же хочешь честный разговор. Ахмад, спасибо тебе, баракаллаху фика, ахи, короче, приходи еще. Смотри, ты это самое, 21 сура, 87 аят, открой, ты читай. Можно я договорю, пожалуйста? Зуннун что означает? Зуннун что означает? Нун что означает? Зуннун что означает? Не знаешь? Зуннун или как? Я не помню. Зуннун, да. Зуннун. Обладатель, ну вот дословно обладатель рыбы. Большой рыбы, да? Все верно. Да. Как получается? Ну, это не рыба, по-твоему, так? Ну, прямо Так, смотри, толкование. ну, Как? смотри. И где Ибн Аббас не прав? Где Ибн Аббас не прав, скажи мне? Сейчас, минуту. Угу. Смотри, если бы в этом первом аяте было так, что Аллах сказал «нун» с 3 буквами «нун», «уа» и «нун», тогда это была бы рыбой. Но Аллах не сказал только одну букву «нун». И все толкователи... Вада аннуни, когда начинается тебя сури, помяни также человека в рыбе, где тебе Аллах говорит, там почему он не упоминает дважды тогда нун, а? Почему там дважды он не говорит это тоже? Вот это, смотри, я написал, это рыба означает, это рыба. А теперь смотри, как Аллах написал, как Аллах не спасал. Аллах вот так не спасал. Аллах вот так не спасал. Нет. Одну букву он не спасал. Нет. Это вот последняя буква, это означает... Теперь можно я договорю, рыба. пожалуйста? Можно я тебе договорю, пожалуйста? Последняя. А то, что ты добавил, это в новом арабском. В каком новом арабском? Короче, можно я договорю, пожалуйста? Новом Смотри, арабском. Ты хочешь Да, сказать, Ибн Аббас ошибся, которому Аллах дал наилучшее толкование Корана, да, я правильно понял? Дело не в том, что он ошибся, он даже, наверное, не признавал это толкование, он просто его передал. Просто как иудейское толкование, которое он передал. Потому что Ибн Каthир, Ад-Захаби говорил... Ну, подожди, получается, он передатчик у нас или толкователь? Я не понимаю тебя уже. Он свое толкование дал. Есть достоверное толкование от Суюти, который Так, вывел... подожди, я не понимаю, он передатчик или толкователь? Он толкователь, все верно.
Вот. Ну, как, в чем тут говоришь, что-то передал он? Он, значит, Потому что толковал так. Потому что сподвижники передавали Ой, иудейское блин, толкование. ты сам себе противоречишь. Ты говоришь, он Да я передал просто договорю, просто, да, я и просто тут договорю, говоришь, всё. нет, он не передатчик, он толкователь. Знаешь, что он Можно я толковался? В чем свой тут ответ тема? докончу? Я свой ответ докончу, ты Что потом он ответишь. сказал, Ибн Аббас сказал, от него до Ибн Джарира по цепочке передается, что Ибн Аббас сказал, что первое, что сотворил Аллах, это Аль-Калам, письменная трость. Затем он повелели записать все, что произойдет до самого дня воскресения. Затем Аллах сотворил Нун и распростер на ее спине землю. В результате сотрясения Нуна начала колебаться земля. Локи, Затем можно я Аллах договорю, остановил ее колебанием посредством гор. И потом прочел: клянусь письменной тростью и тем, что они пишут. Да, Локи, могу я договорить, пожалуйста? 3 минуты всего лишь. Это же немного, по сути. Смотри, я остановился на Ках ибн Ахбар, который был иудеем до принятия ислама. После того, как он принял ислам, он начал рассказывать иудейские толкования и натягивать их на Коран. И сподвижники это как бы передавали. Сам Умар ибн Хаттаб сказал то, что вот этот Ках ибн Ахбар, он является заслуживающим доверия, то есть хороший человек. Но с тем, что он говорит многое про иудейские толкования, мы совсем не согласны с этим. Ибн Кафир и Ад-Захаби говорят о том, что Ибн Аббас это толкование свое, он как бы передал от этого как раз таки бывшего иудея. И передал мусульманам потом это толкование. Но также у него есть второе толкование, которое вывел Ас-Суюти насчет этого аята, где он сказал, что буква Нун одна из букв имени Ар-Рахман. То есть Аллах специально не спасал вот эти как бы разрезанные буквы по всему Корану. Алиф, Ро, Ха, Мим, Нун, и что означает Ар-Рахман. То есть это его толкование, которое достоверное толкование, которое нету какого-то толкования от иудея и так далее. Вот это его достоверное толкование, которое вывел Ас-Суюти. А толкование от иудея мы его не принимаем. Да это почему ты от темы к тему прыгаешь, сами от тебя какие-то... Я не прыгаю Я от не темы, принимаешь, я ты не тему мог прыгаю. даже элементарно доказать, что Айша, короче, является наилучшей, а не шлюхой. Я доказал. Ты же не Я мог. привел хадис. Как ты Он сказал, доказал? Он сказал, что это хадис ложный является. Мы сунниты его придумали. Ну да. Какой Ну еще да, это разговор должен придумано, быть? если передатчика нет, то если тебе... Ты не знаешь Есть от того, передатчик, что есть перешло, передатчик. не знаю, человека, родителей, не знаешь, ты не можешь этого передатчика привести, Так, кем этот у хадис него родители достоверный, были, что достоверный. было. Ой, блин. Алло, ты не знаешь, кто этот человек, его родители, кто и что, и ты говоришь, что это достоверный, это что за бред? Потому что Бухари сказал, что он достоверный, у него был как бы свой критерий достоверности, он привел его в своем сахих, он является достоверным. И вся умма согласна насчет этого хадиса, о том, что Айша превосходит множество женщин. То, что Умма она- можешь согласиться чем угодно, если, как может быть она наилучшая, если в Коране Аллах ее ругает? Где он ее ругает? Нет, да, я не отрицаю, что он может ее ругать, да, там за некоторые там вещи, которые она делала по отношению к Мухаммаду. Но также он ругал других жен. Он Хавсу ругал, другую жену ругал. Еще дальше теперь. Теперь они все не являются Я нормальными конкретно женами. говорю Хавсу и Айшу, эти две, которые, да, ну, как бы, ты не можешь Но после сказать чего- ни одна, но ни после та, чего что они они помирились? лучшие. Ну, смотри, Почему бывает он, же- когда упоминал 4 женщин наилучших, среди них не было Айши? Он же потом упомянул Айшу, что она превосходит других женщин. То есть она также является Нет. наилучшей женщиной. Так я же хадис привел буквально 10 минут назад. Не, бред, это еда, хадис про еду. Какой про еду? Он говорит то, что превосходство Айши над женщинами, как еда ат-тариб, которая была у еда арабов, почиталась эта еда сильно. То есть она редко, ну, то есть она была очень вкусная, эта еда. И поэтому, вот, короче, Айша превосходит женщин, как эта еда превосходит другие лакомства. Нет, нет, он не так сказал. Айша подобно той, ну, как из наилучших блюд, типа, одна среди наилучших блюд, и все. Нет, фадлю Айша, то есть достоинство. Фадлю, слово фадль это достоинство или благо. Фадлю Айша аля ниса, над женщинами. Он ее не исключил, он не сказал, что он ее приравнил к тем, которые, ну, хорошие, прям вот так скажем, почитаются. Ну вот, хорошо, хорошая. Он окей, не она сказал, хорошая. что она наилучшая, подожди, алло, он не сказал, что она лучшая. Я не говорил, что она наилучшая, я сказал наилучших. Вы Она из говорите, наилучших женщин. наилучшая мать, наилучшая женщина, мать правоверная. Нет, я Айша. изначально Какая? сказал, я изначально В каком сказал, месте? подожди, я изначально сказал, одна из наилучших женщин, одна из наилучших, не самая лучшая. Я не говорил, что Хорошо. самая лучшая. Хорошо, а может наилучшая женщина пойти против Корана? Слава Аллаха. Один вопрос всего лишь. Она лучше Марьям? Наверное, нет, скорее всего. Ну, по его словам, получается, да, что он даже лучше, чем Мария. Нет, нет. В чем тут? Нет, смотрите. Айша не может быть
Моя тема Я говорю, разговора не была. смотрите, среди 4 лучших женщин ислама она не в этой, как бы, не заходит. Подожди секунду, Да. он как не может быть, как ты себе противоречишь, когда я сказал 4 женщины, наилучшие, Мухаммад назвал ее, не было, он сказал потом, он ее назвал лучше их, сказал, ты знаешь, Айша лучше, чем Марьям, получается? Я не говорю, я просто не знаю об этой теме, кто лучше, кто кого лучше. Ну как, если не знаешь, что ты пытаешься тягаться? Нет, я говорю о том, что она одна из наилучших женщин. Я не говорю, что она лучше кого-то, там, Марьям или еще. Одна из наилучших женщин, не являлась плохой. Не являлась плохой. Эти времена могут быть лучше женщины, чем Айша, получается, без проблем. Хорошо, она являлась? Лучше, намного лучше, чем жена. Смотри, на нынешнее время сейчас женщина может быть намного лучше, чем жена пророка Мухаммада Айша. Без проблем. Потому что у нас не было темы, кто кого лучше. Мы говорим о том, что является она хорошей женщиной. Я привел хадис, то, что пророк Мухаммад упоминает, то, что Айша является наилучшей как бы среди других женщин. То есть он говорит, хорошо, ответь мне. Он может быть. Секунду, ответь мне, окей, ответь мне, пожалуйста. Если ты хороший, примерный парень, тебя отец, родители будут ругать? Почему бы и нет, да, я могу ошибаться, как и все. Не, если ты хороший, если ты не ошибаешься, хороший парень, примерный, ты один из наилучших. Подожди, даже Аллах... Ты будешь, ты один из наилучших, ты ничего плохого, ты идеален, короче. Тебя будут ругать твои родители? Не бывает прям идеальных людей, не бывает. Будут или нет, ты мне скажи. Да, будут, будут. Был идеальный человек, что ты Не будут ругать, если ты идеальна. А почему будут ругать идеальное дитя? Если только родители больные, конечно, не знаю. Не, потому что Аллах даже ругает пророка Мухаммада за некоторые действия. Я не говорю за действия, ты не сделал никакие действия, тебя будет ругать Аллах? Ну, Айшу просто так родители. Ну, значит, она не идеальная, значит, она плохая женщина была. Если была бы хорошая, ее не ругал бы сам Аллах. Некоторые ошибки у него были, Сам Аллах ее в Коране ругает, что ты говоришь? Аллах ругает пророка Мухаммада, когда он отвернулся от слепого. Это что, он, значит, плохой человек, что ли? Да, конечно, да, значит, он у него, знаешь, не то, что просто он отвернулся от слепого к богатому, кафиру то же самое, понимаешь? Он просто думал, что лучше помочь большинстве. Нет, он просто он увидел копейку, понимаешь, а тут слепой старец спереди видит кафиры с деньгами. Я клянусь, там прямо говорится, к богачу ты, как деньгами, который, ему повернулся спиной к слепцу. Там прямо так и говорится. Там сказал, что пророк Мухаммад хотел от него деньги, что ли? Что? Там написано то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, хотел от него денег, чем слепому, который может потом выделить время. И потом Аллах ругает, Аллах говорит в суре Аль-Абаса, то есть ты отвернулся, то есть начинает его ругать за это. Поэтому у всех есть ошибки. Ну, вот видишь. Можно вопрос тебе задать? Он прямо он как Айшу и Хавсу ругает, так никого не ругал. Он сказал, ваши сердца отклонились от истины, вы стали кафирами. Он их... Где кафирами? Покажи. Подожди, я сейчас приду, пару минут, секундочку, поговорите. Окей, вот ты говоришь, не бывает безгрешных людей. Вот тебе просто большой-большой пример, сам Иисус Христос. В теле человека прожил безгрешную жизнь. Вопрос. И он не совершил ничего такого, что совершал пророк ваш. Смотри, ничего такого не сделал. Мы мусульмане говорим, что пророки защищены от больших мерзостей, но они могут совершать маленькие грехи. Вот теперь шах и мат тебе. Слушай, а теперь шах и мат. Возьмем пророка Авраама, возьмем пророка Ноя. Они все были грешные, они были взяты из грязи. То есть Господь показал, что каждый человек, даже грешный, может стать святым человеком. Главное – это вера в душе и в сердце. Каждый пророк был грешен. Единственный человек, который на этой земле прожил безгрешную жизнь, это был Иисус Христос. Поэтому его смерть, его кровь считается священной. Но это согласно вашим убеждениям. Мы в это не верим, что он единственный безгрешный человек. Ну, потому что ваш пророк это все переиначил. Вы не верите, вы не верите в него как в Бога, но как в пророка-то вы верите? Ну мы смотрите, Лола, мы верим в него как пророка, но мы говорим, что посланники имели ошибки, имели какие-то маленькие грехи. Так Иисус-то не имел ни одной ошибки. Алло, я тебе еще раз говорю, очнись. Я одно не могу понять. Подожди, согласно чтобы Евангелию, стать пророком, он врет согласно Евангелию.
Где он врет? Покажи мне. Да, без проблем. Давай. Евангелие от Иоанна, он говорит, что не пойдет на свадьбу с своими учениками. Потом через некоторое время идет. То есть Где он так? Хорошо, давай. Главу мне, давай быстро. Без проблем, Там сейчас. Давай. Сейчас мы будем тебя на кукан натягивать. Ваша ложь уже достала, блин. Ты христианка, да, сестра? Да. Да. Терпеть не могу, когда врут. Да, я могу говорить, да, получается? Смотрите, Иисус, согласно Евангелию от Иоанна, 7 глава, 8 стих. Стоять. Да. Стоять. Сейчас мы откроем. 7 Открываем, глава. открываем. Угу. Согласно переводу Десницкого, который является наиболее ранним переводом, наиболее правильным переводом, Иисус говорит: «Вы идите на тот праздник, но я на тот праздник не пойду». Потом через 2 стиха он скрытно идет на тот праздник. То есть Он это не является... скрытно пошел. Как он мог скрытно идти, если он шел с учениками? Нет, ученики уже пошли, а он сам пошел, в общем, скрытно. Ученики уже там были. Поэтому это является ложью. Христиане начали искажать в переводах, как синодальный перевод. Давай теперь я тебе прочитаю. Стоять. Теперь вот слушай. Вы пойдете на праздник, я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Дело в том, что это Не неправильный надо, перевод. Нет, Смотри. стоять. Нет, стоять. Ты сейчас вырываешь слова и переворачиваешь в свою пользу. Нет, стоять. Я еще раз тебе говорю. Он Я конкретно могу сказать? показал, почему. И Смотрите, дальше, Нелика. сказав им это, он остался в Галилее. Когда же пошли братья его на праздник, тогда и он сам пошел. Не явно, но как бы в тайне. Иудеи же искали его на празднике и спрашивали, где он. Теперь я могу сказать? Понимаешь, Смотрите, суть в том, что Нелика, он конкретно да. указал, почему он не пойдет, но он все равно пришел. Смотрите, Нелика, ранее как бы манускрипты говорят о том, что он сказал, что я не пойду. То есть я не пойду пока что. Самый ранний перевод: я не пойду, я вообще в принципе не пойду туда. Потом через 2 стиха он идет туда скрытно. Если бы он не давал бы обещания, он бы не пошел туда скрытно. Он и не А он давал пошел скрытно обещаний, но туда. он тебе конкретно сказал, почему он не пошел, почему он не пойдет. Потому что если бы он пошел бы сразу с братьями, иудеи схватили бы его. Но ему нужно было дотянуть до того времени, когда это нужно было произойти. Потому что все, что происходило в нужный момент времени. Алло. Хорошо, а иудеи его тогда схватили на свадьбе или нет? Нет. Ну Где вот, они потому что он могут скрывался, передавать, потому покажи. что Он не изначально... скрывался. Как он мог скрыться, если он сделал чудо, превратил воду в вино? Алло, блин. Это было еще до 29-й. этого. Это Нет, вторая это было... глава. Это 2 глава еще была, это до этого было. Ай-ай. Смотри, Иисус, Как мне сложно с вами. самый правильный перевод Десницкого, где он говорит, Ты понимаешь, что я в принципе если не пойду. вы сейчас трактуете, Я что в принципе он был не пойду, лжецом, я в то принципе все, не пойду на вся праздник. догматика Потом он христианства идет просто праздник. рушится. Потом он идет на праздник. То есть он соврал, согласно Евангелию от Он Иоанна, не он соврал. врал. Я тебе еще раз говорю. Ну это же обещание. Это же он обещание дал. Он Это не обещание дал. обещание. Он не сказал, я обещаю не идти на этот праздник. Он сказал, я не пойду, потому что мое время не пришло. Алло. Смотри, Еще самый раз правильный повторяю. перевод, который основывается на ранних манускриптах.
Смотри, Случайно это, правильный перевод не в Ватикане лежит? А то смотри, у вас это всё в перевод, Ватикане это лежит перевод правильно. от Десницкого, который сказал, то есть он перевод, который Иисус сказал, типа, я не пойду в принципе на этот праздник. Потом Ок, через 20 Где лет можешь, он написано идет на этот пожалуйста, так? праздник. Ок, можешь прям дословно прочитать? В принципе, навряд ли там слово есть. Можешь дословно прочитать, как у тебя в переводе Да. написано? Ступайте на этот праздник, а я на этот праздник не пойду. Прям не пойду. И Я все, не пойду на этот никаких праздник, да. еще нету Дальше там что было ничего. описано? Дело в том, что еще Дальше. это добавка поздних Не, ну манускриптов. подожди, а это есть там Нет, еще? какие поздние манускрипты? Ты что Подожди несешь, блин, секунду, алло? подожди. Там есть еще? В каких-то переводах, да, синодали, например. А ты почему пропускаешь это? Потому что ранние манускрипты говорят о Нет, другом ты говоришь... прочтении, которое я говорю. Ну ты же читаешь с какого манускрипта? Смотри, Десницкий, он основывается на ранних манускриптах. Нет. Десницкий. Хорошо, ты когда, вот то, что ты читаешь, там есть слово «еще»? Нет, там нету. Тогда что ты несешь, ты сейчас там себя закопал, блин. Опять же, можно, пожалуйста, договорю. Есть ранние манускрипты греческого Нового Завета. Там не сказано то, что еще не Нет, пойду. Там сказано, я не пойду, я в принципе не пойду. И на А этом ты можешь ссылку отправить? Окей, Можешь секунду. Окей, сегодня точно не твой день. Ок, Блин, можешь? тебя со всех сторон таскают. Сегодня что с тобой? Ок, а ты можешь вот эту ссылку отправить, где написано, как ты говоришь? Без проблем, перевод Десницкого. Ну, Нинелка, открой, пожалуйста, вот именно то, что он говорит. Bible.ru. Сайт, смотрите, сайт bible.by, перевод Десницкого. Я на этот праздник не пойду. Это является ранним прочтением данного стиха, на котором Так, основывается свой Десницкий, перевод подожди. Десницкий и другие переводы. Есть у меня такой Десницкий сейчас. Ладно. Глава 7. Ступайте на праздник вы, а я на этот праздник не пойду, потому что мой час еще не пришел. Перевод Десницкого. Он же, Где тут, в принципе, еще или еще что-то? Он же Он говорит, говорит, почему он он не... Так он говорит, потому что его час еще не пришел. Ты только Да, первый его Его час не час пришел, не пойти на пришел, то праздник. есть Да, поэтому не он то, не что... пойдет. Он никого не обманул, не сказал, я Но не он пойду, потом все, пошел, идите. потом пошел он. Но он же Я тебе сейчас пояснил, толкование потому что стиха пришел. прочитаю. Ну, когда Пришел настал его час, он пошел. Понимаешь? Да, вот, да. Смотри, в греческой Он форме говорит, он мой пишет, в час принципе, еще не обещания. пришел. Он говорит про Подожди, будущее это не время, то, что он не обещание. пойдет. Подожди, это не обещание, это пояснение. Ты не первые два слова бери. Я не пойду, потому что мой час еще не пришел. И потом пришел его час, и он пришел туда. Где сказано, что его час пришел? Где сказано, что его час пришел? Алло, 29-й. Алло. Давай, тихо, Сабр, успокойся. Слушай человека, который растолковал в IV веке. В IV веке толкование. Мне твое Причем тут толкование вообще толкователь? никуда. Слушай меня, я сказала. Молчи. Тоже Христос. Смотри, как кратко он отвечал. Не сказал, вы кто таковы, что даете мне такие советы и учите меня. А что? Время мое еще не настало. Мне кажется, здесь он намекает ни на что другое. Быть может, они не из зависти замышляли даже предать его иудеям, а потому, обнаруживая это, он и говорит, мое время еще не настало, то есть время креста и смерти. Зачем же прежде времени вы Христа и торопитесь смерти, а не убить праздника. меня? Слушай, я не закончила. Не перебивай меня, не люблю, когда так делают. То есть, когда он сказал, что я не пойду на праздник из-за того, что мое время не пришло, потому что он знал, что если он сейчас туда пойдет, его предадут смерти. А должно пройти какой-то определенный момент времени. Он должен был что-то сделать для того, чтобы его предали смерти. Но если бы он сразу пошел на этот праздник, его тут же бы сдали и на крест его повесили. Вот Смотри, в чем прикол-то. давай по порядку, Нинелька, по порядку. Он Иисус говорит, не давал обещаний, что он вообще не пройдет, или там еще что-то, там таких он слов давал, нет. смотри, будущее время, форма, то, что я туда вообще не пойду, потому что час моей смерти Где не он настал. написал, что я вообще не Смотри. пойду? Я тебе Можно я? Десницкого даже, твой перевод прочитал. Где там было? Хорошо, смотри, я же тебя слушал, теперь послушай, пожалуйста. Смотри, Иисус говорит о том, что я не пойду на этот праздник, потому что час моей смерти, моего креста еще не пришел. Потому что он знал, если он подойдет, то есть на тот праздник, там будут иудеи, которые схватят его. И поэтому ученикам сказал, что я не пойду, зная он же того, пришел. что...
зная того, что иудеи там будут и будут меня там как бы настигать. И поэтому я туда не пойду. Суть в том, что он не пошел явно, скрытно, он пошел в тайне. Да, а потом скрытно от всех пошел туда. Скрытно от учеников, от всех он пошел скрытно туда. То есть наврал он. Подожди, он же своим ученикам не сказал, я туда вообще не приду. Он сказал, я туда не пойду, я туда не пойду, он сказал. Что еще он сказал? Я туда не пойду, потому что мое время не настало. Да, я не хочу умирать, он сказал. Я не хочу умирать, а в чем здесь обман? Он сказал, он им конкретно говорит, я сейчас туда не пойду, потому что мое время не настало. Он их чем обманул-то? Смотри, Иисус говорит своим ученикам, то, что если он пойдет с ними, то он умрет, потому что иудеи там его найдут, и его там, я не знаю, совершат казнь над ним. Потом через несколько стихов он говорит, он туда идет, в общем. Скрытно от всех, от учеников, от иудеев. И но обман-то в чем? Обман в том, что он обещает не пойти, он идет. Если бы было написано, я туда не пойду, точка, то дальше можно было бы трактовать как обман. Там так и написано. Да. Я не пойду туда, потому что час моей смерти не настал. Вот, он объяснил, почему он пока не идет туда. Но потом он пошел туда. Мое время не пришло. Ну там же ты полностью предложение читай. Ты почему вот первые 3 слова читаешь и за это цепляешься? Я последнее тоже читаю, я уже объяснял. Они так будут читать, а как он обманул-то их? Он им пояснил, почему пока он туда не идет. Не пока. Древние манускрипты говорят, в принципе не пойдет он туда. Прям так, в принципе, не пойду. Не в принципе, он говорит, я не пойду туда. Что еще надо ему сказать? А дальше? А дальше он врет и идет туда. Нет, он же пошел. Да, потому что глаз Евангелия соврал. Спустя время, потому что настало время, и он должен был там появиться. Он появлялся в нужное время, в нужном месте. Алло, ну серьезно, нет, в нужное время, в нужном месте. Вот за что-то и пытаешься сейчас вот это в своем свете выставить, как тебе удобно, потому что других аргументов у тебя нет. Ну, правда. Тут уже, блин... Смотрите, вот 10 стих говорит, что Иисус пошел скрыто от всех, чтобы никто не знал. То даже ученики не знали, что он пойдет туда. То есть они знали, что он не пойдет туда. Ну вот. Это преступление? Да, потому что он обещал им, что он не пойдет. Они знали, что он не пойдет, а он потом пошел. Он им не обещал. Как он им обещал? Почему тогда они не знали? Они же не знали, что он пойдет туда. Потому что время еще не настало, он же пояснил, почему он не пойдет. Вот смотрите, время почему не настало, потому что он там чудеса натворил, воду в вино превратил. Это раз. Второе, Марьям попросил Иисуса пойти туда. Марьям, святая Мария попросила ему туда пойти, и он туда пошел. Так что... Да. Отец Камран, он говорит, что он туда в принципе не пойдет. Ученики думают, что он сказал туда, допустим, не пойдем, но святая Мария попросила, и он туда пошел. А то, что он говорит, что мое время еще не настало, он ученикам соврал. Он чудеса натворил. Он, когда вино закончился, воду в вино превратил. То есть это вообще вторая глава, это вообще не контекст. Чтобы он воду в вино превратил. Понимаешь ты или нет? Подожди, отец Камран, он в 7 главе идет... повествование о празднике Кущи. Так тут дальше в чем прикол? Когда он не пошел туда, пошел тайно, о нем спрашивали в толпе, и было 2 мнения. Одни говорили хорошо о нем, другие говорили, что он лжец. А открыто о нем никто не говорил из-за опасений перед иудеями. Но когда в середине праздничной недели, вот именно середина праздничной недели, это то время, о котором говорил Иисус. Он вошел в храм и стал наставлять людей. Понял? Окей. Нелика, я не говорю про какую-то неделю. Я говорю конкретный случай, когда он говорит, что он не пойдет, а потом... тебе не ясно, я тебе сказал, что святая Мария попросила, и он туда пошел. Если ты скажешь, куда-то не пойду, и мать твоя попросит, пойди туда, сынок, ты не пойдешь? Значит, он соврал, получается, ученикам, да? Ой, блин. Он не соврал, я тебе еще раз говорю. Смотри, Нинелька, подожди. Когда я скажу, я не сделаю то-то и то-то, а потом это делаю, это значит, я не сдержал обещания. Нет, это является по всем религиям грехом. Подожди. Ты говоришь, допустим, я сейчас не пойду гвоздь забивать, потому что у меня, к примеру, молотка нет. Вот то же самое, что время не настало. Потом ты пошел, купил молоток, пришел и забил этот гвоздь. Причем тут время? Время говорится о смерти. Иисус не хотел туда идти из-за смерти. Поэтому ученики думали, что он в принципе туда не пойдет, а он потом скрытно идет туда. Время смерти не настало. А потом настало, настало время смерти? Еще раз, окей, включи свои мозги. В 7 главе он что, умирает, что ли?
Нет, послушай, вот я тебе вот прям вот, я не знаю, какую профессию тебе привести, но не настало время, это значит, вот я тебе как объяснил. Пока нет, не пойду я пока, потому что время не настало. Время смерти, он не хотел умирать. И поэтому ученики... Но он же не сказал, что время смерти не настало. Для каждого момента... Подожди, окей, я сейчас тебе еще раз объясняю. Объясняю как 5-летнему ребенку. Смотри. Для того, чтобы накалить ситуацию перед фарисеями, книжниками, он появлялся в нужное время и в нужном месте. Для того, чтобы что-то сделать. И вот в 7 главе ему нужно было явно явиться именно в середине праздничной недели, понимаешь? В середине. Поэтому, когда вначале его звали, он сказал: я сейчас не пойду, мое время там не настало, мне там не надо быть. Для того, чтобы в середине как раз именно вот как в кульминации этого праздника появиться и начать учить еще раз людей я в храме. повторяю. Подожди, я не закончила. Да. Нет, я не хочу. У меня просто слушать время эту намазано, ересь. надо уходить, в общем. Ну, я теперь что, можешь идти? Могу я просто договорить, Потом пожалуйста? вернешься. Ну, что ты мне скажешь? Опять, что он врет? Что он Да, лжец? смотри, Нет, почему не тогда может ученики быть не такого. знали? Ученики не знали об этом, потому что он обещал не Не пойти. знаю. Это, согласно Евангелию написано об этом. Они не знали то, что он пойдет. Ученики многого чего не знали. Я тебе потому еще что он дал открою обещание, а секрет. потом он Потому что- соврал. Нет, Всё, всем он, пока, до он не свидания. сказал, я обещаю. Ну и сливайся. До свидания. О, сливается. Ой, Мать, как сбился. убежал, бля. Я это все выставлю. Тебе не давай, я репостну. Я ему даже вот с молотком, с гвоздем, ну, элементарный пример уже, мне кажется, ну, какой-то, не Он знаю, разговор с Аллахом, на полоумный разговор человек с даже. кафирами обменял, вы чё? Он с кафирами готов поговорить, чем с Аллахом. Ой, блядь. Локи, это же этот, Тяжелый который человек, очень про тяжелый. Парма-то интриги наводил, да? Вот пару дней назад. Это он? Да, он уже надоел. Сейчас его Ахмад обнулил. Все тут его обнулили. Тупой, блядь. Есть еще тут мусульмане, поднимайтесь. Как он это из контекста вырывает, да, я не пойду. Он сказал, я не пойду, Нет, и на этом не то, что из дальше контекста, он читает. еще и приписывает чужие слова вообще. Я У меня просто все вообще не переводы пойду. есть. Я вообще не пойду, он сказал. Я Да. вообще не пойду, блядь. Вы идите, я, блядь, не пойду туда. Все, никогда в Это жизни знаешь, моя кого? нога там не ступит. Макс, честно, мне напомнило Локи, вот Хармат выставлял видео с этим, с армянином, который там, типа, Евангелие в Ватикане, короче. Вот я там говорю, начинаю там перефразировать фразы, аж мурашки как по коже, там. Ну про просто зачем обманывать? пророчество. Ну, вообще, ну, это, как тебе сказать, политика их такая. Смешно аж бывает. Странные люди. Лечиться им надо. Ну скажи, как есть, ты согласись, ну да, ну, там же есть Нет, ты пояснение. что, почему. он будет до последнего усираться. Ты что? У меня время уже 4 утра, блин, я в шоке вообще. Тут вообще пролетело незаметно просто. Тут. Дарья Белоева, приветствую тебя. Хорошо. Привет. Ой. Как у вас, вот, Локи, вот у меня к тебе вопрос. Как у вас терпения хватает вот с такими людьми спорить просто? Тут постоянно вот. Ну, Аллах дает, видишь? Чем-то Эштона мне напомнил. Аллах помогает. Да. Эштон, Да, я про него и говорю. Эштон бронированный парень. А я выложил, что там Каляка тебе показал, продемонстрировал, что бы я с Эштоном сделал бы.
Да Эштон неплохой парень, просто он все равно свою волну гнет. Я ни разу не слышал, так, чтобы ему Неплохой кто-то просто. что-то... Он неплохой, просто плохой, да? Нет, так-то по общению он хороший пацан вроде. Да, он вообще самый из этих лицемеров. Знаешь, им больше всех нельзя доверять таким. У него голос у него такой, знаешь, уже доверие вообще не вызывает. Походу все, на сегодня сериал закончился. Да нет, сейчас соберутся еще. Сейчас на пестик поставлю. Короче, я вниз пока пошел, чтобы если усну, место не занимать. Да, если уснешь, я выкину, не переживай. Туда микрофон выключу. Шапайте, да. Есть будалаки, поднимайтесь. Аллах у вас безбородый, юный мальчик оказался, прикинь. Охренеть, короче. И с кудрявыми волосочками, как у барашка. Там сахи хадис есть, охренеть можно. Я серьезно говорю. Прикинь? Сахи есть? Достоверно, хадис есть. Да. Цепочка прям до Мухаммада. Достоверная цепочка полностью. Все имеется, да, до Мухаммада, прикинь. А что если выйти, да, например, с Чечни и прям орать там, люди там, типа, поймите, то, что это все неправда. Я прям представляю, что вы сделали. Психушка, кресло СВО 200. Вот. Три этапа, которые пройдешь после этого. Ну да. Ну будет публичное извинение тоже, конечно. Без этого никак. Да. Ну и бутылка. Это 100% тоже. Это по-любому. Кого на бутылку я попустила? Сорян. Ну, типа, если кто с Чечни, типа, выйдет, будет орать то, что ислам это неправда. Ну да. Кстати, это в этом Инстаграме, что ли? Да, в Инстаграме сегодня попался пост в Грозном, по-моему, что ли. Выпустили книгу, называется «Войны Иисуса». И там, короче, из всех этих... Воины Иисуса, алейхиссалям, да, этот наш православный мусульманин там есть у нас ходит. Я знаю это. Давно он вышел, он не сейчас вышел, он давно уже, год есть. Они теперь форсят эту книжку по всему Инстаграму. Да, не только Инстаграму, и в магазинах, и в книжных библиотеках продается она. Да я же не видела, в книжный я захожу куда? Это либо психология, либо религия. А этот... Ну, психология, типа манипуляция людьми, да, типа. Здравствуйте, Нет, среди вас чеченцы есть такие моменты, интересно. Алейкум, здравствуйте. 3 прям есть тут сидят, вот 3. Я, Маршо и гость. А вот чеченцы у меня вопрос, да, всегда. Вот я хотел задать вопрос. Почему чеченцы проиграли России? Я вот это не понимаю. Царской России, Российской Федерации. Вы где-то когда-то побеждали русских? Ты что несешь? Конечно. В смысле, где мы проиграли? Мы как раз таки не проиграли. Мы не как 500 лет воевали с правительством, с властями этими, верхушкой России. Никогда в жизни они не выигрывали. И на земле ни Казахстан, ни хан, и хана раком ставили мы, когда к нам пришел. Когда попросил какую-то выплату, что-то там, столько-то женщин, то-то, ему сказали, все хану будет, когда нас, чеченцев, не будет. Понимаешь? И истребили, до сей день находят от этих 200, а мы которых от 200 или от них там, и
как кольчуги, там, ножи, мечи, все это. Как бы мы ставили хана раком, если так хочешь. 94 по 96 Россию поставили раком, выиграли, заставили подписать мирный договор. В горах, что ли, вы бежали? Нет, мы в горах жили, мы горные люди, мы в горах жили. Мы раком ставили, когда ваш хан приходил, мы ему дали отсосать по всем параметрам. По всем параметрам. И это все достоверная история есть. А ты терпела. Да. Вот для тебя тоже можем так же заставить. Сегодня большинство чеченцев под властью какого государства является? Сегодня Чечня управляется православной Россией. Вы проиграли. Имам ваш Шамиль проиграл. Мы не проиграли, они союз заключили. Это не спрося у народа не спрашивая. Где мы? Войной мы проиграли, хрен уж два. Войной мы и вашего хана, и любого раком ставили. И сегодняшний день, скажи мне, сколько чемпионов UFC казахов, скажи мне. Сколько чемпионов UFC, сколько один казах брал пояс UFC? Что ты мне несешь? Ты про мужество хочешь говорить? Ты что-то хочешь говорить? У вас сколько? У нас население 2 миллиона максимум, а у вас сколько там населения? И среди этих всех ты одного мужчины у вас нету. Что ты несешь? Чингисхан вас тоже натянул, ваш Казахстан. Что ты сейчас тут сидишь? Что ты мне тут несешь, херню, умник нашелся. Баран, Иди мечтай, завидуй молча в сторонку. Вообще позор, Ваши кольчуги эти ваших от 200-тюшек у нас там лежат, до сих пор не выкапывают. Да ты сидишь какую-то ебальника себя там набил, хрен, не знаю, на что похоже какого-то, на него смотришь, аж срать хочется, знаешь, иди, позорься дальше. Кто к нам лезет, любого раком поставил. Постарайся, давай, полезь к нам сейчас. И тебе поставим. Почему он так обижен? Обиженный, его 100% где-то чеченцы, по кругу пускали, видно. Это 100%, потому что в Казахстане много чеченцев. Их же они там нет напрягают, понимаешь, поэтому они обиженные бегают. Я твою мать буду называть своей шлюхой с этого дня, которую я, к сожалению, резинку забыл надеть, и появился ты. Надо было мне все время, мысль подсказывала, что надо было надевать, Вот такая, тварь, как ты, не появилась. Окей. Не надо опускаться до их уровня. Будь выше. Не, все по сунне. Все, ок. Вот так ты терпилой будешь там внизу сидеть и слушать. И все, больше ничего у тебя не будет, понимаешь? И все, и шаг ты. Да что, чеченцы есть. Чеченцы и тебя, и твою мать, по кругу пустят, если лицо кому-то, хоть что-то скажешь. В лицо скажи хоть одному чеченцу, разницы нет, мусульмане, не мусульмане, любому скажи. Твоя родная мать не узнает после. Я тебе же на что угодно с тобой поспорю. Как Дудаев говорил, каждый чеченец генерал и каждый чеченец герой. И я миллион первый, как он говорил, вот. Google, бей самый мужественный народ. Тебя чеченцы выставят сразу, Google. Идентичной войны, как у нас, нигде не было, которую мы выиграли. Миллионное население, у которых ни армии, ни солдатов, ни хрена нету, против 165 миллионного государства мы выиграли и заставили ее подписать мирный договор. А ты, олень, которую, не знаю, всю жизнь по кругу чеченцы пускали, ты тут будешь мне что-то рот открывать. Тебе и тут не дадим слова. Я твою мать ебал во имя Аллаха. Понял тебя, сукин ты сын? Вы униженные шлюхи наши, вы будете вот так. И там у нас, где бы вы не были, мы таких, как ты, будем унижать.
В лицо у вас духа и никогда не будет ни одному чеченцу. Даже Муху ровно в при глаза уходе посмотреть. вспомни Локи. Да. Они, прикинь, нафантазировали ихние там ханы, хряны, короче, пришли к нам тут. Нас просили, короче, 500 девушек по исламу, прикинь, чтобы мы им давали, блин. Наши предки раком поставили. Да, это я знаю, то что... Вот так я не знаю, я обиженные еще- будете бегать предки. Я где-то видел одну пословицу, как там типа хан своему сыну сказал то, что чтоб он в Чечню не пошел, а то придет с позором. Да, вот кто бы не пошел, уйдет с позором, да. Потому что его тоже, короче, без штанов отправили, ихнего хана. Поэтому он сейчас обиженный ходит. Их потому что по тому же путю их там догнали наши чеченцы, и там их вот так опускают на ихней же земле. Понимаешь? Вот поэтому они обиженные вот так. Ну что думали, один раз на нас напав, короче, спасетесь из-за того, что нас приняли там лет 7-8, да хрен уж 2. Вы, когда на нас нападали, сколько наших убивали? Хоть одного сможете воскресить? Нет, конечно. Поэтому вы сейчас до окончания всех времен, не знаю, сколько там земля не существовала, будете нашими сучками. Хрен уж 2, братья наши. Мы из нашей шестерки. Охренели, что ли, блин? Своих ханов, своих пес, своими собаками, блин, там заходили еще, воевали нас, убивали, пытались нас ждать, брат, короче, еще обиженные тут ходят, недовольные, что мы их сейчас по кругу пускаем. Догнали их, ихней же земле. А он натурально обиженка, чувак. Блин, на него голос, посмотри, какой у него голос, блин, я что, противная свинья. Он даже не казах, не похож на казахский акцент. Так, да, был ли он казах, 100% казах. По акценту понятно. Разнятся в зависимости от местности. Свое свинство, свое изнутри у него вылетает просто. Терпило. Ну, тут я соглашусь частями. Мне 100% видно, что человека, как него всю историю посмотри, в войне Чечня, чтобы где-то проиграла, такого нету. За все существование, чтобы Чечня проиграла, хоть и кому-либо истории такого нету. А то, что там Кадыров пошел, подписал контракт и продал, и стихаря, короче, войны у нас в 2000 не было. У нас война была с Кадыровым и с его собаками, а не с Россией на тот 2000, который уже была. Это Кадыров народ, короче, народом воевал, они там, у нас между собой война была, и как бы там не было такого, чтобы кто-то пришел, нас завоевал и там власть сделал. Нет. Локи, Бред полный. знаешь, я вот что хочу сказать. Любое государство, любой народ проиграет, если внутри будет гнилое что-то. Даже вот в пример тебе приведу ситуацию, когда князь Владимир взял Константинополь. Он же тоже как бы неприступная крепость была. И пока изнутри его их не сдали, как бы не пал бы город. Также и с чеченцами произошло. То есть внутри был предатель, который вот привел к этому всему. И теперь все думают, что вы проиграли. На самом деле это не так. Ну, надо же доказать это войной, как в 94-м, 96-м мы открыто воевали, и мы выиграли. И после, без выбора, но у него без уже ничего второго выбора у него не было, Ельцин нас заставили подписать Масхадов. Он сел за стол и подписал мирный договор. И произнес слова: «Мы закрываем войну, ссору 400-летней давности и заключаем мирный договор». Это слова Ельцина. Видео в Ютубе есть. Можете Да, я видел. посмотреть. Как бы, так что, а то, что там Ахмат потом прошел, продал на это самое, это как бы тут, извините. За всех отвечать я не могу, за действия всех людей, это как, откуда я буду это.
А когда его хан пришел со своей целой войской, когда мы их нагнули, во все тяжкие пустили, вот это уже, да, вместо того, чтобы мне стыдно, что у нас такое было в истории сказать, выходит, что чеченцы сделали. Чеченцы никогда ни на кого не нападали. Никогда. Шайка мусульманская, это посла Дагестан шариат, я вообще не считаю, эти там 100 человек, 150 человек, которых даже все, даже этот сам Ахмад искал, который вот против них и воевал, вот. Это шайка исламизированная Хатабом, вот они были, и все. И это было запланировано уже самим как бы Путиным, запустив его, как бы чуть-чуть турбо-мусульманов превратил он эти 120-150 человек, этот Хатаб. И он их завез, вот мы выиграли Чечню, сможем, и Дагестан, короче. Он их туда завез, и для них стало как бы поводом как бы опять армию ввести в Чечню, уже подготовившись Ахматом. Вот они это обоюдно сделали, и вот так это, ну, там войны не было. Народ вообще между собой разбирался, там, кто шиит, точнее, кто суннит, кто суфист, короче. У нас там каша была полная. Никто никого не выиграл. И дальше оставались бы суфистами. Даже было бы и лучше, чем вот так идти дальше, мне так кажется. Ну, смотри, повода не было бы. Если повода не было бы России ввести армию, даже Кадыров, если просто так захотел бы, так, ну, тогда не получилось бы. Ахмад, я имею в виду. И поэтому, как бы, это все было так сделано специально. Да. Если бы не ислам, то как бы мы отстояли свою землю, мы все сделали. Вот исламом все попортили. Прямо. Россия, да, потом народ поддержали его. Да, спасибо, Эриксон. Да, так и есть. А это тут один казах мне поднялся, говорит, за всю историю Чечни, что она выиграла, что она. Представь картину. А? Это забыл историю, как мы его хана отправили обратно. Прикинь, этот мне еще говорит что-то. Да. Блин, Да у них охреневаю там от вся таких. история передолбанная абсолютно. Это как у этих сейчас, как у хохлов. Да, не надо сейчас. Хохлы Черное море выкопали, а казахи... Не надо, это- тут, ты же сама, это самая украинка, нет? Я, да, но я говорю про хохлов, а не про украинцев. Это кто, Разницу как понять? чувствуете? Как понять? Хохлы — это те, которые немножечко крыши поехали. Забыли. А как вы это определяете? Когда человек теряет свои корни и начинает немножечко не в ту степь идти. Давайте, Теряет корни, теряет веру, теряет абсолютно полностью разум. Ну, нет, это все равно, мне кажется, и бред, потому что человек, чтобы там, это самое его, как другим умели. Ну, просто смотри, даже элементарно, когда... ты, будучи христианкой, можешь так говорить, оскорблять и судить людей, тем, кто является за его поступки? Я имею в виду, сауосы ваши. Я поступки могу. Ну, то есть, если они действительно Ну, в говорят смысле, бесчестно. подожди, ты сейчас с ними, ты не имея никаких Для меня они доказательств, вот так. ничего, просто... А? В смысле никаких доказательств. Ну, просто так ты имеешь взять человека и назвать хохлом, да? Оскорбить Меня же можно называют человека. Как ты сейчас русней. сделала? Меня же называют русней. Ну, Иисус тебе что говорил? Нормально. Прощай своего врага. Ну, если такое слова даже не прощаешь, как ты будешь следовать дальше его слову? Я не говорю, что я святая. Я далеко не святая. Я тоже могу начудить. Что ты начинаешь? Вот так переобуваешься. Я не Окей, переобуваюсь. Я никогда не говорю, что я святая. Я тоже могу нагрешить. Знаешь, можете друг друга, там, кто может другого обнулить, там, знаю, все точно такое. так же, Ну, я, как и вы если друг друга подключаюсь, членоговорящим если я подключаюсь, короче, никто не увозит, понимаете? Да, конечно. Нет, Локи, просто Спасибо, Александр. для меня, как бы, люди, которые гасят свой же народ, это не народ в целом.
так же, допустим, как и вы. А тем более, когда человек Да. заходит, не зная свою историю, как его, короче, их на место посадил наш народ и пытается народ, которого его народ, ну, ихнего хана посадил на место, пытается их как-то упрекнуть. Это же вообще, блин, я абсурд больше этого никогда не видел, блин, я не знаю. Вот и я про то же, поэтому, знаешь, я вот как бы, знаешь, желаю им, чтобы у всех мозги появились наконец-то. Перестали прогибаться Вряд ли. друг под дружку. Ну, Любить, Газпром. уважать, да. Газпром. Газпром мечты Нет, Велистрой мечты сбываются. Уже все, уже Газпрома больше нету, да? Давай этот Газпром. Уже пару дрончиков пролетело, уже все, да, спасибо. Знаешь, не смешно. А есть бензин? Вот А вообще подожди, не бензин смешно. есть или нет? Бензин есть там или нет? Есть. Нет, есть. В Москве есть? Есть бензин, конечно. Точно? Ну, у меня батя вчера заправлялся. Маме По всё. талону или как? Нет, обычно. За денежку. А сколько литров можно? Ну, не знаю, он где-то 30, по-моему, 35 залил. Я наушился. Давай, вон всё. Просто странно, просто все публикуют, прям в Москве, там, у меня знакомые. Знаешь, я тоже могу напубликовать. всякие. Нехватка бензина есть, там говорится. Прям в Москве есть. Чеченцы тоже заходят, честно. А вот, ну, там, врать ему смысла нету, зарплаты все обсуждали, вот, бензин, ну, есть там нехватка бензина? Не, Локи, на самом деле, даже вот у меня в городе вроде все нормально с этим. То есть, ну, есть очередь, да, не спорю местами. Но Ну, потому что не хватает, не все заправляют, ну, смотри, они это, ну, нехватка бензина же есть по факту, вот. Я не скажу, что мы прям купаемся в бензине. Есть что-то, но это не значит, что мы прям тут вообще бедствуем. Нет. Ну, и ограничений нету. Там 30 литров максимум Ну, я на говорю, у меня вот каждого. отец заправлялся, типа, он говорит, я в этот раз 30 залил. Я такая, ничего себе, типа, ну, по 20 же, типа, в день. Уже все норм, говорит. Вот уже вот были проблемы, уже стабилизовали. Получается, да, это? Ну, скажешь, что нет. Ну, стабилизуется потихонечку, оно же не вот так резко происходит, там, по щелчку пальцев. Спасибо, Вика. Вот. Злорадствовать понял. это нехорошо, Локи. Я не На самом злорадствую, деле, я это вообще, очень где я страшно. злорадствую? Не, Ты у нас понимал, тоже бывает чтоб ты там, ну понимал, вчера просто около у моего нас дома бывает такое, взорвалось. у нас, Ты понимаешь? офигеть. Вчера около моего дома взорвалось. Еще бы чуть-чуть, Я и мне хана была. уверен, я вот уверен, этот момент Это не ты смешно, шахаду это очень произнесла, страшно. ты шахаду произнесла в этот момент 100%. Да, православную шахаду. Слышал Спасибо. прекрасно? Шалом, здесь кафера можно заходить сюда? Конечно. Тут, в принципе, кисломолочный. Спасибо. Шалом, Локи, шалом вам, девушка. Шалом, 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 шалом. Шалом. Вот я вот, кстати, вот сейчас слушал вас, а причина, почему вот это вот сейчас все это произошло с бензином? Есть причина вообще, вам объясняют? Ну, потому что НПЗшки наши бомбят. Ну почему То бомбят? есть запас. Почему бомбят? А вот спроси. У них там свои терки у государства. Как говорил это, да, Медведев, денег нет, говорит, ну вы держитесь, говорит. Да. Не, знаешь, вот Или, клянусь, может, вот я чуть клянусь, по-другому вот я хотел насчет выразиться. одного, знаете, я насчет одного удивляюсь каждым днем. Если был пророк, это был для чеченского народа, то это Дудаев. Он пророчил, он сказал, будут гореть, если не опомнится Россия, будет гореть российские города красным пламенем. Были такие фразы? Есть видео в интернете? Есть. Ой, как Вот. ты любишь это. Твоя. Не, я люблю своего, как бы, героя, своего народа, как бы, конечно, люблю его, как нет. Благодаря ему, как бы, мы оставили и защитили, ну, свой народ, но не сумели его, это, без, к сожалению, он был бы жив, и до сей день мы были бы независимы и свои государства. Но, к сожалению, без него народ не сумел дальше, как бы. Вот. Если сумели бы как бы ценить и не продавать, то тогда и сейчас было.
Поэтому, конечно, я буду про него говорить. Нет, я в плане того, что злорадство, что обидно. Нет, ну он совет дал. Ну, совет, если не Я принимает, знаю, что сказать? понимаешь, Если всё ты зависит говоришь, от... смотри, ты говоришь, один стол рядом стоит, говорит, я хочу зайти в этот дом, короче, отсекирить людей и забрать что там. Если ты говоришь, тебя в тюрьму посадят, он идет и это делает, его потом в тюрьму сажают. Это как понять? Ну, это? Ты не скажешь, правильно сделали ему это. Я говорила, не убивать. Ты не скажешь это? Так, подожди, ты сейчас цепочку потеряла. Ну, цепочка, смотри, 50 тысяч детей убитых. Это как бы, за это как? Чеченских детей? Ты про сейчас... Чеченских, да. Чеченских, да. Теперь вопрос. За 2 года, даже 1,5 года. Ну, естественно, надо... Ну, Ну по вот. идее, месть, А как, да. смотри, а ты говоришь злорадствовать. А как на эту власть радоваться мне надо? Что, плакать Нет, надо, если я не у имею меня в в виду народе радоваться. столько? Нет, я не про власть тебе говорю, злорадствуешь на власти. На власть мы и сами злорадствуем. Не, я буду рад, знаешь, честно, я скрывать не буду, если в России не будет полностью бензина и электричества. Знаешь почему? Единственный путь без армии, без ракет, без ничего, без всего этого у них не будет. И мы спокойным духом, мужеством сможем выйти, короче, из этого всего и быть государством, понимаешь? Вот поэтому, как бы, если такое произойдет, это как не из-за того, что я рад, что у вас ничего нету, нет, а из-за того, что я буду рад, что мой народ как наконец-то сможет освободиться от этого и все, от этого рабства. Не, ну там разговор Из-за того- чуть о другом, да, Луки. Опять же, как ведет себя сам народ, как бы, в России, да? Это нас, говорит, пипи, говорит, а мы, говорит, крепчаем, как бы. И они вот якобы, да, и все, и прут, и так гордятся еще этим. Как бы разговор больше об этом. И когда вы это получаете, как бы, получается, хочешь не хочешь сказать, что вы заслужили, да? Хочется, ну, как вот, навязывается само по себе, да, вам такое сказать. Вот, Не, знаешь, ну вот, да, нету, знаешь, вот, да, не, смотри, нету тех людей, которые сидят там и выходят массово, или там людей собирают, митинги, прекратили, чтобы войну в Украине. Нету таких людей, знаешь, и в Чечне не было, когда на нас война была, таких русских не было. Может, где-то кто-то дома сидел, говорил, да, против, я не спорю, многие были против, ну, никто не действовал. Понимаешь, просто существовали масса и все. А никто, я сейчас даже живой, например, сколько лет уже длится эта война, 4 уже. Никто, уже 5-й год, никто ни разу такое не сделал. Ни в эфирах там не призывают, чтобы остановили войну, ни митинги не устраивают, ничего не делают, понимаешь? А наоборот, есть у нас массово видео, без конца можешь зайти, где вперед Россия кричат. Спасибо большое. Раз, благодарю. Понимаешь? Чтобы ты понимал, и митинги были, и посты писали, все делалось. Только кто слушает обычный народ здесь? Там подумай. Мы просто обычные... Вот, без народа нет и власти, без народа нет и власти. В нашем случае это не работает, к сожалению. Работает. Если каждый народ, каждого Да своего даже ребенка, подожди, каждый народ своего ребенка, если даже те властях работают, дома оставили бы, сказали бы, никто никуда, все, финито, тогда что, ни войны, ничего не было бы. Как это, народ есть вот это все, на самом деле. Если не было бы среди народа людей, если все массово, все вышли бы, против митинг сделали бы, народ, хоть власть что угодно задавили бы. Никто не смог бы как бы не войну устроить, ничего. Без этого народа, как, с кем он будет? У него что, роботы есть, что ли, чтобы их туда отправить? По-любому кто-то все равно пойдет. Тот, кто больше боится, или там... Не или просто еще тот, что-то. кто, а многие идут, понимаешь? А тот, кто не идет, мы не видим, просто нету не идущих, просто мы не видим этого. Вот в чем проблема.
Надеюсь, что все скоро Да, взяли вместе на дроны исправится. перейдут. Тут, короче, уже все очевидно. Короче, не вывезут это, короче, за Украину, мне кажется, за 3 максимум, реально за 2 дня, как я этот говорил, реально за 2 дня, короче, возьмут Россию. Ты че, братан? Если с дронами дело пойдет, Украина тут шутить не будет. У них по всей России летают, они как у себя дома, эти дроны, короче, где хотят, как им по кайфу. Это факт. Пока тут армия Иисуса книгу пишет, короче, православный мусульманин у нас появился, короче. Это как я там дебила звали, блин, забыл. Алло, Крингс, алло. Да не, нормально. Да, там самая фигня это все, конечно. Вообще лучше без ничего. Задолбали эти войны, честно. Блин, куда каждый, кто хочет, куда хочет, вступает, делает, что хочет своей страной, если народ не против, блин. Не то, что там лезть куда-то каждый сам со своим страной, если каждый разбирался бы, не лез бы никуда, было бы охрененно. И своей гребаной религии тоже не лезли бы никуда нахрен. Свою религию в своем доме, своей нахрен голове оставить надо каждому, и все будет идеально. И религию, и, блин, свои, блин, это шизы, которые у меня бывают, вот и все. Блин, меня послушаешь, с ума сойдешь, блин. Че злой сегодня такой? Ну, смотри, получается, как... Я не злой, я просто это по каждым разам, это охреневаю от всего этого. Чтобы доказывать себе, что ты прав, надо кому-то рассказывать, что он не прав, понимаешь, в чем дело? Так логика работает, как бы, да? Он это да что нет, надо каждому, знаешь, как у нас есть понимание в чеченском культуре, если, как говорится, знаешь, у нас сейчас тебе на русский дословно не смогу, но я смысл объясню. Вот, типа, если кому-то что-то желаешь, сперва пожелай это себе, ну, знаешь, если ты себе не пожелаешь того, не желай другому, знаешь. Вот, типа... Ну, так даже по логике вещей, как бы, происходит все, вот видишь, Поступай к человеку так, как ты хочешь, чтобы к тебе поступали. Ну, это стихи, Михи, ну, у нас как по логике идет. Если желаешь кому-то чего-то, не злорадствуешь или что-то хорошее, да. Тоже, ну, вот, ну, как бы по-другому у нас это будет. Вот так, что нельзя, как бы... А тут, вот так получается, задолбали эти религии, поэтому... Есть тут будалак, есть тут какой-то? Вот свободный, ты мусульманин же вроде бы, нет? Или вот ты же мусульманин. Ва ахлан ва сахлан, поднимись. Ну что мусульмане боятся подняться? Не знаю. Тебя боятся. Свободный, тут двое сидят. Не знаю, какой из них мусульманин, но один точно мусульманин. Да, обоих поднимаю. Поднимайтесь, да, обоим кину. В запросах. Ну, не в запросах, а там среди гостей. Сейчас наплывут, сейчас обед, просто все кушать, ушли, короче, тоже все несколько ушли перекусить, сейчас все обратно придут. Что-то когда до еды доходит, все слабым становится. Ай-яй-яй. Не, я на обеде слушала эфир, я просто отключилась. Если есть там, позовите, у вас в друзьях где-то репостните пару мусульман. Вот Киборг, Тимирнан, ты мусульманин был? Нет? Вон, его тут нет, я его позвал. Надеюсь, зайдет. Не, астафурло. Я просто... хорошо, ладно. Бедный даже под раздачу чуть не попал. Алло. Добрый день. Кефир или? Добрый день. Ты тоже кефир, да?
Не, мой друг, я израильтянин. Ага. Ну, не мусульманин, значит кефир. Сейчас по-любому тебе по мусульмане подымутся. У тебя уже 2 еврея. Ты знаешь, как с удочкой должен сидеть, как бы, да, брать, как еврея сажать. Да всякий пожар, да, чтобы тебе 100% поднялись. Ну как наживка на удочку. Как наживку, да, туда-сюда. Ай, блин. На разном уровне, знаешь, как раз у меня есть удочка, там на 2, на 3 крючка, и там поэтажно насаживаешь червяков. Тут на первом линии, на втором линии по одному еврею. Сразу попадется один большой такой жирный, такой обязательно. О, я не против. Килограмм так под 80, короче, знаешь, хрень бородатая. Обязательно появится. Мне кажется, у них и пузо весит 80 килограмм. И одна борода, тоже веник, который есть. Блин. Я не знаю, вот реально ихняя профессия, честно, вот ихняя профессия — это уборщики на улицах. У них веник даже им не надо в руки брать. Прикинь, у них уже все есть. Просто ходить, просто этим. А? Говори. Ну, она и так самая грязная. Она грязнее, чем, прикинь, сортир в общественном туалете. На бороде больше микробов, чем в этом сортире. Там химия и не химия, ты можешь этот сортир почистить, убрать. А на бороде ты не можешь его кипятить, чтобы определенные микробы, чтобы убить, понимаешь? Там до хрена микробов в бороде бывает. И кожу не видели человека, который побрился, как будто у него эта кожа, не знаю, как черви кушали, бывает постоянно. Вот. Да не бороду большую оставлять. Плохая блоха не может сесть на этого, знаешь, на правоверного мусульманина. Это по-любому все свыше, как это, то, что было этот в Мекке. Смотри, говорит, на меня, говорит, муха, говорит, села, говорит. Даже, говорит, муха, говорит, не боится, говорит, на человека, говорит, садится, говорит. То, что там говном пахнет, как бы ничего такого страшного, как бы до этого не додумался. И блохастый тоже это. Если блохастый, это все от Всевышнего 100%. Да, я видел там одно видео, из-за ихнего пота сели там эти мухи, да, тот снимает, короче, опарыши, прикинь, на спине. Она аж яйца положила муха на его спине, короче. Да, наполовину открытая, короче, опарыши, прикинь, белых. Он еще, какая муха? Конечно, на говно села муха, что там? Естественно, будет. Ай, блин. Не, ну как он перевернул все это, как бы. Муха, говорит, не боится, говорит, даже здесь, говорит, она. Ну да, что говна бояться? Да, вообще, конечно, там это... Молодцы, там интеллект, конечно, блещет. У него там такой фарш идет, блин, мужчины, женщины, блин, пальцы, руки куда-то туда-сюда лезут. Даже и мужчинам там, короче, 5-ю точку пальца суют, я серьезно говорю. Представляешь картину? Там давка идет жесткая, и там лишь бы кому засунуть, там всех категорий они бывают. Так что охренение полное. А их даже разделять как-то, не? Вот женщины, допустим, да, вот мужики, ну, мужики даже какой-то там... Ну, тогда никто не поедет, Если ты будешь мужчин, женщин разделять, смысл туда ехать? Там же, блин, можно бесплатно лапать, пальцы сувать. Я серьезно говорю, никто не поедет. Это чья-то жена получается, правильно? Это чья-то жена как-то да идет. Да им пофигу, да им что, там все равно автоматиком этот грех очищается. Это самое все. Понимаешь, там у него даже этот не касается этот грех, как бы нормально все. Если ты скажешь отдельно женщины и мужчины, там никого не будет. Там вообще никто не поедет. Нафиг им это надо тогда? Да, мусульмане, никто, если женщина вместе с вами не будут хадж делать, никто же из вас не поедет. Да, мусульмане? Я же прав. Мы-то с вами знаем, почему вы туда едете. Кто-то может доказать обратное, что он туда поехал и не коснулся женщины. Сразу. Чтоб кто-то не коснулся женщины, кто поехал туда. Есть кто не коснулся? Ну-ка, давайте.
Кто не коснулся чужой женщины, есть там кто? Или женщина, которую мужик не коснулся, то есть там одна женщина? Есть там? Или один мужчина, который, или одна женщина, которую мужик там не коснулся, не лапал, ни булки, там, ни сиськи не лапал, или пальцы не сувал. Есть там такое? Нету, все через это там проходит. Хорошо, что это накидка есть, а то раньше полностью голыми еще они ходили. 7 кругов. Это вообще там вообще оргия была бы тогда. Накидка это что получается? Он как бы без трусов, он должен, сказать, голым быть, правильно? Или как это? Потому что они накидку не на себя знаю, делают. честно, по-разному у них трусы бывают. Но это накидка, чтобы это до колен и до пупка аурат закрыт, а все остальное мужчину можно открыть. Пупок от пупка до колен, если все закрыто, все остальное можно открыть. Мужчина. Так в чем проблема оставаться одетым, в штанах там бегать? Я не знаю, честно. Ну, раньше и женщины, и мужчины голыми обходили, короче. Я говорю, хорошо, что такого сейчас нет. Ну, это же у них сейчас типа как называется, состояние храма вроде как бы, что женщина остается А в то время в своей тоже одежде. они были. Ну, в то время тоже было. Хотя и хиджаб был изначально не способен, чтобы жены Мухаммада укрылись, и все. Не, ну то, что они как бы там одевают на себя все вот это, арабы, как бы это все связано с солнцем, с жарой и так далее, как бы, да. Оттуда вот Мухаммад, наверное, ходил-то по пустыне. Так это у них что-то вроде традиции такой. Ну, а зачем они раздеваются, как бы вопрос, да, вот раздеваются и бегают. Ну, это типа намерение, типа чистое намерение. Самый прикол, знаешь, это обряд доязыческий, обряд до ислама, который у них был, это тот же обряд, чтобы ты понимал. Марш. Шалом. Представляешь картину? У них язычество до ислама, они этот обряд совершали. Полностью голыми. Накинули накидку, и то же самое против часовой стрелки 7 кругов. То же самое. Потом между двумя этими горами бегать. Тоже языческий обряд они совершают. Если весь это, камни кидать, все это. Если все это ты не совершаешь, то хадж не считается полным. И все эти обряды до исламские языческие обряды арабов. Представьте, это в Коране. Блин, вы что, это же дебилу понятно, что вас наебывают. Алло. Я, кстати, на втором своем аккаунте выложила видео по этому поводу. Прикинь, Маршо, прикинь, вот у нас зикр есть, например, вот у нас тоже свои обряды там языческие. Прикинь, если мы говорили бы, что это от истинного Творца, и что весь мир этого делал, прикинь, и приписали это Творцу, какого-то пророка придумали бы себе. Это такой херней они свои язычество приписали и сказали, ислам это истина, это от Бога истинного, которого зовут Аллах. Языческий Бог Аллах, у которого 3 дочери, прикинь, и 3 дочери тоже упоминаются в Коране. А зикр это военный танец, да, это связано с чем-то с этим. Да, военный обряд, или когда человек умирает, тоже вот такой обряд. Его, как бы сопровождали к миру мертвым, скажем так, вот такой обряд был. Да. А сейчас поменялось же даже вот этот вот зикром же. Типа вместо какого-то языческого... Слова говорят. Слова, смешивают. И Аллах говорят, и языческие слова говорят. Аула, улула, это языческие слова. Дело это языческий Бог. Они совершают этот обряд, взывая языческому Богу Делла. И еще туда Аллаха добавляют тоже какого-то. Сейчас тут постепенно убирается. Да. Винегрет, оливье, салат Цезарь. Его полностью хотят убрать вообще. Хотя, можно сказать, уже сейчас убрали. буду делать сельду по чубу во имя Аллаха. Не надо, пожалуйста, этот салат трогать. Прикинь, Маша, подумай одну вещь, самый прикол. Вот Коран подтверждает, что Тора и Библия от него, получается, 3 писания от Аллаха. Смотри, Торе он запрещает свинину, в Библии он разрешает свинину, а в Коране опять запрещает свинину. Это как понять?
Логика. А третье, вот он же говорит, что это от него описание. Так, в Торе запрещено свинина, в Библии она разрешена, а в Так я Коране тебе она еще хочу запрещена. сказать, что в Значит, Торе запрещено есть значит, верблюда, Аллах Да, разрешил. да, в в исламе, Коране да. разрешено, да. А в Торе разрешена алкоголь, и в Библии, и в Торе разрешена, и в Библии разрешена алкоголь. Ну, как бы, а в Коране запрещена. Не, ну у нас какой алкоголь разрешен? Разрешена это- только в раю. Не, у нас Ну, у вас разрешен праздники алкоголь. есть, где пьют. Да, у вас праздники Да, есть, но где если пьют у нас вот. на Пурим пьют, напиваются, как бы можно напиваться, но у Вот. нас опять же это алкоголь А должен, в он должен Библии быть же как Не, бы... ну у нас запрещена же, как нет? получается? У Ну, нас ну, это не ничто имеется не в виду запрещено, алкашом но быть. Не, Да, это можно, ну, опять же, у я нас к тому, что кидуш, есть, это вино. да, ну есть я к тому, что лазик, ну, как бы в исламе полностью запрещено. Я Вот знаю. такого Ну, в полностью исламе, запрета да. нету. Ну, меры есть, это там, у вас праздники есть, где его наоборот пьют, как бы, знаешь, но наоборот запрета нету. А тут о первом том запрета нету, а тут ну, дозволено, даже праздники есть, где вы пьете, вот, а тут уже запрещается, короче. Я по поводу насчет зикра, знаете, я любитель сам же делать зикр. А самое интересное, знаешь, что, Маршал, самый прикол, знаешь, что, смотри, в Коране запрещена алкоголь, а Иисус, это кто является у нас? Это же пророк от Аллаха, да? Да. А он палец засунул в воду, из воды сделал вино и напоил их всеми, всех людей, пророк Аллаха. Это как получается? Так это значит же какое-то лицемерие, нет? Получается, да, тут бред получается. В одном месте можно, вот пророк поет вином, короче, а в другом месте, короче, Мухаммад запрещает из-за того, что пьяный хлам его дядя, короче, ночью перерезал всех верблюд, короче, которым они должны были напасть на кого-то. И нахрен Мухаммада посылает. И тот, короче, от паники, короче, говорит мне, Аллах звонит, короче, и запрещает алкоголь, представляешь? Я серьезно говорю. Аллах. Один раз на лошадь он сел, и лошадь его скинула с себя этого, ну, короче, не будем это, ну, ПДФщика. И после этого он за всю свою жизнь больше на лошадь не сел и назвал ее шайтаном. Лошадь назвал шайтаном. Значит, лошадь тоже запрещена в исламе? Если он так ее называет. Не кушать нежелательно его тоже. Ё-моё. Не, ну кушают. Да, у нас чеченцы полным ходом его жрут. Она На очень полном. Ты вкусная. что, угораешь? На Чечне ты рынок пойди, там сушеное мясо везде. Ой, самое лучшее вкусное Амина мясо. самое вкусное мясо, согласна. Да. Нет, Это я- самое лучшее. Я себе не представляю, кушал колбасу кушал, как бы, ну прям мясо, я шашлык не поел. Не, сушеное мясо надо. Прям Нет, даже шашлык нет, из просто калины мясо само вообще сушеное, дерьмо. А вот копченое, именно сушеное мясо, мясо. кушал. да, оно вкусное. Или Ее надо казу, вот брать допустим, вот так, вообще как прям рыба идеально. есть сушеная, вот как сушеную рыбу кушают, вот так ее надо. Блин, это жизнь, Ну, никогда ты вкуснее вяленое мясо не вяленое поедите. мясо. Я кушал. Да, вот вяленое. Колбаса из камина Блин, вообще это тема. что-то с чем-то. Казах давал какой-то, знаете, как колбаса, знаете. Ну, казахи тоже очень это Ну, любят. колбаса из камина, казу. Самая вкусная колбаса в мире. Вот. Не знаю, я давно это не кушаю, все Идеально. эти вещи, как бы раньше все кушал. Вот. Потом начал продерживать Не, я традиции. честно, была бы, я сейчас покушал бы, вот хоть сейчас эту лошадину, ну, блин, нету тут, нигде не купишь такого мяса, блин, как у нас. Приезжай в Они не Рашку. это самое. Да, нет, это самое. Не до такой степени хочу кушать. Спасибо. По почте пусть отправят. Не, пока по почте отправишь, она испортится колбаса. Максимум сушеное мясо можно отправить. Не, тут я где-то видел, а найду, куплю по-любому. Это самое. Ладно, Тут Лок, есть, ты мне которые приносят в геолокацию скинь, магазин. я тебе сушеное мясо вышлю. Да. Хорошо, прям сейчас. Не знаю, мне было тяжело отказаться, когда я перестал кушать. Вот от сала, честно. А потом как-то Сало? Да. Я все ел, у меня получается, когда папа умер, как бы я, кадиш читал, у нас кадиш называется. Надо год ходить в синагогу, читать кадиш, как бы, да, помогать душе это попасть. Ну, это наше, да. И я вот потихонечку, как бы, да, но я больше перестал это делать уже, сколько уже, больше 10 лет. Есть, и это больше для меня, это моя связь с моим народом, да, скажем так. Это не религиозная какая-то тематика для меня. Это больше связь с моим народом. Мои традиции, скажем так, да. Я это так воспринимаю. Я вот перестал кушать все эти там некошерные вещи, все такое, молоко с мясом мешать и так.
Кстати, я даже это на втором аккаунте выложила видео, где в Библии, ну, в Евангелии Иисус осуждал тех, кто детей к греху склоняет. Ну, то есть... и привожу пример, то, что Мухаммад растлил, осуждаем ребенка. Вот. И на меня, короче, как начали там наезжать мусульмане в личку. Это так ржачно стало наблюдать. У них агония началась. Ну, Герда, Ой, я это вообще привык. Я когда в ВК вставляю в карму, то меня начинают все осуждать. Мусульмане, где вы, мусульмане? Уже 3 еврея, 2 еврея, 1 еврея. Тут уже 3 поднялись. Давайте, где вы, мусульмане? Что-то сегодня... Ну, бывало, очень хорошо клевало, утром было, короче. Ну, сейчас что-то, после утреннего, короче, это поклево, больше что-то нету. да, время намаза У меня закончилось. вопрос такой, как бы, что это за камень такой, куда мы все поместимся и спрячемся за ним, чтобы нас не было видно? Что там за камень такой должен быть? Или Ни один камень вас не спасет. Ни один камень, ни одно дерево вас не спасет. Каждое дерево и камень будет говорить: за мной прячется еврей, о мусульманин, отсеки ему бошку. А прикинь, Кааба еще, сама у Каабы руки вырастут, руки, ноги вырастут, прикинь, и глаза, и рот появится, прикинь, а Кааба, дырка-то у нее уже имеется, которую они лижут, прикинь, еще глаза, все появится и заговорит. Судный день. Я серьезно говорю, представь, судный день вот так будет. Блин, почему, что курил этот чувак, когда это писал? Мне кажется, это... есть же у них сказка, типа «1001 ночь» Шахерезада. Мне кажется, это вот они писали. Это что за кава? Прототип, что ли, будет? Я не знаю. Воплощаться прототипом он будет. Вот и Герда подними на улице. Пришли. Все, так жарко. Сейчас поднимем, секунду, у меня руки просто мокрые. Так. Что, посуду мы? Нет, уже помог. Ладно, ребята, еще раз хочу с вами поздороваться. Ассаляму алейкум. Всем привет. Шалом. Салам, девушка. Алейкум ассалам. Здравствуйте. Как ваши дела, дорогие мои человеки? Все прекрасно. Кошмарим, как всегда. Слава Богу. Жарко у нас страшно в Израиле, жарко. У нас утро только началось. У нас 36 градусов тоже. Пошлите мне солнце кто-нибудь сюда. Россию не хочет, отказывается. Никак не хочет. Говорит, там много дронов летает. Короче, не хочу в Россию. Нет, в Самаре жара, там под 40. Фигач. О, а вот в Питере холодно. Самара городок. Тут вообще жестко в Москве. Чего вы не в Питере правильных вот местах живете, ребята? Ну что с вами? Ну я чисто по работе, у меня выхода нет. Ага, окей. Как бы я сейчас бы на Волге бы рыбачила и кайфовала. Но, увы и ах. Меня лишили отпуска. Надо все вместе собраться, поехать, короче, на Волгу. Да, кстати, было бы прикольно. Локи, давай приезжай, поехали на рыбалку. Да мне тут просто метров 10 дорогу перейти. Раздевайся. У меня Средиземный океан, который море, точнее, которое попадает этот самый Средиземный океан. Так куда мне ехать еще? У меня есть с другой стороны еще океан, если мне если надо. Ой, все. Где солнца нету.
Даже солнце отказывается туда. Локи, а ты давно уехал вообще со страны? Да, 17 лет. Понятно. Я Я тоже, 35 лет, ребята. я тоже хочу свалить. Никогда не поздно. Я вовремя соскочил, но сейчас тоже не поздно. Границы закрыты, брат. Можно, да, через Турцию можно, все открыто через Турцию. Да нет, летать можно спокойно. Единственное, что с визой проблемы-то это получить. Да, кстати, и прямо ага, да, Герда. Ты до переезда в Чечне жил или где-то в России? В Чечне жил самой. Понятно. В Грозном жил. А у меня... Что в станице жил, было в первой войне Ингушетии было жил. Моя бабушка, это вернее сестра моей бабушки, была почетная учительница в Грозном. В школе преподавала. Много-много лет. Что-то вижу, то, что у нас евреи, да, в Чечне были когда-то. Много. Да, много было евреев, Да, много их было, особенно горные. Горские. Да, горские, точнее. Да, от Чечни и потом в Дагестан переходили, тоже большие диаспоры были еврейские там, а вот эти горцы, таты их называют тоже иногда. Горские евреи. Ну, мы не таты, как бы, да, нас сравнивали с татами. Да. Да, но это там другая причина. Мы горские евреи, как бы, да. Вавилон, Губа. Нет, Вавилон, Персия, Губа, и вот мы разошлись по Кавказу. Мы один из автохтонных народов Кавказа. У вас там в Грозном есть какая-то речка. Река, сейчас не вспомню ее название. Не знаешь, как река в Грозном называется? Терек, что ли? Река? Не. Это не река, а ты про это говоришь, блин. Сейчас это самое. Короче, она течет Черноречие говоришь, про Черноречие говоришь, нет? Я не знаю, но она не стоит, она течет постоянно. Есть такая река? Урзун, что-то такое. Есть название, нет? Или я может, неправильно говорю? Нет, такого я не знаю. Терек есть. Точно. Казин, а мне это другое. Вот Сунжа пишет внизу. Сунжа? Сунжа. Вот, по-моему, Сунжа. Есть, Сунжа есть, да. Она постоянно течет, эта река, правильно? Это не стоячая вода. Аргун, Терек, Сунжа. Вот, Аргун есть река? Есть. Вот. В Аргуне утонул вот этой учительницы сын маленький, 2-летний. Аргун. Это тоже мальчик был, этот ингуш? Не, моя бабушка, у которая вас было. была там учительница, вот в Грозном, вот у нее утонул 2-летний мальчик в этой в Аргуне. Вот, я это просто помню, знаю. Там озера, реки, как бы там больше такое. А нас татами начали называть это во время Второй мировой, как бы. Тогда оттуда вы и дальше пошли. Всегда писали евреи. У бабули было написано еврейка. У мамы, у отца было написано. Нет, у мамы 53-й год уже было написано тат. Таты, почему? Опять же, после Нальчик же был оккупирован. Нальчик, Грозный тоже, по-моему, немцы заходили. Бабуля у меня Грозненская. Бабуля Грозненская, да. Я знаю, что там уже, по-моему, немцы были, да, в Грозном? Нет, не было. Но Нальчик был оккупирован. И начали, как бы, нас представляли вот горские там проживающие все кавказцы. Нас, чтобы немцы не знали, что мы евреи, как бы называли нас татами в честь тех татов, которые проживают на Кавказе. А таты — это мусульмане, это тоже один из народов. Они, по-моему, больше к этим, к тюркам.
Или к персам? Нет, к тюркам, кажется. Не, ошибаюсь. Еще раз, это больше к персам, да, они относятся. Но это один из тоже из кавказских народов. И в честь них нас начали называть таты, да, чтобы не знали, что мы евреи. И в документах тоже начали писать в паспортах таты. У меня, допустим, по-моему, в метрике было написано тат. А сейчас ты поменял или как сейчас до сих пор так написано? Не, у меня иуди написано. Мы евреи. Таты, опять же, по той причине писали то, что я же говорю. Опять же, я благодарен кавказским народам, то, что вот они не говорили, немцы заходили, евреи есть, нет, евреев нет. А твой сосед кто? А там, допустим, евреи живут. Они говорили таты. У меня бабушка родилась в Грозном. Ее мама родилась. Ее, получается, бабушкина бабушка замуж вышла, ее засватал еврей, приехавший отсюда. Да? Он приехал, получается, тогда была Палестина. Территория, да, моднатая тогда уже англичане. Я, конечно, вот, извиняюсь. Вот он приехал на Кавказ, как бы засватал в Грозном, засватал свою бабушкину бабушку. А то, что евреи верить там в демона и все такое, это же неправда же? Неправда, какие демоны будут? Полная глупость, какой демон. А вообще, демон вообще редко упоминается или вообще не упоминается в Торе, как таковой. Просто меня в мозги это прям добили. Мальчик, это Я все думаю, просто- впитывалось в мозги для ненависти евреев, что евреи были там жадные, банками управляли, тем. Это было для демонизации евреев, чтобы было легче их ненавидеть, понимаешь? Ну просто меня постоянно в детстве я слышал то, что там вы верите там какого-то в демонов, то, что вы там целуете, убиваете детей, там, ну вот это вся ерунда. Послушай, евреи единобожники. Мухаммед единобожие взял от евреев, если что, вдруг. Не, я ничего против не имею. Интересуется, да, такой темой, да. Я понимаю, да, но так интересно, вот эта вот демонизация, она же никогда никуда не пропадала. Я Это просто- постоянно вселялась в умы людей. Что вы ждете появления Даджаля у нас, говорят? Даджаля, да. Не, ну якобы наш мессия будет, он будет Даджалем, кого мы ждем, он верит, что Да. Даджаль, да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Возле. Да, леса. Вообще интересно было бы заняться вот такого рода деятельностью, собрать вот эти все стигмы по поводу евреев и в один сборник, ну и, наверное, назвать эту книга или сборник человеческих глупостей, потому что вот эти стигмы, которые вот про евреев вот веками выдумывались и в Европе, и в разных местах, ну просто если их собрать в один сборник, то, наверное, смешнее или глупее этой книги, наверное, ничего не будет. Вот, Можно здесь снять. Ну, а я тебе скажу, почему глупее не будет, потому что их выдумывали тупорылые исламисты, вот это вот кровь в мацу, вы помните, да, все? Да. Вот это вот все, это туда же нужно отнести. Это вообще какой-то кошмар. Я поднялась, что я себя не вижу. Да. Меня слышно? Да, Вика, привет. Привет, у меня что-то все зависло. У меня зависло, вообще ничего не видно. Привет. Я просто хотела сказать по поводу Даджаля, что они считают, что это будет Машиах, которого мы ждем. В принципе, в христианстве такое же верование, да, они считают, что Машиах, которого ждут иудеи, является антихристом. То есть, как бы то же самое, они это списали у христиан. Эту часть, да, потому что христиане считают, что Машиах, которого мы ждем, это будет антихрист, который воссядет во храме, да, и назовет себя царем, и как бы будет благодать, и все, в конечном итоге это все будет, извините меня, наебка для туристов, и все пойдет
Ну, дальше поняли сами. Ну, Поэтому христиане это по причине именно говорят, поэтому... Все пойдет по сунне, да? Да, поэтому именно это верование они взяли у христиан. Потому что мы не приняли Иисуса как Мессию, правильно? Да. Поэтому мы считаем, что Машиах, то есть Мессия еще не пришел, а христиане считают, что Мессия – это Иисус. Ну, там уже одновременно и Сын Бога, и Бог, и вот это все то, что верят христиане. Вот. А так как мы его не приняли и до сих пор ждем Машиаха, а они считают, что Иисус должен прийти во второй раз, и тот Машиах, которого мы ждем, будет как раз-таки его антагонист, да, антихрист. Вот. Локи, да, я перезайду, пожалуйста. Даже микрофон себе выключить не могу, если я не вижу, у меня все зависло. Хорошо, только подними, пожалуйста, а то 3 часа жду. Все. У нас есть такое выражение, как бы мы пережили Паро, египетский этот был фараон, когда выходили с Египта. Переживем и этих дебилов тоже. Вообще вот для информации даже... Все нормально. Если вот возвратиться к теме по поводу того, что вот это евреи кровь пьют. Вообще среди монотеистических религий, естественно, иудаизм первый, а вообще среди остальных религий даже прямого запрета на употребление крови вот в пищу нигде не упоминается, кроме иудаизма. Иудаизм – это первая вообще религия, которая обозначает, там прямо написано, что не употребляй мясо животного с кровью его, ибо душа его находится в крови. В Торе это... Запрет на кровь и на удавлено. Нам нельзя, ты в магазине, когда покупаешь мясо, кошерное мясо, оно проходит специальную обработку такую, как бы солевую обработку, чтобы вся кровь оттуда высосалась, да, вот нет у нас здесь мяса в магазине, если оно кошерное, оно не может быть с кровью. То, что есть, это соки, как бы, да, вот мясо, вот то, что мы как берем, мясо, как бы, ты смотришь, ты не видишь отличия, там, кошерное или не кошерное. Не кошерное, когда берешь, да, конечно, там прям все вытекает. Уже заранее это мясо продается только по такому, есть такие условия кашрут, что оно проходит эту обработку, чтобы крови не было. И потом ты можешь его как бы уже жарить, кушать, там, варить и так дальше. Христиане же, они... Должны так делать, и мы делаем. Христиане же употребляете в пищу кровь, то же самое кровяная колбаса, которую очень сильно любят. Нет, вот именно, что кровяная колбаса, она тоже нам запрещена. У нас кровь запрещена то, что было растерзано животным. То есть, вот, допустим, в лесу ты увидела животное растерзанное, да, кем-то недоедено, ты не имеешь права его кушать. И нельзя удавлено. Ну, то есть, если животное удавили, его тоже нельзя. И то, что в жертвоприношение приносили что-то, его тоже нельзя вкушать. Потому что, я же говорю, не каждый христианин является христианином, потому что если бы изучали бы Писание, знали, что это нельзя употреблять в пищу. Это грех считается. А как быть с тем, что сказал Иисус, не то, что входит и оскверняет вас, а то, что выходит? Он имел в виду, что в принципе пищу, которая раньше была запрещена в Ветхом Завете, то есть свинина, там, крольчатина, по-моему, еще что-то, то есть это нам разрешено в пищу. Вот. Но аллегория шла к тому, что раньше язычники считались нечистыми, псами, но после того, как принесена кровавая жертва Иисуса Христа, все очищены, и никто не является нечистым, то есть никого, потому что апостол Петр, он очень ревностно относился к этому, к язычникам, и Иисус его обличил в этом плане. Он сказал: я очистил каждого, и каждый удостоен спасения. Тогда к тебе вопрос. В Деянии написано. Это я поняла. Тогда к тебе вопрос. Не считаешь ли ты, так, ради интереса, что именно вот этот момент, где ты говоришь, запрещена кровь, запрещена удушливое, да, животное, которое удушили, жертвенное животное, но тем самым разрешено это, которое было запрещено в Торе. И потом Иисус говорит, что
То, что я сказала, да, не то, что входит, оскверняется, а то, что выходит. Не видишь ли ты в этом какое-то противоречие? Нет, То есть почему? Я здесь, сейчас ну, объясню. объясняю, я сейчас быстро объясню. Потому что и то, и другое, и третье, да, удушливая кровь, жертвенная, свинина, крольчатина, верблюжатина запрещены в Торе. Окей? Полностью. Все это запрещено в Торе. Потом в Новом Завете через Иисуса у нас идет разрешение на употребление того всего, что я перечислила, кроме почему-то крови, и кроме почему-то удушливого, и кроме почему-то жертвенного. Не кажется, после тех слов, которые Иисус сказал, и после тех слов, которые дали разрешение на употребление свинину, дали разрешение на употребление крольчатины, да, то есть он же все разрешает этим своим высказыванием. Он конкретно заявляет о том, что не то, что входит в тебя, оскверняет тебя, а то, что выходит от тебя, то есть твои поступки, твои деяния, твои действия, это накладывает на тебя свои какие-то, свое какое-то осквернение. То есть здесь получается его словами, его высказыванием тебе разрешено абсолютно все то, что было запрещено в Торе. Точка на этом. Могу теперь, да? Теперь Да. смотрите, как это у нас толкуется и объясняется. Все запреты, которые были в Ветхом Завете, это давалось евреям, то есть богоизбранному народу, для того, чтобы оградить чистый народ от язычников. Потому что язычники, они употребляли все подряд. Вот. Для того, чтобы уберечь свой народ от грязи, от того, чтобы они не ушли из пути истинного, Господь установил жесткие рамки, которыми придерживаются до сих пор иудеи. Для того, чтобы подготовить этот народ к более такому массовому событию, я бы так сказала, как раз к приходу Мессии. Когда пришел Иисус, он как раз вот это событие и произошло. И получается, из-за того, что к единому Богу начали обращаться язычники, вот, на Первом апостольском соборе вот, апостолы как раз приняли закон о том, что язычники, которые приходят к единому Богу, не обязаны соблюдать весь закон Моисея. Но им единственное, что стоит и предписали воздержаться лишь от оскверненного идолами, от блуда, от удавления, от крови и следовать золотому правилу нравственности. Вот что предписывалось для язычников, то есть для меня, допустим, как Ты православная? язычник. Я православная. Угу. Вот. Но в Деянии апостолов как раз видение Петра, когда Иисус пришел к нему и сказал, что Бог очистил, то не почитай нечистым. То есть это относится не только к еде, но и к язычникам, то есть к людям, которые приходят к Богу. Те, которые оставляют своих идолов и приходят к единому Богу, чтобы они их считали тоже чистыми, чтобы им давали возможность к тому, чтобы они... Да так у нас, например, у чеченцев и так не было идолов. Зачем нам Иисус? Не, вам не нужен Иисус. У нас и так, зачем нам вообще, я говорю, или Мухаммад, или кто-то, если мы и так, у нас идолов не было. Мы верили в единого Творца, мы верили, что там. У нас вообще прописано то, что есть, опять же, еще через нас должны прийти ко всем остальным народам, каких-то где там, по-моему, даже не 10, а 7. 7 законов, это опять же элементарных таких, для того, чтобы люди не кушали друг друга, и все. И вот мы даже через нас, у нас их 613, а мы должны отдать оттуда 7. И рассказать Ты вам об неправильно этом. объясняешь. Владик, пожалуйста. Почему я неправильно объясняю? Потому что это 7 называется 7 законов Ноя. Окей? У нас в Талмуде написано, если человек, который не является иудеем, но соблюдает 7 законов Ноя, он приравнивается к праведному человеку. Через нас они должны прийти, правильно, Вика? Еще не было тогда нас.
Окей? Ну, в конце концов. Это был Ной. Окей? Это были 7 заповедей Ноя, которые были даны ему после того, как потоп закончился, на небе появилась радуга. Да, и вот эта радуга, она была как бы таким заветом между Ноем и Всевышним. И были даны ему 7 заповедей. И в иудаизме считается, что они были даны всему человечеству. То есть все человечество на тот момент должно было жить по этим 7 заповедям. То есть если ты придерживаешься этим 7 заповедям, которые очень похожи на те 10, которые были даны Моисею, то человек приравнивается к праведному человеку, и, значит, ему там, дорога в рай, да, обеспечена, скажем так. Все, и вот до сих пор, да, уже после ниспослания Торы, после всего того, что мы все знаем, до сих пор мы считаем, что человек не должен принимать иудаизм, допустим, для того, чтобы быть каким-то там праведным человеком или там спастись, как говорят христиане. Ему достаточно 7 заповедей Ноя. Если он их придерживается, то все нормально. Поэтому, когда, допустим, человек решает принять иудаизм и приходит там в раввинат, к раввину и говорит: я хочу пройти гиюр, раввин его будет отговаривать и говорить: тебе достаточно 7 заповедей Ноя, зачем ты хочешь на свои плечи возложить все 613? Понимаешь? Не, ну ты красивее объяснил, да. Я просто коротко, ну так, да, правильно, ты права. Да, и у меня такой вопрос, как бы, да. Почему мы должны были принять Иисуса, если Иисус верил в ту же самую Тору, как бы, и вы то же самое, как бы, да, говорите, ссылайтесь на Тору, он ничем не, когда его пришествие, ничем не было доказано, да, то, что он есть Мессия на тот момент. Почему должны были его принимать как Мессию? Иисус, спасибо, брат. Он же как раз и толковал же Писание. Что толковал? Нет, толкователь, каждый толковал. И вот и Мухаммад тоже толковал. Но взял просто почему тогда он сказал слова, что я сын человеческий, грядущий на облаках, и фарисеи разорвали на себе одежды, которые... Они же поняли, о чем идет речь. Почему тогда эта картина описывается? Потому что они ему поверили, как бы, да, это другой разговор. А мы, у нас есть... давайте вспомним пророчество Даниила, Иезекииля и так далее. Смотрите, девушка, как написано у вас, извините, я не вижу. Нинель. Смотрите, при Иисусе, и вы должны прекрасно это знать, так как вы принимаете Танах, в Танахе написано, что с приходом Машиаха должны произойти определенные моменты. То есть все евреи должны вернуться на землю обетованную, должны прекратиться войны, перекуют мечи на орала, должны прекратиться болезни, должен быть воздвигнут 3-й храм. Это все написано в пророчествах. При Иисусе ничего этого не случилось. При Иисусе до сих пор земля была оккупирована римлянами, евреи были в рассеянии. Иисус жил при 2-м храме, 3-го храма на тот момент не было. Теперь христиане как это объясняют, что да, это все не сбылось при Иисусе, но поэтому у нас есть 2-е пришествие. И все вот это вот сбудется при 2-м пришествии. Но ни Тора, ни Танах не говорят ни о каком 2-м пришествии. В этом заморочка, понимаете? А почему он же говорил, Иисус, что храм будет построен не физически. Кто говорил? Иисус, он говорил же. Иисус говорил. А где-то в Торе это написано? Нет. В Танахе написано? Так это уже нет. в Евангелии пишется. Ну, правильно, но в Танахе и в Торе не написано, что это должен быть какой-то там духовный храм. Мы, как евреи, должны обращаться к первоисточнику. Это должен быть храм. Да, Евангелие мы... Я все понимаю, Смотрите. да, вы к Торе, я к Евангелию. В Евангелии, допустим, Иисус говорил, что 3-й храм, он не физически будет. Ну, предположим, другой хорошо, а что со всем остальным делать? Ну, что делать со всем остальным? Ну, вот есть пророчество определенного характера. Извините, я завтракаю, у меня утро. Должны произойти определенные моменты. То есть должны, как я сказала, евреи все должны вернуться в Израиль, должны все вернуться к изучению Торы. Должны прекратиться войны, должны прекратиться болезни. Это все написано в Танахе, в книге наших пророков. Даниэле, том же самом Иезекииле, Исаии, во всех.
И тут мы наблюдаем картину. Ну, хорошо, ну, допустим, про храм я как бы хорошо, соглашусь, да? Но что делать со всем остальным? Все это не произошло. Знаете, какое возражение я слышал по поводу этого? Почему все это не произошло? Потому что как раз-таки евреи не приняли Иисуса как пророка, и дальнейшие вот эти предсказания потому-то и не сбылись. Нет. Есть такое объяснение? Дело в том, что это все должно произойти перед тем, как он придет. Потому что должен прийти пророк Илья, который как бы должен превозгласить или дать нам знать, что что приход Машиаха близок. Все это уже к этому моменту должно начать сбываться. То есть евреи должны массово жить в Израиле, массово возвращаться к изучению Торы. То есть у нас евреи, да, у нас в основном очень редко, когда еврей, он уходит либо в христианство, либо там в ислам, либо еще в какую-то религию. Обычно так. Если ты еврей, ты либо иудей, либо ты атеист. Вот. И то есть те евреи, которые они атеисты, они все должны постепенно начать возвращаться к изучению Торы, да, то есть возвращаться бачува, то есть уже возвращаться к Богу. Опять-таки, у нас и войны не прекращаются. Мы это видим по сей день. И на протяжении всех этих 2000 лет со времен Иисуса, да, эти войны не прекращались. То есть всего этого не сбылось, оно не произошло. И христиане видят это, все понимают, что такое, да, происходит. У нас должно, значит, быть второе пришествие, значит, это все должно быть при втором пришествии. Но про второе пришествие нигде не написано. Ну, по-хорошему, получается, до сих пор храма и нету, как бы, а Иисус-то есть, как Сын Божий. Ну, в основном, в христианстве, допустим, если изучать ветхозаветные пророчества, они же все сбылись. Единственное, что масштаб миссии шире, чем сами просто политические перемены. Ну, как когда вы говорите «сбылись», вы что имеете в виду? О рождении Иисуса Христа, о его крестных страданиях, о его родословном воскресении. То, что в Ветхом Завете написано, оно все это сбылось. То есть вы говорите, ну, вы ссылаетесь на Исаию в основном, да? На 56 главу, по-моему, да? Исаия, Даниил, Иезекииль, Псалом Давида, 109, 21. Не, ну согласитесь, то, что не может быть, что он у нас обиделся, как бы, да, и поэтому до сих пор нету храма, и, ну, вообще, и все его пророчества, да, о нашем, ну, вот смотрите, о Мессии не сбылись, как бы, да, только по той причине, потому что мы его не приняли. Это же была задумка Всевышнего, как бы, правильно? Ну, пророчество же у нас не только внешние события описывают, но и духовную трансформацию. То есть, если бы человек действительно бы пересмотрел свою жизнь, избавился от греха и страстей, тогда бы и войны бы не было, и мир бы существовал. Но, извините, пожалуйста, мы в конце концов, получается, все равно евреи виноваты, потому что у нас... Да при чем здесь евреи? Я не сказала, что евреи виноваты. Каждый человек, даже мы, христиане. Мы, христиане, мы не соответствуем тому, что мы исповедуем. Я еще раз говорю, каждый человек, каждый абсолютно, неважно какое вероисповедание, мы все пронизаны грехом и страстями, гордынью. И если бы это все мы пересмотрели, духовно трансформировались, возможно, не было бы этих войн, не было бы этих Надо собрать, значит, 9 миллиардов человек, как бы обсудить эту тему. Ну в чем проблема? Каждый должен посмотреть проблема вообще на себя. никакой в этом нету. Просто вот ради интереса. Вы читали? Да, я еврей, я израильтянин, но сам с личным интересом прочитал и Тору то же самое, и Евангелие. Ну вот смотрите, вот вы когда читали Евангелие, вы не заметили, вот хочу правильно сказать, по-другому не получится, не задевая ничьи религиозные чувства, сразу говорю, что там притянуто за уши. Вот когда вы читаете, допустим, от Матвея, да, по-моему, это от Матвея. Первое Евангелие от Матвея, да? Нинель, поправьте меня, если я ошибаюсь. Да. Да. Вот когда вы читаете Евангелие от Матвея, даже абсолютно вот в первых главах, там уже что-то говорится, да, про Иисуса, рассказывается, и потом говорит,
И вот сбылось пророчество Исаии, которое было написано там-то, там-то. То есть это, знаете, как можно написать? Вот я возьму сейчас что-то придумаю, да теперь я хорошо знаю Танах, допустим, хорошо знаю Тору. Вот и мне нужно придумать там новую религию, например, да? Хорошо, я вижу. И мне нужно придумать новую религию. Окей, что я делаю? Опираясь на первоисточник, я придумываю для себя персонажа, вокруг которого я строю эту историю, и мне нужно подгонять это под первоисточник. Соответственно, я сочинила вот такой-то вот параграф, например, подогнала его под это пророчество и сказала, и вот сбылось пророчество, бла-бла, которое было написано в Исаии. Понимаете, о чем я говорю? Вика, можешь добавить? И при всем при этом, как первоисточник, никому никогда не навязывался. Понимаете, то есть здесь идет вот прям конкретный, вот вы когда читаете Евангелие, идет конкретный подгон под пророчества, которые были уже на тот момент известны. И те люди, которые писали Евангелие, уже, соответственно, зная, на что надо ссылаться, ссылались на это. Там, вот понимаете, вот это все подгонялось под первоисточник, подгонялось под то, чтобы Иисус выглядел как Мессия, о котором описано. Понимаете? Я ни в коем случае, опять-таки, не пытаюсь задеть ничьи религиозные чувства. Если я задеваю, я очень извиняюсь. Вот, заранее. Нет, все хорошо, просто это ваше мнение. Выглядит для меня, мое сугубо личное мнение, да, я опираюсь только на себя и на то, что я увидела. Когда человек начнет религию, если они уже говорит, как бы, занимается миссионерством, ее проповедует, в любом случае он должен ждать как бы вопросов по поводу логики. Если там логика присутствует, не присутствует. Если ты уже занимаешься этим, ты хочешь не хочешь, жди таких вопросов. Тут никто не должен из-за этого обижаться. То же самое происходит с исламом здесь. Просто эти начинают гавкать, лаять, как бы, орать, кричать, все, пипец, взорву, убью, мама, папа и так далее. Ну, а вообще, на самом деле, я хочу согласиться с Парматом, который всегда говорит, что когда ему задают мусульмане вопрос, какая у тебя альтернатива, да, он там не дает, конечно, альтернативу, но он говорит, считает, что если вам уже нужно во что-то верить, да, то идите за Иисусом. То есть я с ним абсолютно согласна, потому что на данный момент, на сегодняшний день, так как мы понимаем, что христианство у нас реформировало, да, оно уже не такое, которым оно было в средние века, то да, это прекрасная альтернатива для тех людей, которые действительно хотят найти Бога и во что-то верить для себя. Я русский, с нами Бог, как бы тоже такой. Ну, слушай, Евангелие можно, знаешь, говорить, что я верю в Христа и творить дичь. Да, это не значит, что в Евангелии написано, что нужно творить дичь. Понимаешь? Когда у тебя там сидит этот православный, самый главный их нет. Окей, забудь это, я же не об этом говорю. Я же не говорю о том, кто там сидит, Папа Римский тоже сидит. Окей, и что? Это не значит, что они там сидят, руководят всем миром, дергают за веревочку, а так написано в Евангелии. Нет, не они дергают христианами, не всем. Ну все, я понимаю, поэтому как бы я же говорю не об этом. Я говорю о том, что если нужна альтернатива, да, и человеку действительно необходимо во что-то верить, да, то, мне кажется, учение Иисуса прекрасная альтернатива для тех людей, которые были в исламе. Вот это мое личное мнение, опять-таки, я считаю, это прекрасная альтернатива. Ну да, если они будут забывать, что он еще был евреем, как бы вообще будет прекрасно, для нас особенно век. Окей, никто не забывает, что он был евреем, христиане прекрасно это знают и всегда об этом говорят. Родственников нельзя трогать. Вот, поэтому с этим проблем нет. Все. Самое главное, понимаете, что мы родственники с Иисусом, и к нам не лезьте, пожалуйста. А там израильтяне говорят, что это наши внутренние еврейские разборки. И еще не надо забывать о том, что тоже христиане говорят, что мы распяли Христа.
Нет, это уже... Нет, Герда, подожди. Это уже давным-давно. Христиане так не говорят. По-моему, я не помню, как его звали, какой-то из пап римских, по-моему, это было где-то в года 60-е, если я не ошибаюсь. Даже здесь Секундочку, на ТикТоке до сих пор это говорят. Подожди, Давайте не будем те люди, против христиане, как бы, разговаривать об этом. те люди, которые это говорят, являются необразованными, да, невеждами. Потому что, повторяю, да, Папа Римский, по-моему, в 60-х годах, забыла, как его звали, он вышел и принес свои извинения перед еврейским народом, сказав, что это все наговор. Евреи Иисуса не распинали, окей, распнули его римляне, окей, по указу Понтия Пилата. Окей, то, что там посодействовали на тот момент, кстати, не фарисеи, а саддукеи, потому что именно на тот момент священником в храме был именно человек из саддукеев. Почему идет такое жесткая, ну, как бы, критика фарисеев в Евангелии, я не совсем понимаю, потому что именно в то время священником во времена Иисуса в храме был саддукей. Вот, и именно по наводке саддукеев, да, Иисус был приговорен к распятию через, ну, римского прокуратора Понтия Пилата. Он его приговорил, и распяли его римляне. Вот, это первое. Второе, вот это вот вы распяли Бога, убили Бога, ну, сами слышите, да, чушь в этом самом высказывании. Как можно убить Бога? Да, то есть тот человек, который говорит, вы убили нашего Бога, он невежда. Потому что именно через распятие, которое должно было произойти, именно обязано было произойти, он сам об этом говорит, именно через эту смерть, именно через эту жертву христиане получают свое спасение. Соответственно, если бы этого распятия не было, христиане не были бы спасены. Все. Вика, 41 человек тебя слышит, и я надеюсь, они будут с тобой согласны, что-то у них изменится. Ну, как бы я не говорю, что здесь люди такие сидят. Они могут быть со мной не согласны, но я сейчас сказала именно так, как говорят христиане. Я говорю по поводу это того, уже что было не от меня. В данном случае, то, что происходит, допустим, там, ну, скажем так, в бывшем совке, что происходит, вот этот антисемитизм, и там не важно, они плюются как бы там любой отравой, там не обязательно Иисуса распяли и все такое. Как бы, там отрава просто льется у них со рта. Это я тебе говорю все постсоветское пространство, потому что я русскоговорящий. Я не знаю, что происходит в Европе, допустим. Ну, и как бы я знаю, да, но не знаю, что они сейчас говорят, потому что, может, я их не понимаю, да, их язык здесь в ТикТоке. А постсоветское пространство, оно как было вот таким, да, вот советским, да, вот не совсем, скажем так, свободным, нормальным, как бы. Вот им когда говорили, что вы сегодня с голоду умираете, потому что еврей у вас там кусок хлеба забрал, как бы. Оно, в принципе, до сих пор у них это присутствует. И мне было бы интересно посмотреть, когда у них в сознании поменяется то, что еврей и, там, не убил Иисуса и так далее, как бы, да, не винить во всем еврея. Я думаю, это возьмет, дай Бог, чтобы это, как бы, да, в конце концов так произошло. Я думаю, это займет очень, а скорее всего, что это будет продолжаться. Он займет очень много времени. Если они своего рабского сознания сейчас до сих пор не могут выйти. Ну, это больше так уже политические. Тяжелее всего выбить из человеческого мозга стигмы вот эти всякие, которые годами внедрялись в них, и люди, как бы услышав что-то плохое, они обычно быстро с этим соглашаются, но не следуют правде, и никто потом не старается узнать, правда ли это так или нет. Вот он есть у него в голове эта мура, и он в нее и верит, с ней идет. Мозги-то трудно заставить работать. Вот. А представь себе, когда ему еще плохо живется. И надо найти виновного, да. Ну да. А у них это происходит, ничего не меняется, как бы. Понимаете, в чем дело? Вообще вот Локи как раз говорил, что вот заколебали все эти войны, вот эти и религии. Вот если бы каждый со своей религией сидел бы дома, вот, если из этой точки исходить, то вот элементарно
Оставим политические там элиты, государства и так далее и тому подобное. Вот сами представители любой религии должны каждый день, каждую молитву начинать с того, что религия предназначена, если вы в нее верите и следуете, только для мира, и нет ничего такого, чтобы я бы сказал, вот я русский, Бог с нами, а тот же Бог почему-то не с ними, ну, так сказать. Вы знаете, да, вы, будучи евреем, вы знаете, что у нас нет религии, да, у евреев? Вы понимаете это, да? Да. Окей. Локи, ты здесь? Локи? Да, я здесь, спасибо. Слышишь? Спасибо Я за это сам... поддержку. Не за что. Я хотела тебя спросить, слушай, я так сквозь сон сегодня слышу, а так спала под вашу трансляцию, когда ты включился. Я слышала, что ты поссорился с антихадисом, или мне это приснилось? Да, даже это с ним спорить было, с кем был спорить, курицей спорить. Вы Да, он поссорились? клянусь, страдает там, да, это уже давно, это уже несколько месяцев. Давно? Серьезно? Уже пару месяцев, да. Я не знала. Ну, задолбал Понятия он не имела. вербовать наших людей, которые уходят с ислама, их под христианство. Говорит, пускай идет Азербайджан свою петрушку продает, или там с ними там разбирается. Все, не заводись. Я думала, может, мне это приснилось. Он полицию тебе заявляет. Я говорю, что хочешь делать, что конченый, что думаешь, тебе это спасет? Ладно, все, не заводись. Как не хочу идти на работу, если бы кто-то знал, господи. Вот был бы какой-то азербайджанец там, как я так говорю, там, в Коране по 4,24, если бы взяла бы пару петрушку, продавали бы бесплатно, нормально жила бы. Два невольных, короче, знаешь. Да. Как ты очень быстро пришел. Ника тоже так же пел, короче. Я ему когда говорил, вот получишь свою, лучше не надо тут выуживать. Он получил свою, получил. Аккаунт где удален? Вот это тоже очень. Что случилось с Нико? Нет, здесь мне интересно, потому что у меня с ним был очень большой конфликт. Это я решил за всех конфликт. Подождите, скажите мне, что случилось с Нико? Расскажите мне, пожалуйста. Дайте порадоваться, пожалуйста. Тут много говорить не буду. Ну, решили с ним, что надо, с ним решили, профилактику все провели, как надо. Слава Богу. Вы понимаете? Да, я ему это говорил же сразу, он что думал, что... На тот момент, ребята, было такое ощущение, что Ника с ислама вышел, и ислам с него не вышел. Была такая лютая ненависть к евреям, вот это вот исламская именно, понимаешь? Я с ним очень сильно конфликтовала как-то один момент, да, очень-очень сильно, до такой степени, что мне пришлось подключить своего друга, армянина, уже как бы в реальной жизни практически. То есть это перешло на такой уровень, да, ну, не совсем оно прям до реала прям не дошло, но перешло на WhatsApp. Вот, потому что он прям конкретно перешел все грани дозволенности. Поэтому мне интересно, так что его забанили, что ли? Я так поняла, правильно поняла? Массаж ему сделали. Хороший. Внутримышечный? Да. Внутримышечный? He doesn't want to say Vika, yes. Да, внутримышечный. Анальный массаж сделали ему. Я поняла. He was punished, okay? Я поняла. I'm not stupid. Я поняла. Yeah, but that's why he doesn't want to, say it. It's okay, I can say it for him. Никакое добро, ребята, не должно оставаться безнаказанным. Я хотел бы задать вопрос ко всем присутствующим. У меня вот такое впечатление, вы все такие образованные, да, и адекватные люди. Да, что вы думаете о шумерской мифологии?
Вы читали? Я, кстати, не изучала, не углублялась вот в шумеров, если честно. Вот это как бы на моем to-do list, да, то есть я хочу почитать об этом. Очень Кстати, много слышу, но почитайте, интересно. сама не углублялась. Есть профессионально переведенные книги, тут написано, один из тоже, кстати, по происхождению национальности еврей, это американский ученый, шумеролог Самуэл Крамер. Он перевел их всю эту мифологию, то есть этих вот длинных табличек, да, вот, перевел таблички эти. Там Клинопись, про да, этот их вы имеете в виду? клинопись, да, вот их мифология, что пантеон богов, тот же, ну, недословно, конечно, идет повествование этой мифологии, но сам смысл, сама подтекст, тот же Ноев ковчег, да, и тот же райский Эдем, шумеры это все у себя уже веровали в это. Я это То есть, слышала. то есть все идет от шумерской мифологии. То просто в свое время иудеи как бы сказать, Говорите, какие? придумали единобожие. То есть у них это пантеон богов, там свой верховный бог и пантеон богов. Но когда вот адская цивилизация, потом вавилонская цивилизация, все это переходило в руки, это, да, легенды шумеров. И какой-то Самое момент, интересное, знаешь, что это, у них написано, что они сотворили человека из глины, написано там самый то прикол. же самое. Тот же змей, который искуситель, да, вот этого Адама, то же самое. И миф, и самое интересное, вот Ноев ковчег, миф, да, мифология потопа. Там то же самое, когда вот этот Тахтамиш, да, Галгамеш пошел искать богов в поисках вечной жизни, он встретил вот этого старика, который сидел у берега океана с женой, и у этого старика был дан богами дар вечно жить. И Галгамеш спрашивает, как ты заслужил у богов вечной жизни? А Галгамеш вышел в поисках вечной жизни. И искал богов, да, чтобы они его одарили вечной жизнью. И тот рассказал свою историю, как он получил от Бога, от богов вот эту вечную жизнь. Он рассказал ту самую историю, когда был в несносном потоп, потому что верховный бог в то время разозлился на людей. Знаете, почему он на людей разозлился? Потому что он наверху сидит, он смотрит на людей, они, оказывается, мешали ему отдыхать. Они там у себя внизу отдыхали, пели, веселились. Вот этот шум людской. И этот бог... Можно я вас момент... перебью на секундочку, пожалуйста? Да. Я хотела сказать, что я просто слышала вот то, что вы сейчас говорите, да, и этот момент, кстати, слышала там раввинов, не помню, как его звали. Короче, дело в том, что евреи, да, еврейская вера не отрицает существование других цивилизаций, вот, и не отрицает того факта, что в других цивилизациях были зафиксированы такие моменты, как всемирный потоп. Потому что если он был, соответственно, другие цивилизации могли это каким-то образом зафиксировать. Поэтому как бы я не говорю о том, что... Не, погодите, я сейчас не говорю, я сейчас не хочу кого-то, да, очернить, ничего религии. Я просто вам сегодня рассказываю. Не, все нормально. Мы сегодня живем в технологическом мире. И в этом технологическом мире мы сегодня узнаем больше знаний, получаем, чем люди, которые даже были в конце 20 века. Понимаете? За эти 30 лет, и еще больше скажу, с развитием технологий сегодня те рукописи, да, вот, которые в Помпеи нашли, до сегодняшнего времени их не могли почитать, потому что они уже сгоревшие, обугленные вот эти цветки, они не могли их разложить, потому что они распадались. А сегодня вот появились технологии с помощью рентгена, не знаю, что они там делают, но просвечивают эти рукописи. Они сегодня узнали, что Помпей не был таким как бы портовым городом, потому до сегодняшнего времени считалось, что Помпей был портовым городом, там поэтому все процветало, богатые люди жили. Оказывается, Помпей был сегодняшний, скажем, Нью-Йорк, куда ездят люди с деньгами, да, там в казино сидят. Вот в в свое время Помпей был в таком же месте, куда ездили императоры, богатые люди, просто поехать, повеселиться, отдохнуть. Вот таким хабом был, да, развлечений. Это узнали сегодня. То есть сегодня потихоньку
ту историю, которую мы сегодня как бы с книг, со школьниками нас учат, а это уже потихоньку переписывается. И то же самое шумерские мифологии. Я сейчас не говорю, я просто как адекватный человек сегодняшнего времени, если я что-то узнал, я хочу это, да, то есть на это не закрывать глаза. То есть все мифологии, которые сегодня присутствуют в наших сегодняшних религиях, в этих 3 религиях, это все идет от шумерской мифологии. Понимаете, никто колесо не придумал. Шумеры придумали глинопись, они записали. И от них вот пришло вот этот Ноев ковчег. Был он на земле, не был он на земле. Не об этом речь. Речь о том, что все это, а это время... У них 5000 этот ковчег, лет знаешь, назад. как упоминается? У них этот ковчег, он как тарелка, ну, летающая, как тарелка, которую люди как подняли там в небо. кубик, по-моему, Локи, там как В небо кубик он подняли выглядит. людей, пока, да, и там говорится, сколько дней, что все было, и пока потоп не спадет, там, Да, они были подняты. 3 птицы были, вы представляете, птицу он выпускал, вот этот шумерский старик. Сначала он одну птицу выпустил, она не вернулась, вторую, 3-я не вернулась. То есть для меня сегодня, я прекрасно знаю, откуда растут ноги сегодняшних религий. Просто я хотел у вас, как вам, интересна такая тема, я не знаю. Да, я изучал давно, уже год, 1,5-2 я эту тему изучал полностью. Почитайте книгу. книгу Знаешь, перевод что Крамера. смотри, у них Солнечная система на одну планету больше шумерской, ну, цивилизации. А сегодня доказали, в 22-м или 23-м году доказали, есть планета X, ее сейчас называют, которая входит в нашу Солнечную систему за какое-то определенное время, как понимаешь. И у них говорится, что это каждые 3600 лет, короче, она входит. То же самое говорится про эту планету. Не помню, как она, Нибирус или как-то она называется. Вот, и там живут эти анунаки, которые спускаются на Землю и учат цивилизации или чему-то еще каждые 3600 лет. Когда она входит уже в Солнечную систему и приближается, да, то все есть. Там интерес 360 градусов. Сегодня в мире, в общем, принято считать, что цивилизация пошла от того, что человек придумал колесо. А на самом деле цивилизация началась с того, что элементарно, это очень простые вещи, что когда человек научился из глины делать керамику. Представляете себе? Потому что раньше они из глины что-то делали, но не знали, что ее надо обжечь, чтобы получить из глины керамику. Каким-то образом какой-то умник додумался у них еще, это шумерские времена, кстати. С этого началось развитие сельского хозяйства, другого, потому что люди уже научились делать вещи, где они могут хранить все это. Потом пошло колесо. Когда они научились хранить, надо было перевозить, понимаете о чем? То есть вот эта логическая цепь, она прекрасно вкладывается в цивилизацию. Ну, в те время у них колесницы были, все это было у них. И потому что в переводе Крамера все это очень хорошо объясняется. То есть он не объясняет, он просто перевел длиннопись. Просто перевел, ему удалось. А этот лауреат, кстати, Нобелевской премии из-за перевода этого. Там детально разобран космогонический сотворение мира, и то же самое приключение этих богов, как он, Энки, верховный бог, там, Иштар. Там же описывается в этой глинописи царство, подземное царство, как ад у нас сегодня в религии. Практически то же самое, кстати. Вообще, если взять любую из религий, даже если начинать с шумерской, ну и рассматривать ее вот в своем изначальной форме, да, не в той форме, в которой мы сейчас как религия о ней говорим, то в принципе это были законы, которые определенные общества создавали для адаптации и для выживания в
той среде и в тех условиях, в которых они находились. Любую Нет, религию смотри, взять. еще, знаешь, тема такая еще, это мифология, что может, то много чего оправдает, даже если, ну, объясняет больше, чем религии, можно сказать, смотри. Ну, они, много опытов было, чтобы создать человека, у них не получалось, а после они внесли свою ДНК, короче, есть анунаки. Как только они его создали, ну, как бы оживили все это, ну, после всего этого, как бы, они спускались на землю к ним, как каждые 3600 лет, как они спускались, они как бы сношались, можно сказать, женщинами, земными женщинами, и рождались большие, как бы, люди. Ну вот, и те люди, которые могли, и то там большие камни поднять, у которых силы больше было, знаешь, там оттуда идут, мне кажется, больше все эти другие мифологии тоже оттуда взяты, мне кажется, потому что разные пантеоны богов. Да, Локи, тут еще надо понимать, почему, кстати, в представлении шумеров боги были в их представлении другие, то есть каждую эпоху в свое время человек по-своему представлял Бога. И это в связи с тем, что изначально из был его тоже, знаний. смотри, человек был создан в качестве раба, чтобы Ой, они добывали я золото, пошла чтобы они добывали золото поэтому на земле, хочу чтобы они объяснить. забывали, да. Ну, им не хватало. Сотворение человека, причина сотворения человека Богом, оказывается, шумеров считали так. Давайте, я Ну да, ушла. рабом Всего доброго. считали. Я Да, на работу. оказывается, Спасибо. боги жили себе там, не нуждались, потом как-то им пришло, нужно человек, который должен был им служить. А он служил качеству, это предношение жертв каких-то и других каких-то надобностей. То есть, опять же, Смотри, прикол. возникновение прямо... человека – это служба для Бога. То же самое в Да, прямо в исламе, где там раб поклонение Божий. Аллаху, раб Божий. Да, вот, раб везде Аллаха. раб Божий. То есть причина одна и та же, что у них и что у нас. Просто со временем человек развивался по своей природе. Время же Что-то у быстро, него знаний появилось. долгое, это же, понимаешь, это же долгое И, время, как бы и 3000. представление, и Ребята, понятие что Бога тоже изменялось у людей. Вот так Можно добавить. Я спешу заметить, что в иудаизме нет такого понятия, как раб Божий, что мы должны служить. В иудаизме мы дети Всевышнего, не его рабы, ребята, чтобы вы понимали. Абсолютно точно, да. Это отличает. Ну, а как раз поклоняться иудаизм. надо или нет? Поститься, поклоняться надо? У нас нет такого поклонения. У нас нет поклонения, как вот мусульмане это делают. У нас нет поклонения. А Всевышний наш Отец. И у Я нас понял. такие Ну, ради Бога ничего делать не надо вообще, да? Ну, как это, смотри, это не то, что ради Бога, то есть, смотри, есть какие-то правила, да, вот смотри, родитель какие-то ждет ожидания от своих детей, вот такого плана у нас, понимаешь? Понимаешь, Ну, вот чтобы у них мы были не созданы, короче, в качестве рабов, чтобы мы забывали золото. Локи, у И нас за эти даже- 3600 лет, это же долгий срок, как бы, они пока не прибывали обратно. Сейчас, секунду. Короче, и каждые 3600 лет, пока не прошло, люди себе создали цивилизацию и перестали быть рабами. И как бы, когда они спустились, с ними была война. Как бы вот такая тема. И после этого, короче, был якобы всемирный потоп. И вот это как эта развязка пошла. Боги сделали всемирный потоп, чтобы уничтожить. Ну и как-то люди спаслись. Вот такая версия тоже есть там. идет. Как бы люди перестали быть рабами. Это стало год после создания СССР. Я почему завел этот разговор? Потому что мы сегодня только начинаем узнавать о прошлом. Мы, если по сути посудить человека о своей истории возникновения цивилизации человечества, мы по сути мало что знаем. Пройдет еще лет 30, 50, скажем, мы еще больше узнаем. Пройдет еще лет 30. Попомните мои слова, пройдет лет 100, наши дети будут смеяться над нами, что наши предки верили в каких-то богов, как мы сегодня смеемся над язычниками, кстати.
Вот будут такие Скажите, времена. пожалуйста, а вы мусульманин? Если я такие разговоры веду, могу я быть мусульманином или Ну, христианином? спрашиваю, ну. Нет, Всё. я не верю в религии. Молодец. Но Потому чеченец, что правильно? я чеченец, потому что я знаю, откуда все эти мифологии идут, от шумерской цивилизации. Как я могу в эти сказки верить? А вот скажи, пожалуйста, Тайзан, а вот о чеченцах можешь рассказать вот ну, раньше то, что жили люди, в какую религию, вот как ты, по-твоему, они верили, кто они были до прихода ислама? Ну, смотрите, чеченцы жили на этой планете. Они, как все другие народности, общались с кем-то знакомы, я имею в виду другими народностями. У нас пантеон тоже богов. И он очень похож на греческий пантеон богов. То есть кто-то у чего-то брал что-то, да. Мои прадеды были, как все другие язычники в свое время. Верили в одного бога, была Тушоли, был верховный бог у нас свой. То есть люди природы, одним словом. Но у нас не было вот этой системы, религиозной системы не было. Язычество тем и отличается, что в нем нет этой системы контроля, подчинения людей. Понимаете? Контроль, подчинение. Религии появились в тот момент, когда у людей, у верхушки, властвующей верхушки, появилась надобность контролировать людей. А это произошло, когда люди начали жить в больших городах. То есть когда человек научился жить в больших скоплениях, появлялись богатые и бедные. И, соответственно, богатым нужно, чтобы бедный ему служил. А как он будет служить ему и как он будет подчиняться, если он не будет чего-то бояться? Понимаете? А чтобы он боялся, держать у себя огромные армии или что-то другое, было сложно и неприятно, неудобно. Вот отсюда и началось, появились жрецы, которые начали людей запугивать адом и раем. Будешь не слушаться, будешь не подчиняться, ты попадешь в ад. То же самое сегодня происходит. Страх смерти. Когда появилось осознание смерти у людей, вот с того момента начинается и Вот, вера в еще Бога. второй момент. В иудаизме нету ада, рая, понятия. Такого нет. Понимаешь? Я не знаком с иудаизмом. Ну, я просто объясняю очень многие вещи, что ты Не, у рассказываешь, шумеров и тоже ты нету. понимаешь. У шумеров, их мифологии тоже, кстати, Добрый нету день. ада, рая. Добрый день, Ислам. Добрый день, добрый день. Можно я продиктую отрывок из Исхода, вторая книга Моисеева, глава 21. Давай. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь Можно вы сначала представитесь, кто вы, откуда вы? Ханлар, я из Здравствуйте. Баку. Вы азербайджанец, Добрый день. очень приятно. Слушаем. Да. Значит, и вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Я не буду полностью это говорить, это второзаконие. То есть рабство было. О, говорить, да, ничего себе, красавчик. Ну, можно, даже в Библии рабство есть, да? Ай, блин. Почему нету? То есть говорить, что ислам, то есть в Коране только про рабство написано, то я думаю, все религии одинаковы, да? Вот как раз тут Коран Нинель продолжает сидит. Библию. Нинель, думаю, сейчас защитит свое Нет, христианство. ну с исламом по жестокости ни одна религия не сравнится, это факт. Не, ну насчет рабства говорю о было, людях. насчет что Я этого, людском не Нинель, говорю, что я скажешь, посмотрим. философию имею в виду. Ну, Философию во-первых, имею в рабство виду. было, и это никто не скрывает. Но давайте будем правдивы. Там было написано, что Нет, дело в он том, что отработает... здесь эти Подождите, законы он Бог отработает, устанавливает. он отработает 6 лет, и на 7-й выходит вольным. То есть А подожди, а не если он на передаем. 5 лет, подожди, он на 5-й год или на 6-й год умрет? И что? В Ты смысле, понимаешь, и что это что? были Как? установлены законы? Подожди, не, ты сейчас ответила истинная, как мусульманка. И что? Человек лишается ни в свободе, ни в воле, жизнь свою, и это и что, да? Вы понимаете просто, что отличалось понятие рабства у иудеев, и какое представление имеют о рабстве мусульмане, язычники и остальные. Потому что то, что там называлось рабством,
Сейчас это называется вообще забота о человеке. Понимаете? Вот на таком уровне было. Потому что тот, кому он отдавался в рабы, отрабатывал свой долг. То есть он занял и не смог отдать. И причем эта сумма была достаточно большая, потому что ему 7 лет надо было быть в рабстве. То можете представить, что этот человек обязан был покрывать все его нужды, кормить, жилье, все остальное ему предоставлять, потому что это был его просто работник. Сейчас это называется работник. И не надо путать эти вещи, потому что есть там в Библии свидетельство, что, скажем так, если раб, когда его должны отпустить вот после этого, и он не хотел, чтобы уходить от господина, то ему прокалывали ухо шилом к дверям, тем самым обозначая, что это его личное желание, что его никто не заставлял. Поэтому не путайте рабство, которое записано в Библии, и рабство, которое было у других народов. Это небо и земля. Ну вот, давайте я вам сейчас немножечко более конструктивно это все объясню. Во-первых, также это часть повседневной жизни того народа, древнего Израиля, да, возьмем. Вот. И рабом, источниками рабства становилось несколько причин. Это долговое рабство. Человек сам себя продавал. Нет, там же написано, если вы купите раба, он же прочитал, что если купите раба, да, вот слушай, долговое рабство. Послушай меня. Долговое рабство. Человек либо себя сам продавал, либо члены семьи из-за нищеты. Либо пленение в войнах. Далее. Но в чем разница? Это серьезные ограничения. Пленение воинов ты сказала. Пленение воинов ты сказала. Да, я сказала, и это я не скрываю. Далее, слушай. Почему? У нас есть библейское законодательство. Во-первых, срок службы устанавливался. То есть, отслужив определенное количество лет, то есть там 6, 7 и так далее, потом освобождался раб. Далее были особые случаи. Вот если раб-еврей добровольно решался остаться в служении навсегда. Лилия, послушай, мне вот знаешь что, я очень тебя уважаю как человека, но смотри, получается, что ты сейчас хочешь это как-то оправдать, просто будет лучше и правильнее. Это не то, что оправдать, я хочу просто объяснить людям. Если даже это было в моей религии, вот еврействе, я это осуждаю. Я считаю, что ни один человек не должен никого не брать ни в рабство, ни лишать его жизни. Нам не дано такое право, понимаешь? Я не оправдываю, я пытаюсь если объяснить. это было в еврействе, я понимаю. Если это было в еврействе, да, например, я это очень сильно осуждаю, как еврейка. Я хочу именно... Нет, просто видите, тут ситуация какая. Они привели это как, типа, вот, смотрите, вы ислам осуждаете за рабство, а вот в Библии тоже. Да, в Библии тоже, и Библия этого не скрывает, и Библия это все рассказала и описала. Подождите, Ханвар, я еще не закончила. Вот. Но, допустим, к рабам не относились так, как в исламе. Было гуманное обращение. Закон запрещал чрезмерную жестокость к рабам. Например, если хозяин наносил рабу серьезный вред, типа выбил зуб, глаз или еще что-то, он был обязан его отпустить на волю. И даже еще, по-моему... Хорошо, мы сейчас поняли. Да, я сейчас теперь... Один вопрос тоже есть. А Иисус женился в возрасте 53 года на 9-летнего ребенка? Нет, конечно. Иисус? Нет. Альхамдулилля. Альхамдулилля, да, альхамдулилля. А Иисус говорил, что мы на спине кита находимся? Нет, конечно. В Библии написано, что это круглая земля. Не принял этот... Вот я что хочу, вот я чуть-чуть попроще, вот я держу твой кит, вот на фотку посмотри. Да, у Ханлара Неужели ты не уверуешь после увиденного истины перед своими глазами? У тебя, они непременно скажут, 15 сура 15, что они непременно скажут, нашу зору затуманены, а самым околдованы. Вот я тебе показываю фото. Видишь, я его поднял, я его с воды поднял, на Кавказскую гору поднял, и что вам показал? Вот ты посмотрел. Хорошо? Да, Окей, я можно свою я версию сейчас, скажу? можно я сейчас закончу?
секунду, Герда, одну Локи, секунду. можно я закончу чуть-чуть? Я на Прям работе, я не чуть-чуть. могу говорить, я не Нелька, секунду. Я Давай. вот Ханлару хочу сказать, у него позиция исламиста, потому что исламисты приходят и говорят, вот если вора поймают, Он мусульманин, вора он мусульманин. да, мусульманин. Вот мусульманина, если вора поймают, он не будет говорить, ой, извините, я украл. Он скажет, а вот тут рядом тоже воруют, понимаете? У них такая логика, понимаете? Давайте То есть свою позицию. мне можно воровать, если рядом еще кто-то ворует. Он не А понимает, еще что один это момент плохо. он забыл, Герда, он еще один момент забыл, сейчас, несколько секунду. А ответь мне, Ханлар, кто не спасал Тору? По Коране, по исламу, кто не спасал Тору? Человека создал Бог. Не, под Корану, кто по Корану, не Юли мне сейчас потраивать не надо. Алло, подожди. Потраивать не надо. Включи микрофон, ответь. По Корану, по твоей вере, кто не спасал Библию и Тору? Скажи мне, я слушаю. Ну-ка, давай. Я исхожу из того, что Бог создает человека. То есть все вокруг. Я тебя вопрос задал. Кто по исламу твоей сказки не спасал Тору и Библию? Человек? А разве Аллах тебя в Коране больше 10 аятах не говорится, что он не спасал Тору и Инджиль? Я же говорил, что я многие вещи не принимаю из Торы, из Библии. Коран, ты не можешь не принимать это слово Аллаха. Ты не принимай, это твои проблемы. Ты знаешь, не принимаешь слово Аллаха. Я сам противоречив по натуре. Зачем я должен О, значит, Аллах тебя, значит, самым противоречивым тебя сотворил, да? Он же говорит в Коране, что тебя идеальным сотворил. Я мусульманин, потому что я принимаю Какой Тору. ты мусульманин? Чё ты принимаешь, но не полностью? Так не работает. Алло. Алло, это 3 писания Бога, это 3 писания Аллаха. Если ты в этих писаниях против идешь, ты идешь против Аллаха. Если осуждаешь слово Аллаха. Если не принимаешь один сахих хадис или один аят, то ты не мусульманин. Что тебе еще Я не верю в непонятно? хадисы. Не верю в книги. Все, ты не веришь в Мухаммада, да? Я принимаю только священные писания. А где такое написано? У меня в сердце написано. У тебя в сердце Аллах тебя зачем отправлял Коран тогда? Тору, Библию, зачем Поздравляю отправлял? тебя, Аллах не Ханлар, отправлял, ты книги не написали, я сижу, читаю, познанием занимаюсь. Ханлар, поздравляю, ты не мусульманин, ты атеист. Как ты можешь быть, смотри, у тебя есть Писание Аллаха, ты говоришь, что ты мусульманин, у тебя есть Писание своего Аллаха, ты говоришь, мое сердце говорит другое, а Коран другое, поэтому я не принимаю Коран. Все в книге, если тоже написано человеком. А Аллах говорит, что нет, Аллах тебе в Коране говорит, что одно запятое даже не будет изменено в его писаниях. Ни в Торе, ни в Инджиле, ни в Коране. Я просто противоречив. Я одно принимаю, другое нет. Ты не можешь изменить, как бы ты ни пытался, говорит Аллах. А ты говоришь, что люди меняют. Как это люди могут менять, если Аллах говорит, что не могут? Священные писания принимают. Вот мусульмане принимают Тору и Евангелие. Это у них надо спросить. Они сами не знают, во что Но они ты верят. сам не знаешь, что ты веришь. Реально, ты Я же не знаешь, верю что в религию. Зачем я должен верить в религию? Ну до этого буквально 5 Религия минут это назад ты же был ограничение мусульманином. Ты же А? 5 минут назад был мусульманином. Я мусульманин и есть, да. Потому что я принимаю Тору и Так ты же Евангелие. не веришь в религию. Алло, так ты же не веришь в религию. Религия это ограничение разума. Религия ограничивается какими-то книгами. Ну так будучи мусульманин, ты твой Понимаю, что разум я даже ограничен, да? буддийскую философию принимаю. Подожди, Считаю. ты мусульманин, ты сказал, да? Или ты Мусульманин, сказал, ты сказал, религия я ограничивает принимаю разум. все Подожди, три священных подожди, писания. секунду, слушай, ты сказал, религия ограничивает разум, и ты сказал, что ты мусульманин. Ты признал только что у тебя разум ограниченный. Нет. Я не Как ограничен нет? разумом Потому других что людей. ты говоришь, что ты Если мусульманин, Бог бесконечен до какого-то определенного разума, я могу тоже мыслить. Нет, ты сказал, всех религия разум ограничивает ограничен. разум. Бесконечно. Подожди, послушай, да, ты сказал, религия ограничивает разум, и ты сказал, что ты мусульманин. То получается, у тебя ислам, будучи мусульманином, религия твоя ограничила твой разум?
Понимаешь, если люди идут, убивают, если... Брат, скажи, Вообще, два я не пучка, могу делать брат, а два пучка Если петрушка люди почем? идут на двоюродной сестре, брат, женятся, это скажи, его да, проблема. брат, два пучка петрушка почем будет? Опять глупые вопросы. Почему здесь Ну, скажи мне, интересно, сравнить хочу. Я во Франции сравнить хочу, какие разные цены. Сколько будет два пучка Вопросы тебе петрушка? задаешь, которые мне уже задавали. Одно и Ну, то я же, ответ знаешь, не получил же, я же Нужно ответ не здесь получил. форсировать вот эти глупые разговоры. Да? Ханлар, по какому Да принципу не, ты я же тебе определяешь, что ответ мусульманин, дай Ханлар? сперва. Ханлар, Что, по на какому что принципу ты ответ? определяешь себя как мусульманин? Что ты подразумеваешь по тем, что ты называешь себя мусульманином? Моисей, Муса, Муслим. Иисус, Иса, Ислам. Вот из этих принципов. Я не знаю, как еще. В смысле? Я принимаю все священных писаний. То есть Коран является Это что такое, блин? Ну, Охренеть, я на этой планете критиковать- живу с ним, прикиньте. Ты Я с этим критиковать, чуваком... ты Коран можешь Лазик, критиковать? прикинь, не, подожди, прикинь, с этим человеком нахожусь на одной земле, блин, это охренеть можно. Почему? Армат, Машу. Ты взял, Вот, ты взял пророка Ребята, Армат, иудейского объясни и взял этому его человеку. Подождите, ребята, мусульманин. я нахожусь на работе и не всегда привет. могу говорить. Послушайте, у Хорошо. Ханлара, короче, вот так Я не происходит. верю в ислам. Ханлар, подожди секунду, Можешь дорогой, понять? подожди. Айгардаш, подожди одну секунду. Смотри, у тебя происходит так. Я, короче, вот сделала суп, да, на курином бульоне. Ты, короче, сам суп ешь, а курицу не ешь. Но весь этот суп на курином бульоне, на курочке сделан. Понимаешь, о чем я говорю? Ты понимаешь, вот это вот как зайти в воду и остаться сухим. Это вот так у тебя. У тебя логики нет ни в чем. В каждой вещи есть свое определение. Если люди идут за каким-то определением, веруют в это, это их проблема. Я верю только в Бога. Все, больше у меня другой веры нет. Ни в книге, не знаю, какие-то направления, религии, я не знаю, в Вот это пророков, описание Бога, в скажи мне, имамов. с какой религии у А? тебя? С мусульманской? Вот это описание Бога твоего. Объясни, пожалуйста, чтобы понимать. Не понял, еще раз, пожалуйста, спасибо. Скажи. Бога, в которого ты веришь. Вот это описание твоего Всевышнего, да? Это с какой религии у тебя взято? Какого Бога ты Вопрос веришь? тоже поставлен неправильно, потому что если Бога моего, значит, это уже многобожие идет, да? Ну, тот Если Бог, я вот буду которого- отвечать на этот тот вопрос, Бог. значит, я уже... Это многобожие, это самый большой грех во всех трех Ага. религиях. Ага. Просто они Многобожие по-разному, самый да? большой. Да Коран ты не написан- отвечай за все религии, ты можешь На самом за свой деле, да. ислам отвечать хотя бы. Вот У меня Бог, нет в своего которого ислама, ты я не верю в веришь. религию, я же тебе объясняю же. Да ты ж только что говорил, ты мусульманин, это ты больной Да, что я ли? Что с мусульманин, тобой? но я не верю в религии. Ой, Как ты Армат, можешь ты это такое оставить? видел Как хоть ты- раз в жизни? Ну, Он это не говорит, определенно. религия ограничивает разум. Я видел такое, Вера в это Бога, редкостная она болезнь. базируется на философии. Это болезнь редкостная, синдром избранности называется. И то не до конца. Ну, то есть они... Да. Блин, страшно с ним на одной планете находиться. Все мусульмане Серьезно. тупые, он один самый умный мусульманин. Это синдром избранности, с ним тяжело бороться. А зачем со мной бороться? Ну, чтоб ты умнее стал. Чисто спортивный интерес, как бы такой. Я да. изначально так был, я к ним как- Перестал верить в арабские сказки. Для этого. В смысле, бороться интеллектуально с твоим эго, с твоим заблуждением, а не с тобой лично. Вольную борьбу или Не, турецкую ну борьбу. Бог, если есть Бог един для всех, да он один, да, по большому счету. Или Ханлар, Бог есть, скажи, а или ты Бога Коран нет. принимаешь, Ханлар? Да, но не весь. Что-что? Определенные вещи принимаю, определенные нет. Определенные вещи. Короче, тут верю, тут не верю, поняли? Это суп, куриный суп без Не, курицы. я не сказал, я верю, я не верю. Я в книги не верю. Я изначально говорю, я в Бога только верю. А откуда тогда у тебя Книгу вообще я не верю, описание я книгу Бога? читаю, познаю, только познание об этом. Ага, Я откуда что-то у тебя могу не тогда принять, описание но я- Бога? Откуда у тебя Я же не описание? могу принять педофилию, я не могу принять там, те, кто женится на... Ты красавчик, ты просто находка для шпиона. Красавец.
Да, у меня... А веришь, что Сулейман Он катался на ковре, согласен, что есть веришь? педофилия в исламе, он согласен, значит, что есть педофилия, поэтому он ее не принимает. Я тебя просто стоя аплодирую. Опровергнуть можно, но до конца там опровержения нету. Это Если второй вас- Дуньядар, короче. Что? Если Дуньядар второй Дуньядар. До тебя был тут один такой. Точно, 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 надо же. Не, просто осуждаю одно, есть из других этих, да, в книгах тоже, они, в принципе, по большому счету похожи друг на друга по писаниям. Если обрезание есть в Торе, то в Коране тоже есть, то если сходство есть, по определению, значит, эти книги одинаковы, по большому счету. Но для разных народов по-разному, да, просто исходя из их традиций. Если у арабов там они девочек закапывали, это преступление, в принципе. То есть на то время они считали это правильным. Со временем все модернизируется. Сегодня же такого Да же, где наверное, ты не видел, происходит. что они женщин, девочек закапывают? Это бред полный. Ну, да, я слышал, я где- читал это где-то. Да, что если это бы это ты в исламе читал, это нет Это не в такого исламе, ислама в нигде. Коране такого нету. Это я читал, там принцесса какую-то книгу написала. Да, Да, бред полный. Это в исламе передается. Вот, короче, что ему надо, там, истории, сказки, он признает оттуда, вот, исходит, строит там свою веру, а Коран, он, короче, изменен. Короче, ну, зачем вам это девочек нужно? убивали в исламе, успокойся, Зачем вы с ним Ханлар. говорите, я не могу. Ханлар, девочек убивали в исламе. И до сих пор к женщинам как к говну Коране относятся в этого. исламе. Так Вы что все в зачем мне порядке. доказываете? Того, что нет. Очень много больных людей не только среди мусульман, среди... Ты закону, Среди да. мусульман больше всего, Ханлар, да. Ханлар, ты закону Фатиха следуешь? Я не знаю, это что за закон, честно говоря. В смысле не знаешь? Я до такой степени прям не исследую все это. И следствие Маржана тоже не веришь? Я не знаю, что это. Я Когда... Погодите, Я вы не собираюсь вопрос неправильно опровергнуть, ничего не задаете. доказывать. Для меня только Вы- важно, Бог есть или нету. Погодите, вы вопрос неправильно задаете. Вы сначала поставьте правильный вопрос. Вера – это одно, религия – это совсем другое. То есть надо различать эти вещи. Вера, верить в Бога – это совсем Они другое. не различают, Но они хотят мне религия доказать, что они это уже мусульмане. не просто Всё, у них вера в Бога, это целая система идеологии. То есть надо задавать вопрос. Ты веришь Для в ислам? них Или ты веришь ислам в это- христианство? Или другое? Верить мы можем во что угодно, хоть макаронного этого монстра. Они сами же разделили людей на религии, и там 2 миллиарда населения, да, допустим, верят в эту религию. И сидят каждый день на русском языке, в общем, определяют, типа, они правы. Так если ты прав, возьми на арабский сектор зайди, там тогда уже определением давай. Действительно, педофилия, если есть в арабском секторе, так им надо на арабском это объяснять, что это неправильно. Может быть, это и у наших народов было, потом, когда Советский Союз создался, они Конституцию поставили, и уже это ликвидировалось. Почему сегодня, Если если говоришь, задать что у нас всё вопросом, правильно, у них неправильно, это уже неправильно же. если задать вопрос, почему сегодня в мире столько много неверующих в религию людей появилось, это потому пусть что будут неверующие, сама я к ним система, нормально религиозная отношусь. система, погодите, не перебивайте, пожалуйста. Сама религиозная система, она уже устарела. Это система контроля и подчинения масса. Оно сегодня не работает. Вот почему люди сегодня больше в эти сказки не верят. Потому что сама жизнь диктует неверие. Мы живем в других условиях. Нам не нужно подчинение и контроль сегодня происходит совсем в других системах. Через экономику, через налоги, через кредиты всякие. Да? Вот тут идет уже подчинение людей, контроля их жизни, что они делают, как они живут, где тратятся. Религия, она устарела в этом плане. Да, для души она еще как бы в этом плане, здесь она еще имеет место быть.
Когда человеку плохо, или у него там что-то не получается, он верит в какое-то сверхъестественное существо, которое ему, если он помолится, поможет. Но не было ни одного случая, что оно помогло кому-либо. Опять же, фактология. Я, допустим, ничего плохого не вижу в том, если человек молится. Не знаю, он по-мусульмански молится или какими-то другими обычаями. Человек молится, да, мусульманин, все, да, он этот враг народа. Я считаю, это неправильно. Это сидеть, говорить, что все там ложь. Да, надо же посреди дороги стать молиться на ковер. У вас, ты веришь, что Сулейман летал на ковре, ты веришь? Сулейман летал на ковре, Я не читал этого, это в Коране нету. Может, хадисов там. Да, блин, что ты несешь, в Коране есть это. Ну, если кто-то летал на ковре... Если не ошибаюсь, 38-я сура с 35 по 36, да. Ну, если, может быть, он предвидел... Он, Сулейман, будущее, попросил у Аллаха дать ему... Он, Сулейман, Соломон, попросил у Аллаха дать ему то, что не было даровано ни до него и не будет даровано ни после него. И Аллах одарил его ветром, силой ветром, который дул нежно по его велению и не нес его ковер, куда бы он ни пожелал. И там рассказывается, какой скорости двигался его ковер. И рядом еще 400 тысяч стульев устанавливал на этом ковре, сажал толкование. Самое смешное, по-моему, в иудаизме по Торе Сулейман даже не пророк. Правильно? Ай, блин. Он же царем просто был, правильно? Да, он просто был царем и мудрейшим человеком на земле. Он не был пророком. Ой, блин. У него даже любой персонаж известный тогда, все стали в Коране пророками. Александр Македонский даже, гей, стал он пророком, Зулькарнейном, с которым Аллах лично разговаривал. Где солнце садилось в мутный источник, до края земли дошел Александр Македонский, и Аллах с ним разговаривал. В общем, там очень много навороченного, глупого. Философия, в принципе, по большому счету, противоречива сама. Потому что если люди пишут в таком состоянии, да и как нудно, как скучно, как нудно. Я сам не против этой, битвы того, что человек должен в религию верить. Человек не должен верить. Он сам создает себе границы, чего-то. Потому что если Бог создает всех людей, то и вера, и убеждения, они должны быть одинаковы. Значит, он всех создал. Он землю создал, небо создал, звезды создал, людей создал. Люди должны к какому-то общему соглашению. Чего это друг создал? Чего ты это взял? С чего это вдруг? Я так понимаю вещи, да. Ну, объяснить как-то можешь? Или просто слепо веришь? Сидел, скучно стало, придумаю, создам меня человека. Я сам верю в рай, то есть жизнь. То нельзя у него отнимать какую-то мечту. То есть, да, нельзя отнимать у человека мечту. То есть, если он родился больным, то пусть хотя бы верит в это, что в этом есть... Ханлар, а у тебя есть такое понимание верить в Бога, но не быть мусульманином? У тебя это как-то... Ты это понимаешь? Такое может быть у тебя? Не можешь. В твоем понимании. Я могу быть и иудеем, и христианином. Просто в христианстве я не принимаю Иисуса как Бога, не принимаю его как Сына Бога, и не принимаю его как, что он родился, то есть посредством того, что-то его только женщина родила, да?
То есть для Я- тебя, я поняла То, это, но что для... это системе смотри, вещей. Леха, Но я считаю ты я спутал его считаю вещи. основным Блин, пророком. ты Высшим вообще Адаме и жесткий Моисею. тип. Ты вообще жесткий Ты тип. спутал Блин, все. У охренеть меня к тебе можно. был конкретный вопрос. Послушай, ты можешь быть вообще ни в какой религии? Вот у тебя Бог привязывается Да. обязательно к какой-то религии, видишь? Вот я это хочу тебе понять. Ты можешь вот просто верить во Всевышнего, в Я Единого, к да? религии ничему не привязываю. Ну, ты говоришь, что ты мусульманин. То есть ты можешь верить в Бога и не быть привязанным к религии. Вот что я хочу тебе сказать. Понимаешь? Ты, Я вот не потому что привязываю ты... себя никакой Слушай религии. меня. Я Ты только определение что даю. сказал... Отвечаю, Да, вы только в что сказал, конце что ты Я лично мусульманин. сам даю К концу определение. диалога в комнате все отупеют, я вам На отвечаю. самом деле, смотри, ты говоришь, что ты мусульманин, веришь в Бога, но вещи все из Корана ты не принимаешь педофилию. Ну, это хороший знак. Но ты можешь понять, что ты в априори для другого мусульманина ты вообще не мусульманин, ты пойми это. Понял? А вы верите в Ленина? Принимаете Ленина? Ленин это исторический факт. Понимаешь? Не, ну вы верите в него? Как можно верить? Это не то, что я в него верю. Да он или не лежит верю. вон. Он В Чё, был. Советском Живой. Союзе была такая психология. Мы должны верить в партию, мы должны верить в Советский Союз, мы должны верить в Ленина. Как все это разрушилось, и это тоже уничтожилось. Ну, у вас очень странное понятие. Ну, что вы не мусульманин, это однозначно. Ханлар, ты не мусульманин, это однозначно. Вася, давай, братан, иди таблетку прими. Иди таблетку прими, короче. Это срочно, короче, я клянусь, я не знаю. Говорит мусульманин, говорит, если религия загоняет в рамки людей, типа ограничивает его разуме, короче, и еще говорит, что он мусульманин. И да, сам говорит, что он ограничен в разуме. Я не знаю, Локи, а сложно. запрос, он ищет халве русу, если есть запросы, спускай меня одним словом. Да не, нормально, я о чем запрос. Будалаки, поднимайтесь. Шахид мопеды. Мистер Икс, альхамду Аллах. Все по воле Наташи, хорошо. Ты как? Поднимайтесь, здесь тут мусульмане. Авал Пармат сегодня этого короче, так жестко разнес этот чит, короче, битва была у него, дебаты я ему строил между ними. Вообще не вывез, короче, я выложу это. Кого? С кем у него был дебат? Окей, есть этот у нас суннит, который бегает постоянно, Парматом за мной. Ну и он как тузик, хвост поджал, убежал. Короче, я клянусь, сам убежал. Никто, ни одно матерное слово ему никто не сказал. Вообще, просто сам убежал. Красавец, молодец, Пармат. А знаешь, Пармат, он что не смог доказать? Что тот говорит, докажи, что Айша не шлюха, короче. Вы же кричите, что это мать наилучшая, мать всех проверена. Он не смог это доказать, прикинь. В итоге убежал, короче, ничего не доказав. Он пытается какие-то хадисы, что-то ему ясный хадис привел, где упоминает 4 женщин. Это числе нету Айши, понимаешь, картину. В Сахих Муслиме есть этот хадис, но там нету Айши. Шииты хорошо изучают свою религию в основе своей, чем сунниты. Еще и суннитскую хорошо изучают. Да, он мне показывает все, что он приводит. Прикинь, вот смотри, я тебя прочитаю, Пармат Сахих хадис, ажла. Это не шиитское, смотри, я тебя сейчас зачитаю. Образ Аллаха, где цепочка до Мухаммада, прям до самого Мухаммада цепочка идет. Источник шоу. Так. Это тоже признал, что есть, да. Смотри, посланник Аллаха сказал: я увидел моего Господа в образе безбородого молодого человека с густыми волосами, и он поставил свои ноги в зеленом саду. Вот, Ибн Таймия его... Безбородого, поняли?
безбородого. Ибн Таймия передает. Баян Тальбис Аль-Джахмия, 9 том, 290 есть. Аль-Байхаки передает. Аль-Асма Вассифат, 90, 38 хадис. Абу Я'ля передает его тоже, еще есть. Ибн Ади Аль-Камиль Фуддуафа передает. 2 том, Иснад проверь, 260. на всякий, Иснад. Хадис возведен до пророка Мухаммада. GPT мне тут выдает. Возведен-то понятно, но достоверна цепочка или нет? На всякий еще шарх зачитай, чтобы наперед знать, что могут ответить. Шархе там этот зачитывал, он там говорит, короче, что якобы он его во сне таким образом видел. Ахмад ему говорит, у вас что, религия строится на снах, что ли, короче, знаешь? На месте у него, короче. О, смотри, вот смотри, полностью Иснад читаю. Аль-Асвад ибн Амир Шазан, Хамад ибн Салям, Катада передает, Икрима передает, Ибн Аббас, пророк Мухаммад. Вся цепочка. У Аль-Байхаки, Аль-Асима, Вассифат, 938 приводится. В другой передаче тоже приводится, тот же Аль-Асвад, в другом еще месте приводит это. Вот Сахих Ибн Ади тоже, короче, везде все там разжевано, это полностью есть. Скажи, пожалуйста, цепочка передач, она... Сейчас. Ибн Таймия оценил эту передачу как достоверный, возведенный до пророка Мухаммада. Он приводит его в Баян Тальбис Аль-Джахмия, 7 том, 290 страница. Ну, понятно, достоверное, но просто во сне имеется в виду, типа, увидел. Ну, нет, тут в комментариях, тут нету нигде, я не вижу. Это он мне сказал, что он во сне, этот Ок говорил это. Вот Ибн Таймия обсуждал этот вопрос, объяснял, речь идет о видении во сне. Да. Вот, ну, как бы, он объяснил это так, но это достоверно является. Удивленный во сне образ утверждения, что сущность Аллаха имеет этот человеческий облик. В таком объяснении, как бы, это кто сказал? Ибн Таймия, да, это говорит. Удивленный во сне образ утверждает, что сущность Аллаха имеет этот человеческий облик. Герда хотела что-то сказать. Герда, говори. Кстати, Пармат приводит это за то, что этот Умар лечился, водой мужчин, спермой, что лечился. Он есть в сборниках, сахих сборниках есть он? Суннитских везде. Не видел. Мы вчера открывали, сидели, смотрели. Есть. В смысле что? Что Умар лечился от какой-то болезни хронической. Спермой лечился мужчин. Да не может быть. Есть. Не верю. Не может быть такого. А что Айша отравила Мухаммада, этот хадис читал ты? В Бухари был или Муслим, где когда она его боковым лечением, как бы вливанием лекарства в рот, Айша сама перед... Да. Где он сказал Омару дать, короче, это лекарство, тот отказался, короче, Омар тоже жук рядом стоит, Мухаммад лежит, говорит, дай Омару попробовать. Он говорит, нет, я не буду. Айша говорит, больной всегда отказывается от лекарства, пей давай Мухаммаду. Ой, блин.
Он же потом, он отказался, он же сказал, чтобы у тебя лечение такое же было, как у меня, Умару. На него еще обиделся, что он не попробовал, дегустатор, короче, отказался пробовать то, что Айша его поила, блин, жесть. Знаешь, одна из жен, имя забыл, Парват, когда Мухаммад умер, забыл имя, короче, какая была, она христианство приняла обратно. Помню так. Есть, он тоже сегодня приводил, короче, и, бля, это вообще жестко, это все, самые приколы, это все суннитские источники. Я перезапущу через пару часов через компьютер, чтобы Ахмад зашел, чтобы он на экран показывал. Все это мы можем. Я просто беру перевод и все источники, все на компьютер вывожу сразу на экран. Сахих, знаешь. Что в прошлый раз... Нет, смотри, что просто, как в прошлый раз тот умник, как не пытались что-то говорить, я сразу источники прям на компьютер вывожу, фотка через телефон отправляю, через GPT, весь перевод и фотка, текст, все показываю, и источники, откуда все идет, полностью все было. Лишних вопросов не было. И все. Ты через компьютер на ТикТок, через программу заходишь, как ты это делаешь? Да, ОБС студия называется. Не ОБС студия, ТикТок студия называется. Дикдо. Вот. Ислам моя чистая религия. Вот, любите свою, я стократно люблю свою. Маша Аллах. Короче, еще Ахмад еще несколько моментов хотел он привести. Еще один хадис, подожди, я сейчас тебе скажу. Пармат, можешь вариант, Сахих Муслим, 1979 хадис прочитать? Быстренько. Да, я не ушел, что он солопится, чем солопится. Узуил. Короче, конкретно насчет Айши, короче, думаю, жестко, короче, Айша отзываться лишь Мухаммаду. Короче, Бог. Айша вообще жесткая, короче, была. Вот так тут, может, и это было. У нас там мусульманка пришла, желает сгоните в аду. Поднимайся, бисмилля. Иншаллах. Ли, это жена Брусли, да? Да, она сказала, что она не отказывается от ислама, хоть в Коране и есть кое-какие ошибочки, говорит. Желаю, чтобы ты была второй или третьей женой из четырех жен одного там бедуина в пустыне. Ли, поднимайтесь, расскажите про свой ислам, интересно. Какой-то он у вас другой. Да, настолько другой, что нас проклинает. Да, это любимая эта религия. Ислам тебя видит как бревно в аду, короче, тем более. Без хаджаба, волосы, там, лицо и изображение свое выставлять. Там еще заходить в кефирские чаты, пользуясь кефирским телефоном, кефирским интернетом, ягудский ТикТок. И переписываться с парнями, маша Аллах. И прямо тебе дорогу, короче, под эту самую, под кастрюлю. Джаханнам.
Есть тут? ПДФщик есть? Один ПДФщик, поднимитесь. Жон... Ты мусульманин, Жохан? Джордж? О, Мади, бисмилля, поднимайся, ухтышка. Иншаллах, поднимайся. Если фиса билюля не поднимешься, Аллах тебя не простит. Сара не мусульманка, я думаю. Она же не мусульманка, да, Герда? Есть живой кто-то. Шавик, да, это мертвый, Шавик, выстуш, молодец. Я вас всех выкину, если молчать будете. Давайте хором все. Раз, запели. Раз, два. Мецаба. Аллах Акбар! Вендетта. Ава. Акбар иногда ресторан. Нам надо сделать всем дуа за твой голос, Кармен. Неплохо получается. Четко, четко. Ремикс. Делда бас. Жизнь, пармат. У Дунианте цаязычник никто как бы бег цедохч, а бег диакану един. Азан, блин, сунтя. Мама в жизни такое не видел. У вас нет даже, что такое может быть. Блин. Мама дедут сунтя, денег давал. То, что он заслуживает как раз. Шик даде Аллаху дил, да? Да. Ну, чисто я. Hani bir dakika orada atır işte bak. Так, бред. Ну, как киборг, терминатор, поднимись, давай, ты же мусульманин. Уходи из-под трона Аллаха. Алло, бисмилля. Хухадляун. Что ты там внизу пишешь? Шуц дек дадел... Поздно, что вообще Коран. Что поздно? Мы не понимаем Коран, да? Да, Коран. Брат, я одно не могу понять. Вот я одно не могу понять. 21 суре 87 аяте Аллах говорит, что Юнуса проглотил как некий кит по имени Нун. Как в горло кита помещается человек, я не могу понять. Это же в априори невозможно. Если он нас создал, что он не смог бы такую маленькую... Хета, если он не может иметь сына, конечно, не может. Он же не может иметь сына без жены. Ну, он сам говорит, что он не может иметь сына без жены. Значит, ему еще он помощь просит у тебя в Коране. Всемогущий Аллах будет просить помощь у человека. С второго телефона сам себе позвонил. Чтобы свалить, короче, аккуратно. Слушай, Локи, я тут ищу эту информацию про то, что жена пророка, одна из жен пророка отказалась от ислама.
Ну, мусульманин не У говорит. меня он в личке есть, он мне в личку скинул, все есть, просто я сейчас не смогу зайти. Я просто перезапишу эфир, тогда уже на компьютере. Знаешь, что Как его? написали? Подожди, А. знаешь, что написали? Не жена пророка, а ее первый муж. У Хабибы еще до брака с Мухаммедом был муж Убайдуллах ибн Джахш. Они переселились в Абиссинию, это Эфиопия. Не, конкретно жена. И Нет, там это он не то. отрекся. Конкретно жена. Не, конкретно одна из жен Мухаммада, он имя даже называл, забыл сейчас. Однако, у него было бы 2-3, запомнил бы, блин, ему до хрена их было. Все имена запоминать, блин, тут с ума целая футбольная команда. Хотела мать сказать, что пишут, что он уже двоюродный брат Зайнаб был, по-моему. И вот он при притеснении эмигрировал в Абиссинию, и там принял христианство. И, кстати, я нашла целый список сподвижников, которые ушли из ислама. Да, и Ну, они в видишь, исламе значит, есть оставались, что-то что боялись, что их убьют, а как только это ушел, начали все массово уходить с ислама, и после этого они начали их убивать, короче. Alhamdulillah, et toi? Вернулся. Prêt aujourd'hui? Что ты там у него спрашивал? Слушай, сейчас. Альхамдулилlah. Как дела, спрашивает кто-то. Он говорит, альхамдулилlah. У тебя, говорит, брат. Соладух, что он, если что, прервать Венеру, телефон тях. Ну объясни мне, как Аллах, если всемогущий, просит помощь у людей. Это надо правильно понять. Помоги мне, это же не значит, что щедык нет. Как не значит? Он прямо говорит, если вы поможете Аллаху, и Аллах вам поможет укрепить вашу стопу. Это значит, что ходикш нет, я да, он дикнак дирду Богу. Нет, если ты на хорошие пути, на правильном пути, ты Аллаху помогаешь, да? Аллаху это как, помогать Аллаху это как, да, мискчун, родья Бог. Этим ты помогаешь Аллаху, да? Если бедняку помогаешь, ты помогаешь Аллаху, да? Этим самым ты помогаешь... Нет, сабах. Толкование. У Аллаха есть дело, бах. Толкование. Аллаха есть дело, бах. Убивать многобожников. И он просит у верующих мусульман помочь ему в его деле. Воевать против многобожников ради него, ради Аллаха. А Аллах, ответ, поможет вам укрепить ваши стопы, чтобы они не скользили. Вот четко и ясно. У Аллаха есть как барыги, есть дело, чтобы убить мафиозника, барыга, чтобы истребить другие дилерские точки. И он говорит, помогите мне моему делу ради меня, уберите тех и тех, а я помогу вам. Прямо и четко. А сам он не может. Это трактовка людей, она приводит к заблуждению. Ничего себе. Прямо и без трактовки ты просишь, он вообще помощь просит. Хаверза, как не против всемогущий, как может просить помощь? Скажи мне теперь, ты говоришь, помощь просит, а теперь скажи мне, как ты себе это представляешь, как ты сделаешь эту помощь? Аллах, потому что не всемогущий, ему нужна какая-то энергия, поклона какая-то, надо убийство, жертву людей, чтобы этим ему, он берет какую-то энергию, и этим ему помогают, Кровь человека, знаешь, который ему не поклоняется, это для него пропитание. Он сам не может себе пропитание добыть, поэтому он просит у людей помощи, крови других людей, чтобы они его поили, кормили этим. Вот я как это вижу. Да, заряжается Аллах. Супер зарядка есть. Она когда какой-то шахид мопед Кроку Сити или там толпу переезжает, тогда эта супер зарядка включается у Аллаха. Прям быстрая зарядка, есть суперчарж. А так очень медленно заряжается, уже похудел, борода не растет,
кучерявые волосики на теле, короче, и по зеленой травке ходит, бедненький. Аллах не подобен никому, говорит, блин, даже Ибн Таймия все комментируют, опираясь на это, говорит, страхом, вот так, убеждением, увиденный сон, означает, что Аллах имеет облик человека, человеческий облик, прямо. Они говорят, Аллах не подобен никому. Безбородый, юный отрок. Поэтому, знаешь, когда на Аль-Бураке Мухаммад летал к нему, тот хиджаб накинул. Когда этот Абу Бакр спрашивает, Умар, они спрашивают, видел ты Аллаха? Он говорит, хиджабуль нур. Знаешь, он окрыл себе одеялом, хиджабом, говорит, знаешь, безбородого юного отрока увидел бы, наверное. Мы же понимаем, что он сделал бы с ним. Блин. Теперь больше, и этот момент тоже надо, чтобы они перестали говорить, что Аллах не подобен никому. Еще один хадис он мне скинул, сахих хадис тоже, Ахмад. Он цитировал, что Аллаха есть на руке 5 пальцев, один палец кривой, один длинный, каждый палец описывается, прикинь. 5 пальцев на ручке есть Аллаха, короче, четко, ясно. Так, там объясняется, как каждый палец выглядит. Прикинь? Вот девушка нам пишет, а сколько эпосов с жертвоприношениями у греков, а? Я не знаю, я не без понятия, я не шарю ни в чем. Но это она к тому, что ислам все равно лучше. Да, ислам лучше. Да, 9-летних. А сколько пророков видела ты, чтобы дозволял от Аллаха 9-летних девушек и меньше, которым еще шпилить? Мне когда курицы безмозглые защищают ислам, я это охреневаю просто вообще. Мазохистками, рабынями они оставаться не хотят. Просто охренеть можно от этого. Просто ни одного права у них нет в исламе. Не будет даже в раю. Если каким-то чудом попадут. Но они же это оседланы. Дай. Алло, 29-е, законюшка. Тора тоже от Аллаха. Что ты хочешь сравнить? Ты что, на Аллаха наезжаешь опять, да? Почему Писание Аллаха, Тору не это самое? Ибра. Не сравнивай. Вахран, васахлан, будлан, поднимись. Мозг у тебя работает, видно, да, мусульманин? Ребята, как вы? Алхамдулилlah, чуть-чуть руки устают этого кита держать, так нормально. У Аллаха подагра, наверное, потому и кривой один палец. Не, он безбородый, юный отрок, у него хадис есть достоверный, где Мухаммад его во сне видел. Все полностью, цепочка передач тоже есть. Юный отрок, прикинь, на теле, как у барашки, кучерявые волосики, прикинь, на теле. Охренеть можно, да? По зеленой травке ходит, короче. Зеленая трава, это какая интересная? Это горная зеленая трава. Наверное, по ней ходит, наверное. Хорошо, что аллергия нет. Ну, Смотрите, может, опять нам есть. довод. Локи, читай, смотри, что она опять пишет. А в Торе с 3 лет можно сношаться с маленькими детьми, пишет. Пусть поднимется, мы сейчас ей объясним. Не, а в Коране 550 вообще, а в исламе, объяснили. не, подожди, а в исламе с рождения можно залезть. В исламе можно с рождения залезть на ребенка. Прям в роддоме ждешь, прям уходит с утробия матери, и ты прям запрыгиваешь на него. Вот так можно в исламе. Прикинь? Нет запрета, ограничения, даже с рождения. Ничего у вас нет. Там его шейх вот с руках на ребенка у отца можно забрать, чиниться, говорит тебе шейх. Алло. Если где-то что-то написано, то нормально, да, и вам тоже можно, да? Вы что, блин, вообще больные, что ли? Тори, вообще баран, курица безмозглая, поднимись. Торы где написано, интересно.
Просто все интересует, знаешь. Вот они типа распространяют свою религию, чтобы люди выжили. За этого, чтобы выжить людей, они убивают людей. Вот их не Аллах какой. Шалом, еще раз, Ну, кого не где видел, там всем так и шалом. написано? Нигде в Торе такое не Прекратить. написано. Есть какие-то предположения по поводу возраста Сары. Предположение, и так и написано. Предположение. Да, на ваш русский язык для тупорылых. Как вы читаете Коран как бы с перевода, да, не понимая, что вообще там написано, да, вот вами могут регулировать, как бы, да. Но я, в отличие от вас, идиоты, я имею в виду, да, этих, кто пишет комментарии такие. Лазик, не обзывайся, пожалуйста. Просто Идиот это диагноз, это не обзывание в коем случае. Идиоты, Не тупорылые. надо все равно, зачем? Ну, почему? Атмосферу хорошую сохраняем. Ну, атмосфера, да, прекрасная. Так, еще раз. Предположение. Почему? Потому что берут от возраста, получается, Исаака, и оттуда исходит. Делают предположение. Мама умерла и так далее. Но предположительно ей было от 14 до 15-16 лет, что-то такое. Это предположение более как бы такое, оно логичное, да? Потому что она была самостоятельная, она выходила, там поела верблюдов и все такое, ходила с кувшином. В отличие от решение девочки... она приняла. Не понял. Это же решение же она приняла, даже не указывая, что трехлетняя девочка, да, трехлетняя девочка может принимать решение. Там идут еще раз, идут предположения, потому что никак невозможно понять возраст и так далее. Но это было столько тысяч лет назад, как бы, да. А тут даже они, понимая, что они ни хрена не могут доказать, они уже констатируют факт, понимаете, в чем дело? Они говорят, да, говорит, моей маме, говорит, Аише было 6, говорит, а моему, говорит, папе, говорит, пророку Мухаммаду было 53. Так что вы нам евреям суете, вы дебилы? Мы говорим... Что такое Талмуд? Смотри, она пишет Талмуд 613. Объясни, что такое Талмуд. Трактовка. Каждый трактовал что-то. Это даже не как ваши хадисы. Толкование. А у вас, да, ваши хадисы, это констатация факта. Вы даже там на печать и апостиль поставили, как бы, да? Можно я скажу, Понимаешь? что в еврейской традиции есть разные версии возраста. Согласно Мидрашу Берешит Раба, Ревекка родилась в день смерти Сары, и когда Исаак на ней женился, ей было 3 года. Но это только версия. Но согласно Агаде, Ревекка была при выходе замуж взрослой. И есть подсчет такой: Исайя Ди Трани и Езекия бен Маной. Это 2 человека, которые подсчитали, что Ревекке было 14 лет. Спасибо. А еще в еврейской традиции есть такая вещь, как бат-мицва. Вот. И это как раз это проходит, когда им 12-14 лет. Это называется совершеннолетие у нас, как бы, на тот момент называется совершеннолетие. Да. Что у нас бар-мицва у ребят, у мальчиков бар-мицва, что у девочек бат-мицва. Но опять же, тут может быть какие-то споры, и я, допустим, считаю, что это недостаточно, как бы, допустим, развитые дети, да, чтобы они такого... Ну, все равно, как бы, на мете могли жениться. Это не 3 года. Но мальчика, извиняюсь за выражение, уже стоит, как бы, а девочка уже готова как-то так выражать, там, скажем так. И плюс опять еще же, я эти вещи осуждаю категорически. Я против этих вещей. Это да, это в наше и у нас время, это не используется. Не используется. Так. У нас это не практикуется. Но это не призыв у нас нету призыва, у нас это не является там сунной или законом каким-то. Плюс еще в еврейской, ну не в еврейской, а вообще в Библии, почему девочек в 12 лет выдавали замуж? Потому что не считали, а то, что она юридически уже могла нести ответственность. Но опять же, это не призыв, это не закон, это не сунна, это ничего такого. Они мусульмане используют Библии, по сунне да. свои ну там какие-то там желания своего пророка, как бы, и делают то, что они делают сегодня, это 21 век. Аша, Веста, так вот теперь возьмем и откроем тебе глаза, что многое было списано из Талмудов, из Нахабов и отовсюду, просто переписанное. Так что искала там, сравнивала. Поднимись и поговорим.
Так что этот диагноз, я не, вот смотрите, мать левоверных, я никого не оскорбляю, я просто говорю, вот, кому поставил диагноз, я диагнозу отвечаю. Ну, кому поставили диагноз. Ну, понимаете, о чем я говорю. Это еще раз, ты констатируешь факт, а у нас идут предположения, это называется споры. Все, что происходит в Талмуде, это спор между мудрецами. Опять же, кто-то мудрее, кто-то скорее глупее, как бы, да. И они сидят, спорят, как бы, и при этом их спор дошел до нас. У нас не прописано нигде ни в Торе, что ей было 3 года, а у тебя прописано в Коране, как я знаю, правильно? Может, я ошибаюсь, Ислам, я не хочу Хармат ошибаться, как бы. Но как я понял до сих пор, что это прописано, да. И все, так, и вы этому следуете. Вам, получается, по-хорошему, это ваш пророк прописал всю свою историю в Коране. Не в хадисах, а в хадисах уже начали говорить, да, правильно, вот он молодец, он мудрец, так надо делать вам дальше, как бы, да, люди живите поэтому и так далее. Я так понимаю, правильно? Мухаммад прописал всю свою метрику, как бы, да, вот всю метрику прописал в книге, как бы, да, и вам ее передал. О, да, вы, о, священный, о, этот мудрец, о, ты молодец, это слово Аллаха, как бы, да, вот ты так себя вел, потому что Аллах тебе так рассказал себя вести. Но он как бы вам это передал так, что вы в это поверили. И вот вы живете сегодня в 20 гребаном веке, как бы, да, в 21 веке, вы живете так. Что меня интересует, знаешь. Если мы все евреи харакир сделаем себе, вы что, за нами будете следить? Зачем за нами? Им надо, чтобы какой-то хрен, который им это рассказывает где-то в мечети, как бы, да, хрен, я имею в виду не всех, а тот, кто это рассказывает, что надо там убивать евреев и так далее, как бы. Вот когда у харакири себе сделает, я надеюсь, что они тоже себе харакири сделают. Потому что по-другому нельзя, потому что надо следовать своему муфтию, надо следовать своему этому, получается, священнослужителю, как бы, да, вот как вы ходите, херню здесь носите. Что меня интересует, знаете, что если мы не будем, например, переселимся на другое селение, христиане и евреи, чем они будут, как сказать, кормить себе? Какими баснями? Друг друга будут грызть. И так грызут, и так. Они не могут существовать без евреев, без христиан. Все свою гадость надо на кого-то, как сказать. А чё овес-то сливается? Пишут тут такие гадости. Ну, они особо одаренные. Не, она тут пишет, типа, что разрешается отцу и дочь. Ну, это у мусульман разрешают. Мы открыли эфир, что педофила Мухаммада осуждать. И Аллаха, что дозволяет такую педофилию. Педофила Аллаха осуждать. Нет. И баран таких, как вы, которые это поддерживаете. Евреев турки спасли. Тору читать. Я не верю в Тору. Зачем мне Тору читать? Зачем мне она нужна? Евреев турки спасли. Не лезьте в нашу Тору. Не хочу, чтобы ты знал нашу Тору. Ты придурок. Я не хочу, чтобы ты знал нашу Тору. Почему? По какой причине? Потому что Тора – это моя Тора. Я не хочу с тобой делиться. Не переживай, брат. Если читаешь Тора, надо размышлять. Это от них Божий упаси. Ты суешь свой Коран, получается, как бы, и мне рассказываешь, вот ты невежда, а я якобы вежда. Вот, ты вежда, как бы, да, ну ты ведешь себя правильно по жизни, а я себя веду неправильно по жизни. И при этом ты можешь поехать на базар в Афганистан или в Пакистан, как бы, и купить себе девочку. А я не имею этого права делать, потому что меня за это посадят в тюрьму, как бы, у себя в еврейской стране. Если я, не дай бог, девочка, не дай бог, я женщине взрослой намекну на секс, взрослой женщине у себя в стране намекну на секс, я уйду нахрен в тюрьму на лет 5-6.
На 5-6 лет и взрослой женщине. А вы, уроды, можете, вам позволяет ваш Коран ездить и покупать себе детей. Владик, у нас точно так же в Австралии. Если какой-то намек Больше я вам скажу, если не ошибаюсь, последний раз я был в Дубае, это был 2010, по-моему. Да. Тогда нам за $200 предлагали девочек, ну, несовершеннолетних девственниц. Осуждаю. Ну, осуждаю, конечно, это ужас. Осуждаю, брат, осуждаю. И они мне говорят на чистоте, на вере своих, это как сказать, соплеменников продают как носки. Мало что я осуждаю, как бы. Он, если сядет в тюрьму, если он считает себя мужиком, как бы, за это его еще изнасилуют, как бы, да? Ну, такой неслыханный, гадость у них. Да, осуждаю, как бы осуждаю, да. Но если он себя считает мужиком, как они кричат, я мужчина, там все такое, как бы. Тебя за такие вещи, как бы, да, еще тебя, себя девочку сделают. Ну, как девочку, женщину, наверное, нужно сделать. Ну, опущенный. Да, была девочка, стала женщиной. А по религии, получается, как они заходят и кричат об этом, получается, что ему можно это делать, как бы, да. Так это определяйтесь, или вы мужики, или вы живете по тому, что вам прописал пророк, как вы рассказываете. И теперь же, что с одной стороны, что с другой стороны, вы, получается, что там педофилы, что здесь нахрен педофилы. У вас нету, как бы, ну, шанса остаться человеком, как бы, да, скажем, там, нормально. Ассаламу алейкум всем. Шалом. Локи, брат. Кенчик говорит, что ты свой, а здороваешься с нами как? Это что? Недавно вышел, что ли, из ислама? Что? Расскажи. Нет, я давно ушел. Я вообще не был в исламе. Я вообще не был в исламе. Я говорю, я свой, меня Локи знает, Герда меня знает, Элай меня знает, Каляка, вот вообще Каляка меня тоже знает. Мы с ним лучшие друзья. Все понятно, хорошо. Леонора тоже не знает, я что, свой. Локи, брат, что ты занят, что ли? Или что делаешь? Если Каляка знает, то Аллах простит все грехи. Да. Че, Локи, как дела у тебя, брат? Ну, как видишь, кит держу. Ага. Ну, давайте потапаем дружно. Что-то никто не приходит. Надо, чтобы продвигался стрим на Да, ТикТоке. давайте лям потапаем, что до ляма добьем. Ну, хотя бы каждый по 1000 уже хорошо будет. Да тут это армия, даджаленок на этот Гог и Магог армия, это Каляки надо, чтобы такие лайки набить, вы что, угораете? Мой брат это Каляка, если что. Мы с ним Я что-то сделал, не знаю, что. Ну. Фанат там стал, спасибо. Не знаю, что говорит. Ну, и я за этого скачал, как сказать, чтобы вас слушать. Случайно попал на это, как сказать, на YouTube у формата. После этого скачал это. Ребята, такой вопрос. А кто сидел вчера на стриме у Каляки? Что из Каляка, я не совсем понимаю, Каляка, как вот, ну, Каляка. Вот, ведет стрим, как зарабатывает деньги человек. Нет, просто я вчера, у нас совместно баттл был, и я познакомился с этим Никоглаем и... Спасибо, брат.
Есть кто зарабатывает деньги, есть, допустим, Пхарма, да, Пхарма, пускай будет, то и Локи, как бы, человек, который ты от себя пытается ты как бы выкинуть, да, вот это вот то, что им навязывают. Каляки никто ничего не навязывает. Каляка, он человек, который просто ведет стримы для того, чтобы зарабатывать деньги. Мне может нравиться то, что он говорит, как бы, да, почему? По той причине, потому что у меня здесь такая ситуация в Израиле, все такое, он флаг там вешает. Но мне не нравится, как он ведет это, как бы, я говорю честно. Мне тоже нравится. Ну, не важно, что каляка. Есть какие-то эти серьезные темы, вот, допустим, вот сидят тут чеченцы, я захожу, может, ты сейчас Локи не понравится, то, что я скажу, там, Хармату, как бы, да, но я считаю, что это люди просто хайповые, как бы, да, и они немножко даже отталкивают от именно конкретно тематики, их тематики, отталкивают чеченцев от себя. Заместо того, чтобы вот то, что они делают работу, как бы, чтобы их вернуть в свою семью, они, вот эти вот люди, когда они их сюда зовут, они их отталкивают от себя. Потому что их это вообще нахрен никак не касается. Андрей Каляк говорит, блокнот навсегда. Я так понимаю, это в блог, да? Да не, Халяка наш, имам хороший парень. Так-то нужен такой тоже иногда. Когда не, ну разговор не об этом. Я не люблю, троллинги, смотри, да. Лазик, знаешь, когда он, ну иногда он, когда с нами мусульманин, у него же много посредников, очень много мусульман, как бы через него тоже можно, как бы, да, он себя, он не в исламе, у него от этого, всего этого он не страдал, его народ тоже, как бы, он себе деньги делает, окей, ну через него можно многих тоже из ислама вывести. Можно вывести, как вы видишь-то? Барашка, ну серьезно, ну, ребят, ну хорошо, опять же, мне самому смешно на него подписывать, да. Барашка, это, конечно, это да, у тебя стрим не искусство. превращается в какой-то, дальше, в какой-то, то, что ты себе поставил цель, да, вот, ты поставил цель себе для того, чтобы открыть глаза, как бы, допустим, своим же, да. И он, честно, я считаю, что это немножко мешает. Но это так, просто я говорю, как бы, да, а так воспринимай, как хочешь. Не, он же не заходит, не, смотри, цели, не, если так, как ты говоришь, если во время эфира там что-то идет, да, ну если у нас чисто там посиделки, то наоборот нормально. Не, честно, вот благодаря него много чеченцев заходили ко мне, многие из ислама вышли, вот вчера вышел один. Ну, как ни крути, через него зашли много чеченцев, которые даже Пармата не знали, меня не знали, вообще заходят к нам, реально заходят. Да, в одном деле он хорошее дело делает с этим, потому что... Ну а что, как он себя заработал? Людей смешит по-своему. Иди там в стендапе зайди, ну на самом деле там то же самое, там еще хуже говорят. Там у него в России там с актового зала стендапе, там то же самое, но он просто это более... В ТикТоке там все так, ну, себе деньги делает, блин, не знаю, если бы у меня в культуре позволено было бы, не знаю, так, вращаться, такие действия, может, я тоже делал бы, ну, как бы, у нас такого нету, поэтому, ну, для меня это чуть-чуть дико, но если у них такое позволено, ну, пускай себе деньги делают, и что-то такого. Но он же лично не идет, никого не оскорбляет, если кому что мешает, он может как бы пролистать, мне кажется. Локи, дай бог ему здоровья, пускай с ним его враги разбираются, как бы мне он ничего плохого не сделал. Кто не мне делал плохое, а кто говорит о моих женщинах плохо, я высказал свое мнение. А там это другое, как бы, да. Еще раз, но я этих людей определяю по-другому, как бы хайп. Опять же, мне это может нравиться, и тебе это нравится, я знаю, по какой причине это нравится. Мне это может нравиться, потому что там враги, как бы, да, вот моей страны вешают флаг или кепку там на себя оденут. Но я не до такой степени идиот, как бы, да, чтобы не понимать, для чего это люди это делают, как бы, понимаешь, в чем дело, Локи? Сейчас армия Каляки зайдет. Василий. Да, давайте поделимся стримом. Вась. Ребята, я покину вас где-то час, наверное. Хорошо, Потом спасибо. зайду. Давайте Хорошо, тогда я конечно. через час-полтора перезапишу как раз через компьютер.
Быстренько в этот зал пойду, что-то позанимаюсь тоже. Окей. Ну, давайте. Хорошего всем дня и до встречи. Пока, ребята. До встречи. Спасибо. Всем через 1,5 часа приходите все. Парма, так, через 1,5 часа. Алатиру у нас, Шувуллахо. Заходи тоже по-любому.